Вітаю ўсіх з невялікай затрымкай, але мы ўсё ж такі распачынаем наш дабрачынны канцэрт-марафон «Беларусь Live at COVID-19». Ангус і Зміцер Лукашук будуць для вас працаваць цягам гэтых 12 гадзінаў. Ведаеце, мы хацелі пачаць што-небудзь такого пафаснага, але, відаць, я лепш пачну з апошняй інфармацыі, якую размясціў Міністэрства аховы здароўя ў сваім афіцыйным тэлеграм-канале. Свежая інфармацыя на 10 траўня. Агульная колькасць тых, хто захварэў на каранавірус – 22 973 чалавека. На дадзены момант памёрлі 131 чалавек. Выпісана 6406 чалавек. То, што выпісана, людзі выздаравелі, гэта добра. Але гэта азначае, што і далей лекарам трэба змагацца за жыццё кожнага захварэўшых, а іх, я нагадаю, амаль 23 000 чалавек. І дапамагаюць медыкам змагацца з гэтай пандэміяй валанцёры. Для того, каб не зацягваць час, мы зараз запросім координатора валанцёраў кампаніі «Buy COVID-19» Надю Лютчик. Надя, добрый день, становитесь сюды, калі ласка, я стану з гэтага боку. Скажите, калі ласка, навошта вы увязаліся ва ўсю гэтую справу? Не знаю, люблю, когда все напряжно и надо срочно решать все вопросы. Это моя работа, мне обычно деньги за это платят, а тут такое поле деятельности и бесплатно. Наколькі ўсё ж таки на сённяшні дзень, вот калі дзяржава сцвярджае, што у нас усяго хапае, медыкі ўсім забяспечаныя, ніякіх патрэбаў такіх вот, ну, здаецца, нема, ўсё ёсць. Наколькі ўсё ж таки на сёння яшчэ патрэбная праца валанцёраў? Ну, действительно, работа волонтеров очень нужна, и она нужна и докторам, и людям, и вообще мы делаем достаточно нужную вещь, потому что никогда не будет такой ситуации, когда всего будет хватать. Невозможно такая ситуация. Во всем... По крайней мере, информация поступила, что Беларусь будет продавать 1 000 000 масок в Германию. Но это как бы государственное решение, к которым мы никакого отношения не имеем, и о них сказать точно ничего не можем, но мы как бы каждый... намекал на то, что коли маски продают, то значит их хапае, а вот с разных там шпиталёў от людей приходят просьбы: привезите нам маски, бо нема ў чым ходить. Может быть, они не те маски собираются продавать, которые действительно нужны. Может, они маскарадные маски? Может быть, маскарадные, да. Мы не знаем, о каких конкретно масках идет речь. Вероятно, если это то, что Беллекпром нашил, то да, пусть продают. Медикам они сильно не помогут. Скажите, колькі людей задзейнічана ў гэтым вашым волонтерским руху на сегодняшний день? Ну, я думаю, что несколько тысяч по всей Беларуси точно. Костяк — это человек 150-200. І колькі часу у вас, вот, ваш день працоўны, колькі вы працуеце? Я думаю, что в основном мы все работаем 24/7. Вы можете сказать, якія зараз самыя такія актуальныя патрэбы у беларускіх шпіталёў, у беларускіх медыкаў? Вот что, на што трэба збіраць грошы, каб тэрмінова, вот што трэба закупіць? Всегда самый яркой, скажем так, и острой потребностью будут, конечно же, респираторы, конечно же, костюмы для комбинезоны, многоразовые, одноразовые, любые. Конечно же, антисептики, хотя с этим мы как-то чуть-чуть разобрались вроде бы. Ну и, не знаю, помощь медикам в виде самоизоляции, наверное, это больше всего им поможет сейчас. Мне вот просто цікава. Учора пройшов парад. І раптам до вас поступає просьба. Вот роце, якая удзельнічала ў парадзе, тэрмінова неабходна, дапамога, там нейкія там медыкаменты, можа быць, ці яшчэ што-небудзь. Што вы скажете? Не пытанне мы привезем, ці скажете, самый виноваты, вас туды никто не пёр? Конечно, мы скажем, не вопрос, мы все привезем, потому что одно дело оценивать людей по их поступкам, а другое дело помогать, когда они оказались в беде, и мы скорее про второе. Ну і на заканчэнне ваш зварот да тых, хто нас глядзіць і думае, пералічваць ему грошы ці не пералічваць. Вот просто ваши словы такие от души. Конечно, пожалуйста, перечисляйте нам деньги, потому что мы на них покупаем супер необходимые вещи для наших врачей и другого медперсонала. И очень благодарим вас за это.
Далучайцеся, пералічвайце грошы, усе звесткі, куды можна пералічваць, будуць ісці бягучым радком, вот ён ёсць зараз на экране. Далучайцеся вось гэтым людзям, гэтым самаадданым людзям, якіх некалькі тысяч па ўсёй Беларусі, неабходна ваша падтрымка для того, каб яны маглі аказаць дапамогу беларускім медыкам. Ну, а хто у нас... Сейчас мы переходим на концертную площадку срочно. Извините за задержку, были технические проблемы. И у нас на старте группа «Стокс». Дякую. Дякую вам. Ждем переключения. Начинаем. Займите свои места, читайте меня с листа. Здесь все как один, герои программ. Пускайте себя в разнос, ловите сигналы СОС. Мы все как один окажемся там. На фоне запретных тем, неважно когда и с кем, неважно, что мы еще дышим соседям на злое. Но если ты зажигаешь во мне огни, и наши ночи светлее, чем наши дни, нам всем повезло, считай. Дрейфуют домой, мне сделают крепкий чай, мне скажут не пропадай, и радиоточки уснут по команде отбой. Но если все дороги ведут к тебе, и все известные боги живут в тебе, я лягу напротив, а ты на крыло. И если ты зажигаешь во мне огни, и наши ночи светлее, чем наши дни, нам всем повезло, считай. Все дороги ведут к тебе, и все известные боги живут в тебе. Я лягу напротив, а ты на крыло. И если ты зажигаешь во мне огни, и наши ночи светлее, чем наши дни, нам всем повезло, считай. Нам всем повезло, считай. Нам всем повезло.
Всем привет. Настройка звука. Продолжаем дальше. Концерт идет. Группа Стокс приветствует вас. Не болейте и так далее. Смотрите музыку. Перегорим и снова пустим тока, нальем, простим, завяжем в узелок. Меня разбудил, когда вдруг решишь всплывать. Я дам тебе свой акваланг. И это не сон, и даже не Божий знак. Я не был крещен, мне вместо Христа пятак. Меня позови, когда вновь решишь нырнуть. Я буду плыть рядом с тобой. На двоих одно решение, все готово к погружению. Как всегда, мы на дне, мы в группе риска, вместе с кислородом виски, без льда. Позови, когда вновь решишь нырнуть. Я буду плыть рядом с тобой. На двоих одно решение, все готово к погружению. Как всегда, мы на дне, мы в группе риска, вместе с кислородом виски, без льда. На двоих одно решение. Всегда мы на дне, мы в группе риска, вместе с кислородом виски, без льда.
спасибо. Спасибо. Вот наши зрители, аплодисменты, очень приятно. У всех свои пути, у всех свои пути и свой изменчивый круг. Что суждено найти, что суждено найти, читай по линиям рук. А мне слишком поздно меняться, придется идти наугад. Я не вернусь назад, секреты доверим своему телефону, а сердце поставим на 6 утра. У каждого есть при себе по патрону. Давай от винта, давай от винта. Мир сошел с ума, весь мир сошел с ума, и я, наверное, с ним. Мой дом, моя тюрьма, мой дом, моя тюрьма. Хочу остаться ничем. Теперь просто глупо бояться, нас скоро накроет закат. Я не вернусь назад, секреты доверим своему телефону, а сердце поставим на 6 утра. У каждого есть при себе по патрону. Давай от винта, давай от винта. Тебе в этом трудно признаться, но это удобный расклад. Я не вернусь назад, секреты доверим своему телефону, а сердце поставим на 6 утра. У каждого есть для себя по патрону. Давай от винта, давай от винта. Секреты доверим своему телефону, а сердце поставим на 6 утра. У каждого есть для себя по патрону. Давай от винта, давай от винта. Спасибо всем, спасибо. «Любовь и война» будет следующая песня. И группа Стокс вас приветствует в это прекрасное утро или день. Жили-были, нету, жили, вместе спали, вместе пили квас.
ненавидели, любили и ценили все, что было в нас. Ошибались, поднимались, падали, шли по рукам, делили все пополам, делили все пополам. И это наша любовь, наверное, будет весна. И это наша любовь, любовь и война. Наступали, отступали, предавали и сдавались в плен. Попадали, западали и ловили ветер перемен. И это наша любовь, наверное, будет весна. И это наша любовь, любовь, и я тебя прикрою огнем. Ты меня своим поцелуем. Мне снилось, что мы никогда не умрем и даже ничем не рискуем. Я тебя прикрою огнем. Ты меня своим поцелуем. Мне снилось, что мы никогда не умрем и даже ничем не рискуем. Любовь и война. И это наша любовь, наверное, будет весна. И это наша любовь, любовь, и я тебя прикрою огнем. Ты меня своим поцелуем. Мне снилось, что мы никогда не умрем и даже ничем не рискуем. Я тебя прикрою. Ты меня своим поцелуем. Мне снилось, что мы никогда не умрем и даже ничем не рискуем. Любовь и война. Спасибо всем, кто с нами. Продолжаем наше небольшое шоу. Вот. Всем желаем здоровья прежде всего. И, естественно, передаем привет врачам всем. Вот. Они просто герои, пусть держатся, потому что они сражаются ради нас, собственно говоря. Поэтому огромное спасибо врачам и помогайте им, чем можете. Ну, прежде всего, не тусуйтесь там слишком, не кучкуйтесь. Вот. Гулять в парке можно, но так. Прежде всего, не Не кучно. болейте. Да, и не болейте. Все, дай бог, будет нормально.
песня «Под дождем» следующая. Я выброшу одежду, останусь так, как есть, и кайфом, и надеждой со мной прольется здесь мой дождь. Мой дождь. И по колено в луже, и по уши в любви, и нам никто не нужен, завидуй, не зови, мой дождь. Мой дождь. Сорвала нафиг крышу и первую струну. И если кто-то слышит, мы скоро все пойдем ко дну. Все пойдем ко дну. И чудо не случилось, и горе не беда. Нам это только снилось, все унесет с собой вода. Унесет вода. Когда мы уйдем по течению, когда нас засветят вдвоем, танцуй под дождем, танцуй под дождем, танцуй под дождем. Сюжеты на телеэкранах, в домах без тепла и без света, а в наших нагрудных карманах осталось еще одно лето, когда мы уйдем по течению. Когда нас засветят вдвоем, танцуй под дождем, танцуй под дождем, танцуй под дождем. Хе-хе. Когда нас уносит течение, когда нас засветят вдвоем, и мы остановим мгновение под этим дождем. Танцуй под дождем, танцуй под дождем. Спасибо. Следующая песня, так получилось, что она сегодня
Первый раз будет исполняться вот так вот как бы прилюдно. Хотя здесь у нас людей абсолютно нет, но надеюсь, что там за экранами вы есть. Поэтому премьера песни, надеюсь, скоро снимем на нее клип, поэтому называется она «Икары». И она же будет последней нашей песней сегодня. Тут говорят, да, но сейчас разберемся, тем более хорошо, поэтому песня, если кому-то понравятся отзывы или не понравится, вы насчет песни сбрасывайте, нам будет очень полезно. Вот. Спасибо. Выстрелив в вечность, минуя навстречность, бросив на ветер слова, острый слухом, мятежный духом, срок свой считали за 2. Держи меня за руку, а если получится, чужим сомнениям вопреки, найти свою радугу, проснуться везучими и не погаснуть от тоски. Все небо здесь играет свет, разорван горизонт. Одно мгновение до прыжка, бредили верой, вслепую без меры, не различая цвета. Красили крылья, смеясь от бессилия, в солнце ныряя с моста. Держи меня за руку, а если получится, чужим сомнениям вопреки, найти свою радугу, проснуться везучими и не погаснуть от тоски. Все небо здесь играет свет, разорван горизонт. Одно мгновение до прыжка. Держи меня за руку, а если получится, чужим сомнениям вопреки, найти свою радугу, проснуться везучими и не погаснуть от тоски. Держи меня за руку, а если получится, чужим сомнениям вопреки, найти свою радугу, проснуться везучими и не погаснуть от тоски. Все небо здесь играет свет, разорван горизонт. Одно мгновение до прыжка.
Спасибо всем, мы передаем эстафету другим группам. А вот сказали, что у нас здесь командование идет. Сказали, что еще одну песню можно сыграть. Еще одну. Поэтому прекрасно премьера состоялась. Я надеюсь, что вам понравится и будете поддерживать на радиостанциях эту песню. Ну а если вам не понравилось, тоже пишите, говорите, что типа, Ну, сыграли новую, теперь сыграем старую. песня не особо. А сейчас сыграем старую песню, называется она «По плану». Нет, мы сыграем между Минском и Римом. Мы сыграем эту. Хорошо, давай совсем старую. Поехали. Сыграем очень старую. И книги на полках, от них мало толку, я знаю. Улыбки на лицах, закрыты границы, бывает так. Висят абажуры, стреляют амуры, все мимо. И мы затерялись в снегах между Минском и Римом. Горят светофоры, играют актеры в картинах. Открылись зонты и чужие мечты на витринах. Остыли постели и все очумели от дыма. А мы затерялись в песках между Минском и Римом. Между Минском и Римом. Между морем и Крымом, между утром и ночью, между сном и тобой, между болью и небом, между солью и хлебом, между Минском и Римом под счастливой звездой. За окнами слякоть, и хочется плакать, понятно. Волнуются мамы, идут телеграммы обратно. Ломаемся тоже, и кожа устала от грима. Мы просто застряли в пути между Минском и Римом. Между Минском и Римом. Между морем и Крымом. Между утром и ночью. Между сном и тобой. Между болью и небом. Между солью и хлебом. Между Минском и Римом под счастливой звездой. Между Минском и Римом, между морем и Крымом, между утром и ночью, между сном и тобой, между болью и небом, между солью и хлебом, между Минском и Римом под счастливой звездой. Между Минском и Римом, между морем и Крымом,
между утром и ночью, между сном и тобой, между болью и небом, между солью и хлебом, между Минском и Римом, под счастливой звездой, под счастливой звездой. Под счастливой звездой. Между Минском и Римом. Спасибо всем. Спасибо. Всем удачи и здоровья. Ну, Охренеть, какой переросток. Ну так просто себя не воспринимаешь, а когда смотришь со стороны. гэта быў гурт Стокс, а мы працягваем наш дабрачынны марафон, з дапамогай якога мы хочам сабраць дапамогу медыкам Беларусі, якія змагаюцца за жыццё беларусаў супраць каранавіруса. Я нагадаю, што на сёння 131 чалавек ужо пайшоў з жыцця, 23 тысячы хворыя, выпісаны 6 тысяч чалавек, амаль 6,5 тысяч чалавек, але гэта не азначае, што можна супакоіцца, што мы выйшлі на плато і можем просто чакаць, пакуль ўсё закончыцца. Не закончыцца. Тым не менш, мы працягваем наши размовы. Зараз у нас Андрей Ткачоў, можна сказаць, чалавек, з-за якога і распачалася ўся гэтая кампанія па збору і дапамозе сродкаў медыкам Беларусі. Кампанія Buy COVID-19, дапамога медыкам Беларусі. Андрей, тым не менш, мы уже не один раз чулі ад розных высокіх кіраўнікоў пра тое, што у медыкаў усяго хапае, пачынаючы ад апаратаў штучнага дыхання і заканчваючы рознай драбязой кшталту масак. А такім чынам атрымліваецца, чым вы займаецеся? Всё ёсць. Што вы бегаеце і пыл у вочы пускаеце людям? Ну, смотри, на самом деле уже давно понятно, что есть две параллельные Беларуси. В одной Беларуси живет правительство, чиновники и так далее, а в другой Беларуси живут обычные люди. В данной ситуации мы уже получили больше 2000 запросов от медиков на помощь средствами защиты. Вот, то есть это те цифры, прям вот официально, которые можно называть, поэтому, ну, сказать, что прям медики совсем не обеспечены, тоже нельзя, да, но тут нужно понимать, что государство прежде всего обеспечивает средствами защиты те отделения, которые официально перепрофилированы под прием больных с ковидом. Другие отделения, другие больницы обеспечены не так хорошо, к сожалению. Но на данный момент мы имеем такую ситуацию, когда практически все больные, которые поступают в медицинские учреждения, там, с пневмониями, ОРВИ и так далее, их можно считать ковидами. То есть врачи расценивают любое ОРВИ, любую пневмонию как ковид. И точно так же, соответственно, к ней относятся. Именно поэтому наша помощь направлена прежде всего на всех медиков. То есть не только в те отделения, которые работают с ковидом, мы доставляем помощь во все больницы по всей Беларуси. Андрей, як толькі распачалася вось ваша кампанія Buy COVID-19 дапамога медыкам Беларусі, вы былі ў нас у гасцях Еўрарадыё ў прамым эфіры. Вы, Андрей Стрыжак, Антон Матолька, і вы расказвалі, што здараюцца такія гісторыі, калі, ну, на пачатку, прынамсі, так было, калі вы прывозіце нейкую там гуманітарную дапамогу, там, можа быць, гэта нейкія медычныя там штукі, можа быць, проста кава, гарбата, там, ці яшчэ што-небудзь, і медыкі, асабліва ў рэгіёнах,
рэгіёнах ну ці баяцца ці не хочуць гэта браць, таму што гэта гуманітарная дапамога. Паводле беларускіх законаў афармляць гуманітарную дапамогу это такая галаўная боль і розных трэба паперак аформіць, што не хацелі гэтым займацца медыкі. Зараз ситуация изменилась? Да, все верно. В самом начале мы сталкивались с небольшим недопониманием со стороны руководства некоторых больниц, которые не понимали, кто мы, что мы. Приехали какие-то ребята непонятно что привезли. Но мы уже давно занимаемся только официально. Все доставляем, то есть все по документам, по договорам дарения у нас все есть бумаги и так далее. Плюс мы сотрудничаем с Минздравом. И вот такие моменты недопонимания с главврачами мы решаем через Минздрав. Вот. Поэтому сейчас уже таких проблем нет совершенно. Сейчас уже берут все, и ну, все официально, все по бумагам. Скажите, вот зараз была у нас на початку нашего стрима Надя Лютчик, ну, кіраўніца, там, координатор волонтерского руху, якая рассказывала, что ну, амаль 3000 человек по всей Беларуси задейнічана ў волонтерским руху. Тым не менш, людей хапае, и вот ці можно сказать, что вот вы, как инициатор, ну, там, кіраўнік, скажем так, ну там разом со Стрыжиком и Матолькой уже сядите только там на офисе, грубо кажучи, и координуете, а люди уже, волонтеры, займаются. Ці все одно доводится, там, подхопился и поперся с самой раницы по регионах и нечто вырашать робить. На самом деле, хочу сказать прежде всего, что мы не первые, да, и мы не единственные. На самом деле волонтерских инициатив огромное множество, и сейчас практически в каждом городе, в каждом населенном пункте есть какие-то инициативные граждане, волонтеры, которые локально помогают. Мы стараемся всем помогать информационно, кооперироваться. Нам очень часто пишут волонтеры вот из этих самоорганизованных групп с просьбами проконсультировать, дать каких-то поставщиков, что-то посоветовать и так далее. Поэтому, ну, говорить о том, что мы единственные, ну, это вряд ли. Ну, я не про тое, что вы адзіныя, я до того, что вот асабіста вы вот уже як распачынальнік, як ну фактычна координатор кампании, вы можете ну не то что расслабиться, але вот только сядзець и показывать, так, ребята, вы повезете гэта туды, ці самому даводится всем заниматься. На самом деле я практически каждый день где-то в разъездах, в развозках, даже по той простой причине, что практически на всех документах стоит моя личная подпись. То есть все договоры дарения в больнице, которые идут от Байкови 19, идут от моего имени, как физического лица. Поэтому приходится подписывать очень много бумаг, очень много заниматься всяческой бухгалтерией, бюрократией там, и так далее. Ну, в том числе, вот как бы, я, можно сказать, касса проекта, который человек с барсеткой, который ездит, и если где-то что-то нужно купить, условно говоря, там, нам позвонили в строительном гипермаркете, появились какие-то респираторы 50 штук. Сел в машину, подъехал, купил. Вот, то есть оперативное реагирование — наше главное преимущество, вот, опять же, перед Минздравом, то, что мы можем очень быстро что-то купить и очень быстро доставить в больницу. Поэтому приходится постоянно быть в движении, и я там выхожу из дома там в 8 утра, и хорошо, если прихожу там к 10 вечера. До речі, про вот збор сродкаў. Все, што куды можна пералічыць грошы, вы бачыце зараз на экране, усе звесткі, калі ласка, ўсё афіцыйна, ўсё справаздачы даюцца пастаянна. Не далі, як учора, здаецца, Андрэй Стрыжак размясціў афіцыйную справаздачу, на што былі патрачаныя грошы, куды што набытае, куды адвезенае і гэтак далей. Так што можна праверыць і паглядзець, адсачыць. Тым не менш, вот зараз такая сітуацыя ўжо кагосьці звольнілі, камусьці скарацілі заробкі, чакаюць людзі, што будзе эканамічная складаная сітуацыя. Наколькі ў гэтай сітуацыі людзі ўсё ж такі здольныя ахвяраваць нейкія грошы? Ці актыўна адгукаюцца? На самом деле, вот с самого начала этой кампании больше всего меня удивило вот именно эта волна поддержки и солидарности от простых людей. Люди писали, предлагали всяческую помощь, даже не деньгами, да что-то приехать, забрать, отвезти, помочь на складе и так далее, и так далее. В том числе откликнулось очень много бизнесов всевозможных, которые понимают, что чем раньше закончится эта эпидемия, тем раньше они начнут нормально работать.
Поэтому в Беларуси на самом деле огромное количество небезразличных людей, которые оказывают помощь. Но я скажу вот по поводу этой суммы, что вот вчера Стрижак озвучил отчет, там около 250 тысяч долларов. Практически все уже мы вот потратили, закупили там всевозможные средства защиты, и сбор продолжается. То есть это не та история, что мы вот сейчас сели, расслабились и так далее. Нам постоянно необходимы достаточно большие средства, потому что объемы поставок растут с каждым днем. У нас появляются новые поставщики, и уже вот на следующей неделе мы должны закупить партию порядка 50 тысяч респираторов. И вот нам за там, несколько дней, условно говоря, нужно найти на нее какие-то средства. Ну, не будем прыгадываць тыя 60 мільёнаў еўра, якія згубіла Беларусь, якія еўрапейскія краіны абяцалі перадаць на барацьбу з каранавірусам, калі мы будзем выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Ну, мы не выканалі, парад правялі, 60 мільёнаў згубілі, ну, поэтому вот даводіцца беларусам самім скідацца і шукаць гэтыя грошы. І бізнес, пра які сказаў Андрей, сапраўды адгукаецца. Вот мы зараз знаходзімся у памяшканні Палугар-бара. Гэта тыя людзі, якія самі вырашылі, што трэба нейкім чынам дапамагчы. Вось бізнес далучыўся, дапамагае. Ангус, прадстаўнік, вот супрацоўнік этой кампаніі, чаму вырашылі заняцца этой справай? Ну, вообще, сама по себе тема благотворительности свойственна бренду Полугар. Хотя бы начнем с того, что вот на этом месте мы собрали лучших музыкантов Беларуси. Они у нас сейчас играют каждые выходные. Раньше это было каждый день. Вот. Закуплена была дорогущая аппаратура, поэтому это абсолютно нормальное явление для нас. Вот мы сидели, и когда вся началась эта кампания, мы поняли, что нужно как-то помогать, участвовать. И таким вот образом всплыла вот эта вот история с Buy COVID-19. Я увидел какие-то посты и так далее. Потом позвонил вот тебе, ты мне подсказал Стрижака, я связался с ним. И мы решили совместно вот это сделать, вот этот сегодняшний наш марафон. Напоминаю, что сегодня у нас будет 12 лучших рок-групп и исполнителей из Республики Беларусь. Музыканты в помощь врачам через компанию Buy COVID-19. Все атрибуты вы видите на экранах у себя. Переходите на сайт, выбираете любую кнопку, которой вы можете помочь, нажимаете и пересылаете какие-то средства на счет вот этой вот компании, которая потом закупает необходимые средства защиты и развозит их по больницам, собственно, в ваших же интересах. Значит, мы на этом пока интервью заканчиваем. Одно пытанне. Зараз вот до нас долучатся музыкі Стокса, якія толькі што адыгралі свой сет. Андрею, вот, па-першае, паглядзіце, вось гэтыя сумленныя вочы. Усе грошы, якія вы пералічыце, гэты чалавек вот с этим вот сейфом потратіць на закупку толькі таго, што сёння тэрмінова неабходна беларускім медыкам. Андрей, на заканчэнне, вот можно коротко... На самом деле я хочу сказать, ну, наверное, одна из причин, почему эта кампания по сбору стала такой успешной, это личный авторитет и личный такой... личности тех людей, которые стоят за ним. То есть, на самом деле, у меня достаточно большой круг знакомых, и изначально это были сугубо там мои какие-то знакомые моих знакомых, да, и люди пересылали друг другу, зная, что там мне можно доверять. Вот, ну, одна из причин, почему сбор стал таким успешным. Людям можна давяраць. Buy COVID-19, дапамога медыкам Беларусі, Андрей Стрыжак, Андрей Ткачоў, Антон Матолька, усе імёны вядомыя. І калі раптам штосьці заподозрыце, гэтых людзей можна знайсці, выставіць свае патрабаванні. Плюс у нас каждый день публикуются отчеты о проделанной работе, поэтому вы можете подписаться на наши странички в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. Там вся наша работа видна, она открыта, она прозрачна. Дякую вялікі, Андрей Ткачова. Зараз мы запросім музыкаў гурта Стокс. Кирилл, калі ласка. Да, так.
Давайте, може бути, з самого початку. Я розумію, що зараз музикам така ситуація, ніде виступів нема, може бути, хотілося б виступити. Тим не менш, чому вирішили долучитися до гэтага марафона? Ну, ответ, мне кажется, он вообще простой. А как можно от этого отказаться? Это дело святое, это помощь, прежде всего, врачам, которые отвечают за нас, вообще и спасают нас, и лечат нас. Поэтому тут не может быть никаких других вариантов, мне кажется. Ну, з іншого боку, здавалося б, сяді дома, там, пиши які-небудь нові там, пісні, записывай, а то виходиш, от раптом от Ангуса зараз от заразишься якою-нибудь заразой, ну. Ну, я считаю, что, во-первых, да, мы все это делаем. Считаю, что гораздо важнее толпами, как у наших соседей, не выходить на шашлыки с водкой и так далее, и там им обниматься. Вот это гораздо важнее. Мы, ну да, есть небольшой, конечно, риск, но Ангус вот опырскивает все микрофоны после всех участников. Так что дезинфекция на друг друга мы стараемся не дышать, поэтому... Он себя опырскивает Небольшой даже риск, постоянно. конечно, есть, но мы это делаем не для своего какого-то удовольствия, а для общего дела, поэтому... А вот личные какие-то дела, конечно, можно, ну, мне кажется, можно и потерпеть, немножко потерпеть. Шашлыки еще успеется, пожарим. Скажите, от як тільки розпочиналися різні там кампанії, які збирали гроші на допомогу медикам, тим самим і музичні марафони, некоторі люди казали, слухайте, а чого я повинен перелічувати гроші? Вон у нас є держава, я плачу податки, хай вони з моїх податків все, що треба медикам, і купляють. От ваш аргумент, чому треба долучатися? Ну, мы видим объективную картину, которая происходит, и считаем, что наш минимальный какой-то скромный вклад будет не лишним. Ну, так как вот мы видим все, что происходит на данный момент, считаем, что это не будет лишним, это точно. Насчет государства, конечно же, в нормальном цивилизованном обществе государство в бюджете должна быть определенная сумма на такие ситуации. Не только на ситуации вирусов, на различные чрезвычайные ситуации. Вот. Но так как у нас такой суммы нет почему-то, такой вопрос как бы не ко мне, я не экономист, но, наверное, многие могут подумать своей головой. Вот, поэтому люди, мы, так как мы славянские вообще народы, они всегда помогали друг другу, поэтому мы думаем сами, спасаем себя сами, помогаем сами. Но вообще, конечно, просьба государству, что мы поэтому платим налоги для того, чтобы было государству чем помочь. Неправильный ответ, что у нас нет денег на такие случаи. Это, конечно же, не очень хорошо. Вот мое мнение. Поэтому все помогаем, чем можем, а как иначе. Ну, а як допомогти, куди перелічити? Ось ви бачите усі реквізити, все можна поглядеть. Да, так что, ребята, никто никого не заставляет, но просто будем помогать. В какой-то момент нам тоже понадобится помощь, так что давайте друг друга поддерживать. Вот и все. Это обычное человеческое, кажется, качество и чувство, поэтому... Давайте, я думаю, що мені не пробачать прихильники вашого гурта, вашої музики, коли все ж таки не скористаюся моментом і не задам якесь музичне питання. Ось зараз така ситуація, є можливість попрацювати над новим матеріалом. Вон, поглядите, навіть Rolling Stones, які давно нічого не випускали, і то нову пісню «Пустые города» видали. Може бути, по закінченні пандемії раптом Стокс вийде і скаже, а от покуль ми тут сиділи, ми замутили новий альбомчик. Ну, альбом, в принципе, у нас готов. Сегодня мы вот презентовали песню, раз уже вышли, так сказать, к народу новую, поэтому все будет, ну, это наша работа, прежде всего. Врачи лечат, мы поддерживаем людей и дарим то, что мы можем. Каждый занимается и должен заниматься своим делом. Кожен займається своєю справою, Єврорадіо веде трансляцію, Полугар-бар організовує такі ось мероприємства і концерти, музики грають, закликають вас долучатися до нашого доброчинного марафона. Ну, а Ангус зараз представить наступного. Ну а мы, ребята, переходим на концертную площадку, где нас уже ждет Александр Помидоров и его пьяные гости. Переполняет, и все готовы платить за песни, когда они о любви крутят фонарики и шарики
открыт, как малолетка голый, как прекрасен мир. Выпей со мной, нарколог. Соткан мир из доброты и воплощений разных, а по-другому не бывает. Радость и гармония космического счастья, все и все друг другу помогают. Никаких обид, никаких раздоров. Как прекрасен мир. Выпей со мной, психолог. Вокруг так интересно, нужно и полезно. Волны воют, ветер дует, радуга без дождя. В конце декабря сердце бьется, кровь ликует. Как прекрасен мир. Другого и не надо. Выпей со мной, патологоанатом. Выпей со мной, нарколог, психолог. Выпей со мной, реаниматолог, кардиолог. Выпей со мной, терапевт общего плана. Выпей со мной, патологоанатом. Выпадково внезапно оказалось, что есть песня про докторов, в принципе. Это не совсем пьяные гости, поскольку будет представлен микс из разноязыких программ, разных коллективов. Благодаря вот этим вот прекрасным двум молодым людям, Юрию и Ивану. Все для вас, друзья. Добрий раніці, браті, а ті, що добре в хаті, а ти сидиш один, мариш про багаття, добрака про своє, але по настрою відомо, що щось знову хочеш чужое, прагнеш, а що не хапає злості, ти хіба що тільки дремом не заістростиш, хочеш бути багатим, бо можеш полічить, особливо тих, хто може посичить, а для тебе посика – це життєва норма, як для сябри мільярдера дитяче порно, але на малолетку ти не вельми подобний, ти що пакуєш? Сядь голодный.
братка, розповіді мені об новым порядку, про чистінню віри, про історію багатсько-славянських символів, про хрещ, про свяки і про кров. Так і безумовно, жиди виноваты я во всім, разом з ними цигани, хорвати, будеться на Бога мулата, і обрана з конфесії, як казав Філарет, як Кирило обвестив, кожний свідомий мусить бути готовий до погрому нового Армагеддону, запакуйте як мяті, каже рогатий, з нами Бог, хай Гітлер вам у хату. Ось зустріча, дик зустріча, сестричка, куди так допоздно вечори, де тільки здається, що робить нема чого, економічні стосунки пропановий, побиту щоденний екзамен, повний рот кльопотав класика, Клеопатра, Лісістрата, мог лиш душить і адреса, що дав оператор. Не може бути, що не хочеш груповий факультатив, подовжені ночі, праця нервовая, завсюди з людьми, кожен хоче користатися твоїми грудями, а сьогодні вночі я так само голодний, тільки коштуєш. Тридцатка, я згодний. Згадай, колькі магчимості выжить ёсць, сам выбірай. Колькі ёсць варыянтаў, згадай, колькі магчымосці выжить ёсць, сам выбірай. Колькі ёсць! Колькі ёсць! Колькі ёсць! От ці толькі гэта і ёсць! А мы живем в прекрасном мире, его у нас никто не отнимет. Увидеть хотите, заходите, только не говорите о политике. Здесь все возможно, все устроено не очень сложно. Старайтесь заранее формулировать желание аргументировать, но в данный момент все операторы заняты. Но ваш запрос уже у нас в работе. Оставайтесь на линии для вашей радости. Легкая музыка, пока вы ждете. Летом тут бывает жарко, зимой снег идет почему-то. Наверное, это такой план, наверное, это нужно кому-то. Здесь не принято улыбаться и вообще выделяться, бросьте. Но если с вами хоть что-то случится, сами себе задавайте вопросы. Но в данный момент все операторы заняты. А ваш запрос уже у нас в работе. Оставайтесь на линии для вашей радости. Легкая музыка, пока вы ждете. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
Здесь обещанного по 3 года ищут, зажигается только каждая третья спичка. Бросят все и всегда, даже если все есть. И друзья, и родня, это пьяные гости. Самый лучший яд — это музыка. Деньги — это и гордость, и совесть. Вечные 30% в уме, а снизу стучат на любой глубине. Но в данный момент все операторы заняты. Но ваш запрос уже у нас в работе. Оставайтесь на линии, с вами свяжутся. Ну а пока что легкая музыка. Пока вы ждете. А мы живем в прекрасном мире, его у нас никто не отнимет. А если кто-то отнять пожелает, сами кому угодно подарим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну и так бывает. А вот как случается последнее время. Под гэтым небом, под гэтым месяцем апошнім часам одна ёсць тэндэнцыя. Это не чыста, як воцат халяўны, хоць ёсць прысмак таямніцы дзяржаўнай. Где-то не саботаж ці нейкая змова, не вынаходніцтвы брытанскіх вучоных. Это не анекдот ці нешта знянацку. Хутка ўсе мы будем размаўляць по-китайску. Амаль усё, што мы вакол сабе маем, так ці іначай паходзіць з Кітаю. Пакарыстаўся з тыдзень ты ў свеце, но за той же кошт ёсць 4 у комплекце высокотехналагічныя машыны, монеты з краявідамі роднай краіны, пухавікі, шкарпэткі, майкі ды кайстры. Хутка ўсе мы будем гаварыць по-китайску. Так хутка, што і не ўважыш і сам. На раз, два, тры альбона і Ерсан. Хутка ўсе мы будем гаварыць по-китайску. Ой, все мы будем гаварыць по-китайску. Ла-ла-ла. Яшчэ сур'ёзная адна ёсць прычына, чаму нам без кітайцаў жыць немагчыма. Тут мітынгуюць, там агітуюць, ну а яны усміхаюцца, маўчаць ды працуюць. Дык можа ў тэму будзе нам трэцяя рэлігія і трэці Новы год ужо дароў на галіку. Нашае жыццё стане шчаслівым ды райскім, калі мы ўсе загаварым по-кітайску. Так хутка, што і не ўверыш і сам. На 19 Ерсан и хурвумене атуачин квата, и хуртуаме ахумачин квата, и хуртомен шоутую ханюй. Все гэта не цяжка, хочаш сам паспрабуй. Хутка ўсе мы будем гаварыць по-кітайску, а ўсе мы будем гаварыць по-кітайску.
Пам-пам-пам. Ну, гости пьяные, гитара пьяная. Нормально. Я свободный человек, я живу в своей стране, я счастливый человек, я хозяин сам себе. Мне расскажут, как мне жить, что к чему и почему. Ой, как мне родину любить и какую родину. С кем мне целоваться, с кем и за кого сражаться, что надо и не надо знать, все мне могут рассказать, а у меня полно всего. Мне не стыдно ни за что выбирать из одного. Мне сказали только что, а кто я исторически, где друзья и где враги, как разбить яичницу и как стрелять из-под руки. У меня есть все, что надо, больше я в тюрьму не сяду. Все, что в этой жизни важно, мне расскажут и покажут. Я живу в своей стране, а страна моя в огне. Я счастливый человек, не хозяин сам себе, не хозяин сам себе, не хозяин сам себе. Ну и что потом происходит с этим человеком, которому все на свете рассказали? Летом воевать приятно, птички, теплая вода, марш-бросок или разведка, как прогулка на канал. Девки с голыми ногами, как мишени в городах. Летом воевать приятно, только в танке духота, только в танке духота, только в танке темнота, только в танке этим летом ты остался навсегда. Летом воевать приятно, день длинней и ночь свежа, запах пороха и крови, капли пота, блеск ножа, и проблемы, и болезни улетают навсегда. Летом воевать полезно, только в танке темнота, только в танке темнота, только в танке теснота. Из этого из танка нам не вылезти никогда. Идеи, рассказы, горячий автомат, уста
не виноват. Летом воевать приятно, только в танке духота, только черные мозоли, только черная тоска, только друга не поднимешь, только брата не вернешь. Летом воевать отлично, летом всюду хорошо. Только в танке темнота, только в танке духота, только в танке этим летом ты остался навсегда. Только в танке глухота, только в танке слепота. И из этого из танка нам не вылезти никогда. Идеи, рассказы, горячий автомат, уставы, приказы, никто не виноват. Чего? Да? Ну, жалко, конечно. Одна песня только. И какая? А не знаю, какая. Что-нибудь страшненького? М? Давай быть белорусом, ладно, хрен с ним. Говорят, что одна песня осталась, значит, плохо играем. Ну что ж, зато, наверное, может, денег соберем для тех, кто борется за наше здоровье. Нараджэнне заўсёды гэтак цудны прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Тут ты не медведь, не ваверка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёка відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода. Але всё адразу лепей метадычна разгледзець пытанне антрапамарфічна. Паводле Дарвіна людзі пазлазілі з дрэваў, но ты атрымаўся ад нарманаў, ты крэваў. Гіпербарэй, ганарлівы істот на тым, што ты не такі, бо ты не кінуў балота. Тут вельмі утульна, не быў мачаным у лонні. Ежы хапае, таннай ты дробнай, геапалітычна найлепшае месца. Але пра балота ёсць Касіна песня. Быць беларусам, што гэта значыць? Быць беларусам цяжка патлумачыць. Быць беларусам няпростая праца. Быць беларусам людзьмі звацца. Як то б ні було, б, што б там не казалі, амаль 1000 годдзя ты пра партызаніў. З кім ты супраць каго? Вось гэта іншая справа, але ж тут час, калі ты сам сабе ўладарыў. Гаспадароў было шмат, кожны хоча палову. Ты в адным спадзелаў, згубіла
З'явилася мова шукать самому. Марно ліпі взяти сусідів, але ж про мову больш ды лепш писано в газеті. Так очевидно, быть белорусом, что это значит? Быть белорусом тяжко потлумачить. Быть белорусом не простая праца. Быть белорусом людьми зваться. Не все так дрэнна, маеш акрамя праблему, прагрэс, радыяцыйную мутацыю генаў. Выбачай, што малюнак і не вельмі вясёлы. Пляма на мапе чырвона, шэра-зялёная. А колер як колера, нічога вар'яцкага не выглядаючы на вочы з-пад крывавай павязкі. Памяркоў на надалі гісторыю крошыш. Ну што з табою рабіць, калі ты упарта не хочаш быць беларусам? Жить с белорусом, пить с белорусом, быть белорусом, людьми зваться. Дякую, Юрій Сюсков, Іван Колобков, Олександр Помідоров. Все для наших докторов. Толькі што адвыступаў Памідораў і яго п'яныя госці, але мы працягваем наш дабрачынны марафон дапамогі медыкам. Калі ласка, Беларусь, Life AIDS, COVID-19, Полугар Бар, Еўрарадыё, Бай COVID-19, дапамога лекарам Беларусі. Усе разам мы робім усё для того, каб дапамагаць медыкам, каб медыкі ў сваю чаргу дапамагалі нам. Бо я нагадаю, паводле афіцыйнай статыстыкі, на сёння 131 чалавек памёр, 23 тысячи людзей заражаныя каранавірусам. І наши чарговыя госці в эфіры гэта удзельнікі, валанцёры кампаніі Бай COVID-19, дапамога медыкам Беларусі, Даніл Гаркавы і валанцёр Ганна Шыманович. Даніла, я ведаю, што вы загадчык складам. Так правильно сказать? Самой рэчы, мы на двоих з Ганнай заведаем складам, але так. Ну вось, прыгадваючы старую гумарэску, што скажа начальнік транспартнага цеха? Чаго не хапае? Што ёсць? Усяго не хапае. Што б не было, не хапае усяго, бо як толькі нешта нам прыходзіць, мы за пару дзён усё адпраўляем, таму нічога не залежваецца ў нас на складзе. Ганна, все ж таки на сённяшні дзень вот якія асноўныя патрэбы? Вот ёсць такое, што вот нешта заляжалася на складзе. У нас же в Беларусі такая асноўная хвароба. Ўсё складскія запасы не могуць нікому там адправіць, втюхаць тое, што нарабілі. У вас на складе такое здараецца? Нет, ну мы так скорее исключение в этом, потому что у нас действительно не залеживается ничего, и мы максимально быстро стараемся отправлять то, что к нам пришло на склад. То есть мы прям, скажем так, нам поступило, мы быстро составили заявки, кому быстрее, кому нужнее, и в этот же день сформировали и отправляем, ищем транспорт. Ці можа быць такое, таксама ж распаўсюджаная з'ява, паўсюль это кумаўство, такое баблат, і сказаць: Даніла, нам лепей, вот перадайце нам, вот нам самым неабходна, ну а ім потым. То есть вот як ўсё ж такі прыярытэты расстаўляюцца, каму першаму, каму другому, і ці можа родны горад, там, ці мой родны раён у Мінску, вот там лекарня, можа быць, тваім адправім найперш. Ну, па-перше, тут трэба разумець, што мы
занимаемся не формированием заявок, а именно упаковыванием посылок, то ёсць асобныя людзі, якія работаюць з шпіталямі, з запросамі, яны фарміруюць нам гэтыя лісты, і нават вось яны займаюцца распределеннем. Але ну, наколькі я ведаю, у нас такога няма, бо ну, мы ўсе ў адной сітуацыі, уся краіна, таму ўсе бальніцы, шпіталі ў роўных умовах. На самом деле просто у нас все координаторы, организаторы, волонтеры, они все из разных городов, и поэтому даже если бы мы хотели отправлять кто-то в свой город, это все равно были бы практически все города Беларуси. А тым не менш, вот скажите, што карыстаецца найбольшай, ну скажем так, папулярнасцю, што найбольш неабходна на сённяшні дзень медыкам? Респираторы. FFP2, FFP3. Гэта самая найбуйнейшая па колькасці пазіцыя, якая у нас была, ёсць і нават будзе. Вось, і самая найчасцейшая да адпраўкі. Дарэчы, вось тут Ангус прыгадываў гэтую сітуацыю пра тое, што там же Лукашенко недавно заявіў там на мільёны нейкіх там масак ці рэспіратараў прадавайце ў Германію там ці яшчэ куды, маўляў, у нас тут завались усяго. Гэта не тыя нейкія там маскі ці рэспіратары хочам там немцам прадаць, ці нам не тое патрэбна. Вот можете неяк вот патлумачыць, бо людзі не разумеюць. Нет, мы ничего не можем продать сейчас за границу, потому что все, что у нас есть, мы отправляем. А по поводу того, что он куда-то хочет продавать, это скорее к нему вопросы. Не, я до таго, што от ўсё ж таки зараз быў Андрэй Ткачоў і расказваў, што як толькі нешта дзе-то з'яўляецца, там скажем у будаўнічым гіпермаркеце, вот прывезлі 50 масак неабходных, тут жа бяжыць і ўсё гэта набывае. Вот ўсё ж таки ёсць вялікія праблемы ў тым, каб набыць неабходныя менавіта тыя, якія патрэбны, там маскі, рэспіратары, яшчэ што-небудзь. Вот яно ёсць в наяўнасці, яго можна купіць, ці яго яшчэ і знайдзі папробуй. Не, гэта безумоўна знайсці вельмі цяжка. Усё, што магчыма было знайсці простымі путямі, ўсё ўжо даўно знойдзена, выкуплена і адпраўлена. То зараз мы пераключаемся не толькі на вось такія страительныя нейкія рэспіратары, але і на такія лепесткі, якія ж использовались у часы там Савецкага Саюза, нейкія з там другія варыянты, але знайсці вельмі цяжка, і гэта вялікі галаўны боль. Ці можна адсачыць па запытах, якія дасылаюць медыкі, ці па тых вот маршрутах, куды вы дасылаеце сваю дапамогу, тыя раёны, дзе на сённяшні дзень самая такая вострая эпідэміялагічная сітуацыя? На самом деле у нас исчисляются в тысячах уже заявки от медиков, и поэтому везде не хватает средств индивидуальной защиты. И, естественно, в первую очередь мы отправляем туда, где очаги, где больше заболевших, где максимально медики контактируют с заболевшими. Но то есть это все равно по всей Беларуси, все по всей Беларуси, требуется все. А сярод валанцёраў вашых вот супрацоўнікаў там ёсць ужо хто дзесьці так вот умудрыўся падхапіць гэтую заразу? Насколько мне известно, нет. По крайней мере, за себя точно могу говорить. Вы и спите вот в этом респираторе? Нет, конечно. Но у меня на самом деле 4 респиратора, именно не маски, а респираторы. Я просто их поочередно меняю. Каждый день надеваю новый, чтобы предыдущий как-то умудрился отлежаться. Ну и да, максимально мы стараемся постоянно ходить в респираторах, в перчатках. Очень часто обрабатываем руки антисептиком, кожа тоже из-за этого страдает, иногда в кровь лопается. Как-то стараемся все-таки уберечься от этого, не допустить у нас заражения там. Ну і самае галоўнае, выконвай парады кіраўніка Беларусі. Сказаў жа, вот цалуешся з адной, ну з другой не цалуйся, пачакай месяц пакуль там, а потым ужо пераходзь. Дзякуй вялікі. Ну, можа быць, там на завяршэнне просто звярніцеся да тых слухачоў, гледачоў, якія зараз глядзяць нашу трансляцыю, і некалькі слоў, чаму вот неабходна на сёння падтрымаць праз вашу кампанію з дапамогай нашага марафона, праз вось все гэтыя рэквізіты, якія указаныя зараз на маніторы, чаму неабходна пералічыць гэтыя грошы, не пашкадаваць там колькі можна сваіх там рублёў?
Па-першае, што хачу сказаць, што нягледзячы на тое, што вось афіцыйны карантын у нас няма, ёсць сэнс кіравацца не афіцыйнымі парадамі, а собственным розумам і максімальна аграничыць сябе ад выхаду з дому. Калі ўжо ёсць патрэба, то выхадзіць з дома ў маскі ці ў рэспіратары, бо я калі праязджаю на машыне ў горадзе, вижу, што большасць людзей, на жаль, ходзяць без рэспіратараў, без усяго. Што касаецца нашай дапамогі, то мы маленькая краіна, і сёння твая сям'я можа быць не закранута гэтай хваробай, але заўтра ў цябе ці блізкі, ці не вельмі блізкі, але родны чалавек можа трапіць у шпіталь. І таму гэта вельмі можа громко сказана, але гэта невялічкая вайна, якая закране рана или позна кожнага з нас можа закрануць. Таму чым лепей мы падрыхтуемся, чым больш мы знойдзем сродкаў гэтых індывідуальнай защыты для лекараў, тым хутчэй, тым раней яны самі змогуць прыйсці нам на дапамогу і выратаваць нас. Да, такім чынам, калі крый Божа, але вы потрапіце ў шпіталь і дзе вам неабходна будзе, каб аказалі дапамогу, лепш за ўсё, каб лекары былі забяспечаныя ўсім неабходным, каб вам гэтую дапамогу аказаць. А для того, каб яны былі забяспечаныя ўсім неабходным, і кампанія Buy COVID-19 дапамога лекарам Беларусі, і мы з дапамогай гэтага эфіра Палугар-бар, Еўрарадыё, Медыа-Кьюб робім усё, збіраем грошы, каб медыкаў забяспечыць усім неабходным. Дапамагайце. Рэквізіты ўсе на экране. Азар, дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Вы робіце вельмі важную справу. Дзякуй. І зараз мы попросім далучыцца да нашай размовы. Толькі што адвыступалі Александр Памідораў і п'яныя госці. Александр, калі ласка, дзякуй, мы з вами развітваемся. Друзья мои, я вам напоминаю, что на экране вы видите все реквизиты, по которым вы можете перейти по ссылочке на сайт компании Buy COVID-19, нажать на кнопочку, которая вам более удобна, и отправить донаты на счет этой компании в помощь сбора средств защиты нашим медикам. Также вы видите телефон на экране, по которому вы можете прислать плюсик, и вам отправят ссылочку, и вы сможете выйти к нам в прямой эфир, поговорить с нами, задать вопросы музыкантам или людям, которые будут с нами общаться здесь, в этом зале. Начало каждого часа в течение 15 минут мы будем ждать ваши звонки, точнее ваши плюсики, звонки будете получать вы для того, чтобы выйти в прямой эфир вместе с нами. Ну, а я передаю слово Александру Помидорову. Ну, дзякуй вялікі. Я думаў, тут Ангус ужо так разышоўся, што зараз будзе Александр распытваць. Александр, традыцыйнае пытанне сённяшняга дня. Чаму вырашылі далучыцца да гэтага марафону? Дзіўнае пытанне, як не далучыцца? Это же наша агульная справа. Я не зусім згодны з хлопцамі, які перад выступалі. У нас ніфіга не маленькі край, у нас не маленькая краіна, і гэта агульная справа. І тое, што адбываецца зараз, яна якраз дэманструе, што ўсё ж такі у нас наш народ, ён існуе зусім асобна ад улады. І калектыўны розум народа, ён мае вялікі патэнцыял. Да ўлады ён не мае ніякага дачынення. От, можа быць, давай мы тут разам з табой паспрачаемся з Віктарам Бабарыкай, кіраўніком Белгазпромбанка, які сказаў, што паглядзіце, да, зараз людзі актывізаваліся, пачалі самаарганізоўвацца і самі неяк там валанцёрскія каманды ствараць, збіраць грошы, дапамагаць медыкам. Але колькі тых людзей? Адсотак ад усяго насельніцтва Беларусі, можа быць, 1,5, не больш. Вот такіх актыўных, якія адныя валанцёраць, другія грошы збіраюць, трэція маскі шыюць і гэтак далей. Ўсё ж такі, нават калі іх 2%, 98 згодныя з уладай? Усё, што адбываецца зараз, это дэманструе, што людзі нешта робяць. Хто што робіць і хто нічога не робіць, а хто толькі плявузгае і робіць нешта ў сваю кішэню. І ўсё становіцца відавочным.
Менавіта апошнія дні. А наперадзе нас, я ўпэўнены, чакаюць вельмі цікавыя адкрыцці. Ну, вось кажаце, ну, калі такое меркаванне ў чалавека, ну, што я магу пра яго сказаць? Ну, на маёй вуліцы ёсць цэх, дзе людзі робяць экраны і маскі. І праз гэты цэх туды не прыходзяць людзі як на змену. Кожны дзень новыя, кожны вечар новыя людзі. Мае знаёмыя просто сказалі, трэба туды заехаць і таксама далучыцца да гэтай справы. Дзень-два, у каго колькі ёсць магчымасці па часе. І таких людей все больше и больше. Подтягиваются люди, зачиняют свои справы, перелічваюць грошы, это все со своей власной кишени. Дзяржава спрабуе гэта акумуляваць, гэта наша инициатива. Гэта не ваша инициатива. Это только тому, что вы не робите тое, чему нас у свае часы вучылі на занятках по пачатковай военной падрыхтоўцы і грамадзянскай абароне. Ну вось сапраўды бізнес далучаецца хаця бы тым, каб ну вот як Полугар-бар правесці такі марафон. Хтосьці пералічвае грошы на кампанію Buy COVID-19 дапамога медыкам. Гэта таксама ўдзел. Да, не ўсе могуць стаць валанцёрамі, не ўсе могуць цэлымі днямі шыць маскі. Но хтосьці, вот як правильно сказаў Александр, прабачце, не ў тэму, хтосьці можа плакаць наконт таго, што заведзенне загибаецца, а хтосьці можа як гэтае заведзенне правесці, заявіць і правесці марафон. Ну, да. То есть не только нават той, хто на гадзінку заехаў у пашывачны цэх і нешта там дапамог, гэта ўжо ўдзел. Безумоўна, хацелася б, каб вот усё там 100% насельніцтва Беларусі там неяк так сарганізавалася і ўзялася, уключылася ў барацьбу. Такога не будзе, але людзі прымаюць сваё рашэнне сваім розумам і пачынаюць, ну, дзіка, што у такіх мовах, але з гэтага, можа быць, пачынаецца адказнасць за ўласныя ўчынкі. Не чаканне гэта 20 ці колькі год, што нехта вырашыць, а ад мяне нічога не залежыць. У гэты момант акурат ад кожнага залежыць, ад цябе залежыць. Здароўе тваё і тых, з кім ты, як зараз кажуць, у першым ці ў другім кантакце. Бо мы нічога ну, на 100% пра гэтую заразу не ведаем. Ведаем, што яна правакуе, як яна лікуецца, гэта пакуль невядома. Чаму мы пра гэта не ведаем? Гэта ўжо іншае пытанне. Але зараз ідзе проста пытанне бяспекі. І ад кожнага залежыць гэтая бяспека. Бяспека нашая, гэта той момант, калі частковае адно маё, яно можа, і тваё маё, і тваё маё, яно становіцца агульным нашым. І вось так мы можам нашае здабыць наноў. Не толькі наше агульнае здароўе, але і наш агульны край. І вот калі вы хаця б пералічыце грошы на дапамогу медыкам, то вы ўжо такім чынам спрычыніцеся да гэтай вось грамадскай актыўнасці, да дапамогі медыкаў, да дапамогі самім сабе. Бо калі, не дай Бог, вы патрапіце ў шпіталь, медыкі павінны быць падрыхтаваныя да таго, каб ратаваць вас. Дзякуй вялікі, Александр. Ну что, друзья, мы переходим на концертную площадку, где вас сегодня, прямо сейчас ждет группа Road Dogs со своим зажигательным блюзом. Добрый день всем, здесь The Road Dogs, и мы рады, что вы с нами сегодня.
into my eyes. Give me a hand, look straight into my eyes. She's so afraid, and shaking in fever. She's kind of afraid, like I am a deceiver. Charlie slave, the slave, we will slave. It's our love face, it's coming slave. Southern slave, the slave, we will slave. We saw her love of face, this girl is slave. I will do this you. My brother, I will be with you, my friend. I will be with you, my brother. I'll be here, Jason. Hey, yeah. Turn, turn, you say, touching down this name. Turn and turn, you say, touching down this me. But I will say with you, because we are saved. We are belong to God, and you will blessed. Southern friend, you helpless slave. We will slave. It's our hope and love and faith. It's coming slave. Yeah. Спасибо. Hey, a little funky for today from the Rollers. Come on. Money takes your soul. Girls wasting money. Friends steal your girls. This life is not so funny. Hey, body kicking a cruise and started Sugalo blues. Preacher takes your soul. A liar wasting money. That's steal your girls, and this is how it goes. Hey, body give me blues, it's solid Sugalo blues. Whiskey takes your soul. Beer wasting money. Wine steal your girls on the blues.
Zach Show. Ja nigdy nie powiem, co robiłem za krzewy. Ja nigdy nie powiem, co robiłem za krzewy. Możesz złamać mi rękę, możesz po prostu zabić. Hej, ja zawsze pijany za krzewy. Ja zawsze pijany za krzewy. Ja zawsze pijany za krzewy, a bluza pijany ja. Ja nigdy nie powiem, dlaczego gram bluza. Ja nigdy nie powiem, dlaczego gram bluza. Możesz złamać mi palce, możesz po prostu zabić. Ja zawsze będę grać bluza. Ja zawsze będę grać bluza. Ja zawsze będę grać bluza. Tak się bluza gra. Warszawa, drodze centralnej. Podchodzi do mnie policjant i pyta: dobry wieczór, skąd pan jest? Dokąd pan jedzie? Czy posiada pan wizę Schengenska? Czy posiada pan kartę Polaka? Gdyż on pan dowód osobisty? A może pan jest złodziej? A może pan kogoś zabiłeś? I co ja na to? I co ja na to? I co ja na to powiem? Ja nigdy nie powiem, kogo ja zabiłem. Ja nigdy nie powiem, kogo ja zabiłem. Możesz złamać twarzy, możesz po prostu zabić. Hej, ja zabiłem tęsknotę. Ja zabiłem tęsknotę. Ja zabiłem tęsknotę, tęsknoty zabiłem ja. Ja zawsze pijany w Zakrzewie. Ja zawsze pijany w Warszawie. Ja zawsze pijany w Zakrzewie. Hej! Hej! Hej!
Спасибо. Следующая песня называется «Лила». Lila, when I look at you, just like into a mirror, every set is so clear, and I wonder, yes, I wonder, why didn't we meet many years ago? Lila, when I look into your eyes, I'm so deep inside. I believe you will stay by my side, and I wonder, yes, I wonder how many more years you will be mine. Yeah. Lila, when you hear your voice, I'm about to lose my head because you tell me so mad, and I wonder, yes, I wonder how many kids will have a lot to wait. When I hold your hand, I can stay on my feet, and my heart just misses a beat. And I wonder, yes, I wonder, how many times you reject me again and again and again and again. Stop!
Спасибо большое. Следующая песня называется «Волк». Да я волк, я обычный старый волк. Да я волк, я обычный старый волк. Удержать меня не сможет, словом горю не поможешь. Да я волк, я боюсь. Я не волю, я бою. Я бою. Я не волю, я бою. Когда радостно мне очень или грустно, не ночи я бою. Посмотри, видишь, полная луна. Посмотри, видишь, полная луна. Я приду сегодня ночью, до мира твой на короче я приду. Потому что нужно мне. Ухожу, потому что нужно мне. Заберу тебя с собою, если нужно, тоже с бою заберу. Бас. Да я волк, я обычный старый волк. Да я волк, я обычный старый волк. Удержать меня не сможешь, словом гору не поможешь. Да я волк. Hey! Да я волк, волк, волк. Да я волк, волк, волк. Да я волк. Yeah. Спасибо огромное. Надеюсь, там нас все больше и больше. Следующая песня The Dogs называется Morning Boogie.
I'm extremely boring. My current promenade is my eyes about the shot. I'm dreaming on a way, come alive, it's total fake, it's total fake. I am finally awake. Could I drink a bigger lake? Silence stuck on my head. This is also very bad. Full reaction screamers girl in my head, the vision the hell's bell. Going forward with the day. Where is my shutting gel? I can hardly run insane. Why can't it be my hand? Got recovered brain cell, but it was extremely well, well. Come on! Hey, 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 hey! Cooking breakfast is a war. Eggs are jumping on the floor. Bacon smell like total crap. Testing as a plastic wrap. I didn't do it by disease, blood and very heavily, so help me please. I suspect there's something wrong. You're calling on my phone. It's so quiet outside. I'm kind of terrified. Finally understand. There's a freaking down we can't. Back you gonna reach the tower. They gonna reach the tower. They gonna reach the tower. I can gonna reach the tower. No, 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 no. Somebody stop me. Спасибо большое. Следующая песня, к сожалению, последняя. Мы были рады, что вы с нами. Песня называется «Вечер». Вечер смуглый загорел, лезет ежиком мне в душу. Я в твои глаза смотрел, соглашение нарушив, заработал по щеке. Твоей крохотной ручонкой я за то, что слишком смел в обращении с девчонкой. Вот и дом твой на горе,
А ты думала, я стружу, подойду к твоей стене, потихоньку джинсы спрошу. Настроится как река, утонули мы друг в друге, заблудился на века. Заколдованная кругом, вот и дом твой на горе. А ты думала, я сторожу, подойду к твоей стене, потихоньку джинсы сброшу. Мне плевать на то, что свет перевернут вверх ногами, но услышу слова «нет, нет, нет». Я молюсь пред глазами, вот и дом твой на горе. А ты думала, я сторожу, подойду к твоей стене, потихоньку джинсы сброшу. Вот и дом твой на горе, 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 вот и дом твой. Огромное спасибо. С вами была группа Zero Dogs. Будьте здоровы.
все это время было не слышно, слава богу. Компания широко развивается, и видно, что люди в соцсетях сразу отправляют на сайт Байковид, если нужна какая-то помощь, если надо отправить заявку на респиратор и так далее. Поэтому, мне кажется, из вот каких-то локальных частных инициатив за счет объединения получилось сделать очень важную для Беларуси сейчас вещь. Тут крыху у нас атрымалася накладка з гукам, таму я паўтару, мы працягваем наш дабрачынны марафон Беларусь Life Aid COVID-19 для того, каб сабраць неабходныя сродкі для дапамогі медыкам Беларусі. Я нагадаю, што паводле афіцыйных звестак на сёння 131 чалавек з каранавірусам пайшлі з жыцця, 23 тысячы хворыя на каранавірус, і гэтым людзям неабходна дапамога. Дапамогу аказваюць медыкі. А медыкам трэба, каб у іх усё неабходнае было і для абароны сябе, і для дапамогі людзям. Антон Матолька, адзін з ініцыятараў і каардынатараў кампаніі Buy COVID-19 дапамога медыкам Беларусі. Разам з намі кампанія робіць, ладзіць гэтае мерапрыемства. Сёння што самае неабходнае? Самое важное, на самом деле, продержаться еще вот этих 2-3 недели после 9 мая, и будем надеяться, что все пойдет уже на спад. Если мы говорим про средства защиты, то, конечно, в первую очередь все-таки все еще не хватает ни респираторов, ни противочумных костюмов, ни кислородных концентраторов, пульсоксиметров и термометров бесконтактных. Поэтому вдруг, если у вас что-то есть, и вы живете в небольшом городе, и вы знаете, что вы можете это передать в местную больницу или скорую, пожалуйста, передавайте, это очень-очень важно. То есть атрымліваецца сітуацыя такая, наколькі я разумею, што нават калі грошы ёсць, то не все можно купить. Конечно, конечно. Наверное, ребята с Байковид, они в первые неделю, мне кажется, выгребли со всех вообще складов все, что можно было приобрести, потому что сборы, которые они объявили, росли просто очень-очень быстро. И уже тогда появился момент, что да, деньги есть, но начали пропадать респираторы, защитные маски, костюмы и так далее. И уже, наверное, через неделю-две действительно надо было расширять команду. Появились отделы по закупкам, отделы по работе с Китаем, с Евросоюзом, именно для поиска поставщиков и для передачи их в Беларусь, в Минск. Скажи, сапраўды, я ведаю, што вы выйшлі на ўжо такі міжнародны ўзровень, працуеце з рознымі там замежнымі, я не ведаю, арганізацыямі там ці суполкамі. Наколькі з-за мяжы людзі ці арганізацыі дапамагаюць, адгукаюцца? Я, наверное, могу сказать, только за диаспору белорусскую, и однозначно диаспора очень сильно помогает вообще во всей этой теме, потому что, не только финансово, потому что там белорусы Канады перечисляют просто какие-то неимоверные суммы, ребята из Польши, из Чехии, из Соединенных Штатов, из Великобритании, из Литвы действительно поддерживают финансово, но когда люди из Германии или из Литвы помогали доставать и покупать эти самые бесконтактные термометры, передавать их в Беларусь, чтобы мы могли потом передать на больницу, но это дорого стоит. Наколькі лёгка, зараз, здаецца, межы закрытыя, наколькі лёгка даставіць нейкія неабходныя медыкаменты там, или сродкі абароны, ці тыя ж самыя тэрмометры з-за мяжы ў Беларусь? Есть на самом деле несколько способов. Мы, скажу честно, для нас задача, чтобы средства защиты или термометры, или пульсоксиметры оказались у медиков, поэтому мы используем все методы. Но, наверное, самый такой показательный и самый правильный, может быть, это когда нам белорусское посольство в Варшаве приняло пульсоксиметры и термометры, которые мы им передали, и буквально в считанные дни передали в Центр распределения Минздрава, откуда уже по нашему списку они разошлись по тем больницам, о которых мы говорили. Поэтому тут дошло до того момента, что и на уровне МИДов, причем МИДов Беларуси и МИДов соседних стран, мы быстро договариваемся о необходимости помощи и поддержки и быстро решаем эту задачу.
Я ведаю, што беларускія ўлады, ну, скажем так, насцярожана ставяцца да розных грамадскіх ініцыятыў, рухаў і гэтак далей. У дачыненні да вас вот ситуация іншая или такая же самая? Ну, на данный момент мы все работаем, как работали месяц назад, 1,5 месяца назад, и хотелось бы продолжить работать в том же формате. Более того, у нас есть, ну, по сути, договоренности и контакты с Минздравом, потому что мы понимаем, что Минздрав позволяет ускорить некоторые вопросы или решить некоторые вопросы, поэтому хочется верить, что все останется в таком же состоянии не вмешательства, скажем так, и все будет хорошо. Потому что наша задача, мы это с первых дней кампании говорим до сих пор, это обеспечить защитой наших медиков, это не только врачей, но и медперсонала, медсестер, санитарок, технического персонала, водителей. И если мы сможем это сделать, то задача будет выполнена. Это первая, основная и единственная задача для нас сейчас. Ну вот вы бачыце унізе там усе рэквізіты, куды можна пералічваць грошы, і я часам чую там у сацыяльных сетках, людзі пішуць: вот я пералічу грошы, а дзе гарантыя, што яны пойдуць туды, куды і ад пачатку, ну, как бы заяўлялася. Дзе гарантыя, Антон? Наверное, гарантия — это репутация. Это то, что происходило все эти 1,5 месяца. Это отчеты на страницах Андрея Стрижака, это отчеты на официальных страницах Байковет. И мне кажется, когда ты смотришь каждый день, сколько чего и куда уходит, то все эти вопросы снимаются. Более того, вчера ребята постарались подвести такой более-менее, просуммировав количество того, что было закуплено. И эти цифры впечатляют, когда ты видишь, что там больше 60 тысяч респираторов было передано в больницы, больше там десятков тысяч других единиц средств индивидуальной защиты было собрано и передано, то, мне кажется, все вопросы отпадают сами собой. Ці можна казаць пра тое, што от беларускае грамадства самаарганізавалася, неяк так вот зразумела ўсю небяспеку, і ўсе як адзін усталі на барацьбу з этой заразай. Ці ўсё ж такі гэта справа адзінак, як заўсёды? Я не скажу, естественно, что все общество единым порывом, потому что мы видим, что происходит дело вчера, мы видели, что происходило на Пасху и так далее. Но, опять же, всегда двигателями и инициаторами были единицы и были, по сути, небольшой процент, который менял мир. Поэтому это абсолютно нормально. И то количество людей, которое подключилось, не только координаторов, волонтеров, те, которые передают деньги, бизнес, медиа, инфлюенсеры и так далее, это просто зашкаливающие цифры, на мой взгляд. Поэтому, на мой взгляд, белорусы, как всегда, супер, они просто в нужный момент умеют объединиться и сделать то, что надо. Ну, я ведаю, што Антон, ну, скажем так, курыруе такі накірунак, як сувязь з бізнесам. Наколькі бізнес актыўна адгукаецца на просьбу об дапамоге? Очень активно, причем, если вначале, наверное, мы чаще писали сами, нет, вру, наоборот, вначале он нам приходил как и чем помочь, то потом у нас появился еще отдельный подраздел, юнит, не знаю, как правильно сказать, по работе с юрлицами, и уже мы сами начинаем писать, и действительно отклик высокий. 1000 раз благодарил, 1001 раз буду благодарить, и каждый раз проговаривать тот бизнес, который не против, чтобы его упоминали. Спасибо, и я, опять же, как уже в одном интервью сказал, буду знать, куда я потом пойду. В торговый центр, строительный магазин или каким каршерингом, условно говоря, я буду пользоваться. Ну и, Антон, так бы на заключение нашей размовы все ж таки твои пару слов до тых людей, якія вот зараз сядзяць і думаюць, пералічыць ім грошы ці не пералічыць. Там перакручваюць варыянты, хтосьці можа думае, хотя может таких людей уже зараз менш, якія, мол, хай дзяржава ўсім гэтым займаецца. Вот некалькі слоў гэтым людям. Каждый человек принимает сам решение, что, как, каким образом поддержать. Это могут быть финансы, о которых мы говорим сейчас, это могут быть какие-то волонтерские силы, это может быть помощь одиноким старикам, которые живут в соседнем доме или в деревне. Всегда, можно сказать, государство должно, но, к сожалению, сейчас то время, когда у нас нет времени, чтобы дождаться помощи, условно говоря, потому что государство, как любая большая организация, большая структура, это очень мощная, но неповоротливая махина.
Поэтому локальные частные инициативы, они более оперативно не успевают закрывать очаги до того момента, как это становится уже поздно. Поэтому моя просьба только одна: поддерживайте локальные, особенно в регионах, инициативы. Это очень-очень важно. Можа быць, ад цябе, як чалавека, які вот ездзіць па рэгіёнах, бачыць сітуацыю, сутыкаецца з людзьмі, размаўляе з медыкамі, можа быць, ты нам скажаш прагноз, колькі гэта ўсё працягнецца? Но если у нас не будет еще таких сборищ, как вчера, то я очень надеюсь, что, не знаю, в начале лета мы сможем хотя бы снять маски и более-менее начать встречаться с друзьями, хотя бы на открытых террасах. Ну а пакуль што усе рэквізіты там ёсць, калі ласка, далучайцеся да нашага марафона, пералічвайце грошы, дапамагайце медыкам, каб яны потым маглі дапамагчы вам. Дзякуй вялікі. Антон Матолька, кампанія Buy COVID-19, дапамога медыкам Беларусі, а наш марафон працягваецца. І я зараз папрашу музыкаў, да, сюды, калі ласка. Сюды. Сергей, а что ты? А, ты до Ангуса ближе хочешь? Род Догс, музыкі, якія толькі што выступілі. Традыцыйнае пытанне да музыкаў, ужо, ну, не будзем адыходзіць ад традыцый. Чаму вырашылі далучыцца да гэтага марафона? На самом деле очень просто, потому что каждый из музыков, каждый из музыкантов живет в какой-то стране. Мы живем в нашей стране, и почему бы нам не помочь, если чем мы сможем. Тем более время отличное, воскресенье, все дома, все могут помогать. И нам, наверное, есть нечто большее для нас, чем просто играет. Мы рады, что наша музыка поможет кому-то, тем более врачам. Ну вот Сергей-то зразумела, ему вот як фронтмену, ему хочется напереди заўсёды быць, і он тут давайте, хлопцы, а вот вы, ваши были якія аргументы, чаму трэба было прыйсці, отыграть, может быть, нават рызыкуючы, стоячы побач с Ангусом, заразиться от него какой-нибудь заразой? Ну, от Ангуса у нас заразиться Ангуса была возможность уже много лет назад, но этого не произошло, а может и произошло, я не знаю. Мы заразились музыкой очень много лет назад. Вот. Поэтому, ну, музыкантов не секрет большой, что сейчас концертов нет, да, и сидеть просто дома ничего не делать тоже не совсем правильно. Поэтому, если есть возможность сыграть, причем в таком мероприятии принять участие, то для нас это вообще не вопрос не стоял, так что играть, не играть, конечно, играть. Еще есть одна причина, чисто у меня личная, потому что у меня очень много друзей врачей. И я знаю, как они себя сейчас чувствуют и как они сейчас пашут. Вот. Ну и третье, я из семьи медика, так что мне сам Бог велел здесь быть сегодня. Дальше я не могу не скарыстацца магчымасцю і сітуацыяй, потому что Сергей, ён, скажем так, афіцыйны прадстаўнік Белгазпромбанка. Здесь я официальный представитель Зародокс. Гэта зразумела. Тым не менш, просто вот зараз мы з Антонам Матолька гаварылі пра тое, як бізнес дапамагае, далучаецца да фінансавання ўсіх гэтых кампаній, дапамагае медыкам. Белгазпромбанк вот якім-небудзь чынам спрычыніўся таксама? На индивидуальном уровне, естественно, наши сотрудники помогают, потому что сам банк, есть целевые программы многолетние помощи, которые оказываются, ну, я могу перечислять онкологию, кардиологию, но это, я думаю, не особо интересно людям сейчас. Факт такой, что, конечно, банк не стоит в стороне, потому что там работают такие же граждане Беларуси, как те, которые работают в больнице, и те, которые болеют. І калі давядзецца, не дай Бог, то і супрацоўнікам банку давядзецца звяртацца па дапамогу да беларускіх медыкаў, а беларускія медыкі павінны быць падрыхтаваныя да таго, каб гэтую дапамогу аказваць. І таму, калі ласка, спрычыняйцеся, пералічвайце, усе рэквізіты ёсць зараз, наша трансляцыя працягваецца, і каб скарыстацца момантам, што вот музыкі тут, Вадзім сказаў пра тое, што ж сядзець просто так у такой сітуацыі, калі для музыкаў асабліва зараз працы няма. Можа быць, па заканчэнні пандэміі выйдзеце з 3 новымі альбомамі. Ну, что было робить? Как минимум. Что было робить? Сидели, писали. Ну, нечто подобное происходит сейчас, тем более, что пандемия очень сильно ударила по нашей группе.
У нас летел гастрольный тур в Европе, и мы очень расстроены, мы очень злы на пандемию, на все, что происходит, на то, что не делается. Да, хотелось бы. Ну и нам еще авиакомпании, не белорусские, тоже очень сильно подвели, потому что мы никак не можем вернуть то, что мы заплатили за билеты, чтобы заново запланировать что-то. Так что авиакомпании сейчас тоже во всем мире переживают это. Я хочу сказать, что, конечно же, мы придем с новыми песнями и будем рады посмотреть на Змитера без маски в вашей студии. Вот. Где ты такую маску-бандану классную раздобыл? Ну, это будет реклама, я вне кадра скажу. Это вообще моя, да. Ну а как вот насчет у нас, вот здесь уже начала витать такая мысль, чтобы сделать подобное мероприятие только в помощь музыкантам. Что вы на это? Да, я полностью согласен с этим мероприятием. Вопрос, Я пришлю счета, на которые нужно перечислять деньги. А вообще, если серьезно, то есть очень приятно, что, не знаю, это не то, что приятно, но вот коронавирус, эта пандемия, она, в общем-то, она как катализатор, она вскрыла все проблемы общества, всю гнилостность машины государственной, да, как она работает, как она не работает. И очень хорошо, что люди показали, что они могут сами самоорганизовываться, что-то делать. И это, скажем, такой большой шаг в сторону гражданского общества. К сожалению, для этого понадобилась пандемия, да, чтобы все начали что-то делать, все буквально. И это хорошо. Какой-то очень резкий у вас тут гитарист. Это еще вот я цензурирую речь. Это ощущается по нашей музыке. Вот, такие дела. Дякую великі. Наш марафон протягується. Road Dogs, дякую великі за виступ. Музики долучилися, підтримали своїми піснями нашу акцію, наше починання. Підтримайте і ви своїми грошима, своїми лайками, своїм уділом. Ну і Ангус. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу трансляцию. Сейчас у нас на сцене появится известный музыкант, исполнитель Петр Клюев. Переходим на концертную площадку. Ви скажите, коли я буду в етері. Итак, вітаємо вас. Сьогодні со мною мої сябри, Сережа і Назар. Ми разом заграємо для вас, порадуємо і просимо вас підтримати медиків у цей тяжкий час, тяжкий момент. Не будьте обыяковы, будьте солідарні, не ігноруйте цей момент. Тепер це, до речі, перша пісенька. Ну що, хлопці? Напишу тебе 3 сообщения, не придашь переписке значения. Ты соврешь, что сейчас занята, не подаришь и капли тепла. Я улыбку твою, как картинку сохраню и поставлю во сне. Мы не пестики и не тычинки, а цветы в самой теплой стране. Игнорируешь, много думаешь, анализируешь. Учит мама бояться мужчин, но для этого мало причин. Игнорируешь, папа строго следит за тобой, но ведь сам он-то не очень и святой. Мама тоже следит за тобой, будь уверена, я не такой. Я, набравшись тепла и терпения, пьюся лампочку, как мотылёк. Я дарю тебе ноты и пение, а ты говоришь, что достал и офлёк. Игнорирую, твой игнор я тоже игнорирую. Будешь знать, как теперь ты
боятся хоть что-то начать. Ой, игнорирую, 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 гарантирую. Игнорирую, игнорирую. Твой игнор я тоже игнорирую. Будешь знать, как сидеть и молчать, и бояться хоть что-то начать. Игнорирую, 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 игнорирую. Серега! Дякую велике. Ось. Нагадую, що ми сьогодні робимо добру справу, збираємо грошову допомогу нашим медикам. Закликаю вас не бути обияковими, солідарними, тому що солідарність – це одна з таких самих, видите, важних ініціатив у громадстві. Тому, коли ласка, не будьте обияковими, підтримуйте, любіть і робіть добро. Ось, воно зараз нам вельми необхідно усім. Я сам вельми, видите, до гэтага ставлюся близко, тому що я музика, я лічу більш душі духовно, в сенсі людей, так? А сам я сын медика, мать моя так само була доктором, тому особисто не можу просто обвести такі мероприємства, як сьогоднішнє, і це вельми добре, що це ладиться, і громадська ініціатива підтримує, робить добро. Тому протягуємо наш приємний оранж. Ось. І я думаю, що ми зараз граємо пісеньку про май. Напевно, у нас пригожий місяць. Ми трошки пойдемо по таких тематиках місяцевих. І криласка ми. Нашими драмами, нотами дорами, нашими скоками, с криками, гортанями, мокрыми думками, ритмами, постыли моими такими знайомыми, такими знайомыми, такими знайомыми. Ми і май, ми і май, ми і май назавжди. Ми і май, ми і май, ми і май назавжди. Нашими драмами, нотами дорами, нашими скоками, с криками, гаданиями, мокрыми думками, ритмами, постыли моими такими знайомыми, такими знайомыми, такими знайомыми. Ми і май, ми і май, ми і май назавжди. Ми і май, ми і май, ми і май назавжди. Нашими драмами, нотами дорами, нашими скоками, с криками, гаданиями. Ми
любима назавжди. Ми і май, ми і май, ми і май назавжди. І хай гэты вясенні месяц сапраўды будзе весеннім. Конечно, зараз настрой дзіўны бывае праз гэтыя ўсе падзеі, але ўсё ж такі мы верым, што добро пераможа, любоў і вясна ў нашых сэрцах будзе, і ўсё ж такі ўсё самае-самае найлепшае здзейсніцца. А працягнем нашу тэматыку, напэўна, о месяцах, і я, напэўна, прапаную заграць песенку на вершы Геннадзя Миколаевича Браўкіна «Лістапад», каб у нашым сэрцы восень сыходзіла, і была толькі вясна і дабрыня, і ўсё самае-самае найлепшае. Ну што, Назар? Закружилась метелица желтая, так хочу, как до меня все у меня. Хоть на миг, хоть и сне пришла ты. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh yeah. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh yeah. Это лето мое обладает, и стою я посеред осени. Твоя тонкая дорожка золотая, осторожно, листопад, oh yeah. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh yeah. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh, oh. Это лето мое обладает, и стою я посеред осени. Твоя тонкая березка золотая, осторожно, листопад, oh yeah. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh yeah. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад, oh. Давай, Сережа.
Дякую, дякую. Нагадую, що сьогодні ми робимо добру справу, збираємо сродки для наших медиків у допомогу у цей тяжкий час. Без нашої допомоги а ніяк. Тому не будьмо обияковими, будьмо солідарними, будьмо тими, хто підтримує. Зараз, напевно, поіграємо такі більш легкі пісні, ще більш легкі. Наступна пісенька така вельми дивна, весела. До речі, нас глядить публіка інтернаціональна, так само і напевно з СНД, тому заспіваю кілька своїх російськомовних пісень. І ми трошки поденсимо. Напевно, коли хто хоче. Ну що? Мне снова не до сна, поиски сюжетов, ночь побелена черным интернетом. Я купил на последние монеты, улетели на спасение планеты. Передо мной дорога рассыпала деревянные террасы баров. Ты туда-сюда пожаром шепчешь нежным перегаром, что я красивый, хоть и старый, полегче Лолита. За тебя говорит Маргарита, или что там налито, полегче Лолита. Наш роман, мой заочно прочитан, счастье он не сулит нам, полегче Лолита. Это грубо звучит, но полегче Лолита. Вот он сюжет, нам Волков привет, 18 уже, почему бы и нет? И если не я, то Гумбер другой, с недурой губой, с ней уедет домой. Потушил воображение результатами брожения, обойдется без меня кабаре-дуэт, академия. Тем не менее, полегче Лолита. За тебя говорит Маргарита, или что там налито, полегче Лолита. Наш роман, мой заочно прочитан, счастье он не сулит нам, полегче Лолита. Это грубо звучит, но полегче Лолита. Ось так. Такая история. Полегче Лолита, за тебя говорит Маргарита. Історія про те, як молода дівчина заліцається до дорослого, але історія нам з Набоковим вже відома. Тому ось так. А наступна пісенька. Пограємо що-нибудь такое. З'явилася ідея пісні. Вона, до речі, ще не вийшла. Називається пісня «Літній запой». Солнце жарит кенгри, мы с друзьями горим на вертеле вредных привычек. Джакузи бурлит где-то в центре земли. Нас заждался главный, и я такой смелый после пары коктейлей. Не любовник, но с дефисом герой. Вижу, что ты созрела, и сознанием дела приглашаю налево уйти с головой в летний запой, в летний запой. Это один большой выходной. Летний запой, летний запой. Нас с тобой накроет волной. Летний запой, запой, запой. Я все лето был пьян, бары, ты и бар. Чекушку, кружку, слышу прибой.
Наш курортный роман, словно дачный загар, быстро смоется осенней хандрой, как не бывало этих жарких деньков. Ведь пламенным жажды жить предельно легко. Я мечтаю однажды отправиться вновь, ведь под одеялом не греет любовь. Летний забой, это один большой выходной. Летний забой, нас с тобой накроет волной. Летний забой, забой. Летний забой, это один большой выходной. Летний забой, нас с тобой накроет волной. Летний забой, забой. Дякую велике. Дякую. З нами ось я зараз ще пограю для вас некілька пісень акустично. З нами сьогодні був Сережа і Назар, мої добрі сябри, які підтримали так само нас у цей день. І ось. А зараз би хотів, Максима, перейти до такої більш ліричної частки. На углу лірика зараз особливо. Дякую. Може мати такий настрой, вельми сентиментальний. Заспівати одну пісню, яка називається «Маленький принц». Маленький принц с башни огромного замка смотрел на птиц, мечтая, что однажды с ними полетит, расправив крылья в далекие дали. И птиц просил, чтоб подождали, но они улетали без него опять. Их нетрудно понять.
У птиц слишком плотный график, принц не впишется в их трафик, да ну его нафиг. А принц кричал им вслед с башни: зачем мне золото и бумажки? Зачем мне руки, зачем мне ног, если я одинокий? Я такой одинокий. Маленький принц скоро понял, что ему в тягость такая жизнь. И вот однажды поздней ночью, разбежавшись, что есть мочи, полетел вниз. Сыграл в опасную игру, и станет ясно поутру, что в один раз бывало труд стая птиц, стая черных птиц. Ось така пісня. Напевно, уже хутко буду скончувати сет. Наступні у нас артисти будуть виступати. Наконець, хотів би, напевно, заспівати пісеньку не авторську, а на вірші Арсенєва, до речі, одного. Це цікавий такий сплав, тому що пісня знакомита, як відома як Coldplay, Science. І на неї написали слова. І мені вони дуже сподобалися, і я вирішив поділитися сьогодні з вами ось такою версією цієї пісні. Разные люди, разные судьбы, глупые игры случайных сил. Кто нам поможет, кто нас рассудит, кто нам поверит и все простит. Много вопросов, мало ответов, слезы ответ на судьбы и зло. Мы возвращаем той же монетой то, что нам кажется добром и злом. Ангелы полные грусти смотрят на землю, прячась в небесах. Ангелы в небо не пустят тех, у кого такая грусть в глазах. Людей, похожих на нас. Разные люди, разные судьбы, вера, цвет кожи, страна, семья. Но почему-то люди не любят всех чем-то не похожих на себя. Ангелы полные грусти смотрят на землю, прячась в небеса. Ангелы в небо не пустят тех, у кого такая грусть
похожих на нас. Тому хоть и под маской, але усміхайтеся больше, потому что усмешка – это то, что одно з лікарства, якое зараз може допомогти в этой тяжкой ситуації. І я ще раз нагадую, що сьогодні ми збираємо сродки для наших медиків. Допомагаємо, не будьмо обияковими, будьмо повними любові і відкритості серця і пам'ятаємо, що ми кожен з одним живемо в одній країні. І ми сусіди, нам треба сусіди по духу, по серцю. Треба бути більш добрими. Сьогодні стільки, звісно, негативу, особливо з цієї ситуації. І тому хочеться, щоб ставлення було навіть до незнайомих людей, таке, як до сусідів, там, вежливе. Давайте будемо більш добрими і реально робити більш добрих справ. Дякую велике. З вами сьогодні був Петр Клюєв. Усього самого найлепшого. Любов і ще раз любов. Дякую. Ну и где? Сейчас, они специально, чтобы мы успели. Наш музычны марафон працягваецца. Зараз завершыў свой выступ Пётр Клюеў, які далучыўся да нашага марафона. Зараз ён прыйдзе са сцэны і мы з імі крыху пагаворым. І так, Полугар-бар, Еўрарадыё, Медыа-Кьюб, ініцыятыва Баймедыа і ўсе астатнія зараз ладзяць такі вось марафон, каб сабраць сродкі на дапамогу медыкам Беларусі. Я яшчэ раз нагадаю, што паводле афіцыйнай інфармацыі, якую размясціў Міністэрства аховы здароўя сёння ў сваім тэлеграм-канале, 131 чалавек памёр ад каранавіруса, 23 тысячы чалавекі хворыя на каранавірус. Ім трэба дапамога. Дапамагаюць ім медыкі, але медыкам таксама патрэбна дапамога. І вось Ангус, адзін з арганізатараў гэтага марафона, ён ужо патлумачыў напярэдадні, чаму вырашылі зладзіць такі марафон. Хтосьці, можа, далучыўся толькі зараз да нашай трансляцыі, да нашага эфіру. Таму, можа быць, мы паўторым. Ангус, навошта гэта трэба было Полугар-бару? Навошта было ўвязвацца ва ўсю гэтую справу? Я ведаю, што ты апошнія 3 сутак фактычна не спаў, рыхтуючы гэты марафон. Дзеля чаго ўсё гэта? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Полугар-бар является единицей, входящей в бренд Полугар, как и, собственно, клуб Luck You, на сцене которого сегодня проходит концерт. Вот. И я уже говорил, что бренду Полугар, в принципе, свойственна благотворительность сама по себе, то есть это изначально заложено в идее самого бренда. И очень много бренд помогает и непосредственно врачам напрямую, вот, в данной ситуации. Особенно спасибо Илье Борисовичу Родионову, который, в общем-то, совладелец и представитель Полугар в Беларуси. Но как возникла идея? Идея возникла вот здесь, вот на этом диване. Мы сидели и подумали, что мы можем сделать. Я предложил идею сделать музыкальный марафон в поддержку наших врачей, для того, чтобы люди могли перечислять какие-то средства. Потом нужно было найти площадку, нашлась площадка вот эта вот Buy COVID-19. Потом уже я позвонил тебе, ты мне дал контакт Стрижака, одному из главных, я так понимаю, организаторов всей этой кампании. И вот так вот все сложилось, и мы начали обзванивать группы, спрашивать, у кого есть желание
поучаствовать. И поскольку набралось достаточное количество, мы решили сделать это на 12 часов. Вот у нас набралось 12 групп. Вот. И, в общем-то, вот так вот все и началось, закрутилось. Ну, як вы бачыце, унізе пад нашай трансляцыяй паказаныя ўсе звесткі, куды можна пералічваць грошы. Сапраўды вельмі зараз ўсё ж такі шмат неабходна медыкам, як казалі прадстаўнікі Бай-медіа COVID-19 дапамога медыкам Беларусі, неабходна і розныя касцюмы абарончыя, і маскі, і іншыя розныя сродкі. Ўсё гэта набываюцца за грошы, якія люди збіраюць, пералічваюць, вы можете далучыцца, пералічыць. Все пойдзе менавіта на тыя патрэбы, пра якія і заяўлена. Па дапамога медыкам Беларусі. Калі хто думае, што раптам мае грошы пойдуць некуды на іншыя справы, каб там, можа быць, Антону Матольку машыну купіць, гэта ўсё неправда, таму што справаздача канкрэтна, колькі прыйшло грошай, што за іх набыта, куды адвезлі, каму перадалі. Усё это пастаянна з'яўляецца і на сайце Бай-COVID-19 дапамога медыкам Беларусі, і транслюецца незалежнымі медыа. Усё шчыра, празрыста і ўсё толькі дзеля людзей. Як ужо сказаў Ангус, 12 каманд удзельнічае ў нашым канцэрце. Вось у мяне 11 команд. У мяне вот такі вялікі спіс. Толькі што завершыў свой выступ Пётр Клюев, і мы попросім Петра до нас сюды. Петр, ну, давайте я уже не буду ломать традыцыю, і для разгону задам пытанне традыцыйнае для гэтага нашага сённяшняга марафона. Чаму вы вырашылі далучыцца да гэтай акцыі? Ну, як можна тут абыякавым застацца? Гэта элементарная еўрапейская культура. Ну, калі нейкія праблемы ёсць у краіне, трэба усім фронтам падключацца. Таму я просто, першае, я уже казаў, як я сын доктара, мне маці была доктаркай. Ну і просто не магу. Ну як, калі, ведаеце, шмат людзей кажуць, філосафы, там, у чым сэнс жыцця? Там, у чым сэнс? Вось, сэнс жыцця у элементарным быцці карысным. Калі ты можаш нейкае добро зрабіць, калі ты можаш запоўніць гэты пазл жыццёвы і зрабіць нешта добрае, канструктыўнае, вуаля, як гэта можна не рабіць? Таму гэта абавязак, я лічу, кожнага творцы. Ну, кожны сам вырашае, канешне, але для навошта гэта ўсё спяваецца і робіцца? Каб вось, калі ласка, гэта одна такая файная магчымасць выкарыстаць талент і мэтанакіравана яго. Ім дапамога яго дапамагчы тым, хто рэальна патрабуе гэтай дапамогі. Ну, такім чынам атрымліваецца так, што вот калі вы любіце музыку Петра Клюева, яго песні, то у вас ёсць выдатная магчымасць іх зараз паслухаць і паглядзець. Ну, нібыта бесплатна. Я ўжо не кажу пра тое, што колькі выдаткаў пайшло на тое, каб арганізаваць і правесці гэтую трансляцыю, але тым не менш. Вы не купляеце квіток, вы сядзіце каля манітора, да, это не жывы канцэрт, вы не можете там тусануцца, ўзяць аўтограф, але тым не менш. Але канцэрт, да, жывы, як паказваюць, і вы не плоціце за яго. Таму, але Пётр і ўсе астатнія музыкі заклікаюць гэтыя грошы, якія вот вы заплацілі за квіток, пералічыце на дапамогу медыкам. Дарэчы, Пётр, вот нам пад трансляцыю прыйшоў такі каментар, і ў прынцыпе лагічны. Такое пытанне, я перадрасую яго табе. Шмат напярэдадні 9 траўня было крытыкі як і самого параду, так і тое, што вот нібыта пасля параду яшчэ і будзе канцэрт, ладзіцца там для публікі, і ўсе казалі, як так можна, які канцэрт, такая сітуацыя, і пішуць, а вот што вы тады крытыкавалі, а самі ладзіце вот такое вот мерапрыемства, таксама вот збіраецеся, музыкі, ўсё, вы ж тут таксама ствараеце, ну, то есть, чым вы адрозніваецеся ваше мерапрыемства ад таго канцэрта, прысвечанага 9 траўня? Вот чым мы адрозніваецца наше мерапрыемства? Перш за ўсё, за большай бяспекай, таму што там былі, ну, шмат людзей. А у нас тут вельмі мала адзінкі, і таму гэта нашмат больш бяспечна. Ну, а як дапамагчы?
трэба дапамагаць. І таму наше мерапрыемства сённяшняе, оно просто лайтовае, оно не масавае. Тут няма натоўпаў і тысяч людзей. Таму у гэтым сэнсе мы у бяспецы. Пётр, а наколькі складана вот Ну, вам... это онлайн-канцэрт, вы не забывайцеся, так, людзі, таму. А учора гэта быў не онлайн-канцэрт. Ну так, і гледачы ў зале, і усе музыкі, выканаўцы на сцэне, потым у грымёрцах, а тут у нас прыйшоў вось Пётр, адспяваў, пагаварыў з намі і хуценька выганяем яго адсюль. Пётр, тым не менш, скажы, калі ласка, вот як ты думаеш, я ўжо пытаўся іншых, але тваё меркаванне. Шмат было спрэчак наконт таго, што ці варта людзям зараз вот скідвацца, атрываць ад свайго сямейнага бюджэта нейкія грошы, аддаваць. Мы ж плацім падаткі. Дзяржава павінна гэта рабіць, забяспечваць медыкаў усім неабходным. Чаму у гэтай сітуацыі мы павінны гэта рабіць? Паскорыць гэты працэс. Грамадства — гэта соцыум, які жыве разам. І адна з мэтаў соцыума — існаваць як адзін арганізм. Калі ёсць нейкія праблемы, трэба іх вырашаць. І калі нейкая рана на арганізме, на біялагічным, то цэлае цела за гэта адказвае. І таму мы просто не маем права не аб'ядноўвацца. Ну, то па-другое, мы просто разумеем, што мы можам хутчэй нешта зрабіць, больш эфектыўна, так, з большай хуткасцю. Таму, ну, як тут не падключацца? Калі ты бачыш, это нармальная справа ва ўсіх еўрапейскіх, у практыцы мировой. Калі нешта здаралася, грамадства падключаецца, перш за ўсё. Таму што, канешне, на дзяржаву, ну, шчыра кажучы, надзеюсь, вялікай мець я не маю сэнсу. Сюды я ў жыцці дасягаў як мог сам, так, сваёй працай, дзеяннямі. І тут таксама, ну, чакаць, што нехта нешта зробіць. Мы вось сёння, бац, робім канкрэтную справу. То есть, атрымліваецца, ламаюцца такія традыцыі, кажучы, што беларусы, ну, в прынцыпе, вот людзі, асабліва вось наша постсавецкая вот этой прасторы, яны і за часы савецкай улады, і зараз нават за 25 гадоў незалежнасці Беларусі неяк так прывыклі, ці іх прывучылі да таго, што яны чакаюць. Вот дзяржава прыйдзе, дзяржава зробіць. Але не ўсе. Все ж таки, я звяраю, што шмат сучасных, файных еўрапейскіх беларусаў ёсць. Мы расцем, асабліва мы пакаленне 80-х. Все будзе окей. Мы не будем абыякавыя і не будем пасыўнымі. Мы будем солідарнымі, будем актыўнымі, будем дапамагаць. Все будет окей. Ангус, ты хотел запросить... Я хотел пригласить коллег Петра, наших коллег Сергея Адамовича и Назара Джепов, которые сегодня помогали ему змагаться на сцене. Так, Сережа и Назар. Давайте сюда ближей. Я уже отойду, не обовязково мне. Хлопцы, ну как у вас вообще ощущение от того, что происходит? Очень приятное впечатление, ощущение хорошее, очень качественно все сделано на профессиональном уровне, это важно, потому что мы как музыканты профессиональные должны помогать нашим профессиональным хорошим докторам, которые сейчас находятся на передовой, и могу сказать, хоть кому-то сейчас хуже, чем нам, а им реально сейчас хуже, потому что они реально сражаются за наше здоровье, за нашу... Как они сказали, 24/7 они работают. Да, поэтому мы им желаем всем выдержки, терпения, энергии, профессионализма. Будьте такими же хорошими, высокими профессионалами. Надеюсь, что когда-нибудь наше государство сможет ценить вас так, как должно. Как было ощущение как музыкантов на сцене? Скажу честно, 5 недель не было ни одного выступления. Мы все музыканты сейчас находимся, большинство в карантине, в самоизоляции, потому что ответственные люди. Ну, такое, я соскучился, мне понравилось. Назар, вот ты профессиональный барабанщик, да? Я очень часто по своей профессии сталкиваюсь с таким вот отторжением от барабанщиков, когда ставишь им электронные барабаны, они начинают носом крутить, это некрасиво, я так не умею, я так не могу и так далее, и так далее. Насколько тебе комфортно сегодня было? Если честно, мне было очень комфортно. Объясню почему. Потому что я сам занимаюсь в силу обстоятельств. Я не могу сейчас заниматься на акустических барабанах. У меня дома стоит сет таких же электронных барабанов. И мне было достаточно комфортно. Я благодарен организаторам. И я хотел добавить спасибо вам, дорогие врачи. Спасибо за то, что вы совершаете этот подвиг, и я считаю, каждый, кто сегодня принимал участие в данном мероприятии, в данном марафоне, фестивале, я не знаю, как правильно, верно сказать, но я хочу сказать, что мы делаем все доброе дело, и продолжайте творить добро. Насколько вы самоизолируетесь? Ну, по возможности настолько, насколько
получается. Допустим, в среднем я вижу в день одного человека, сегодня исключение. Ну, какие-то студии заходите, куда-то записываете, Да, что-то да. приходите, Да, да? такое, конечно Процесс же, идет. все осталось, потому что Да. мы не можем останавливаться. У нас профессия, которая благодаря инерции может лишь сохраняться. Поэтому мы вынуждены должны работать, как и все нормальные. До речі, я вже не один раз бачив, як музики репетують, причому з різних країн, і там от запускають програму Zoom, і один сидить у своїй студії, другий у себе дома, і разом нешта там нові пісні придумляють. Ви яким чином, може бути, от так само про Zoom, глядиш, там Петр Клюєв випустить новий альбом, там Zoom Клюєв. Не, ну як, конечно, не, видите, пакуль што у нас сярод, наколькі я веду, беларускіх музыкаў такой актыўнасці моцна не было на зумах, але я думаю, што ў перспектыве у чэрвені гэта пачнецца, таму што рэальна выступаў мала, шчыра, я просто себе, напрыклад, адчуваю як бык, які мусіць бегчы на гэты, ну, на сцэну туды, а няма куды бегчы, таму што мы просто як у клетцы музыкі, гэта вельмі цяжка, гэта просто пакаранне нейкае такое псіхалагічнае і фізіялагічнае таксама. Але я думаю, што ў інтэрнэце актывізуемся, можа і больш будзем неяк джэміць нешта, но пакуль што так усе больш у дэпрэсіі, у стрэсе сядзяць дома і практыкуюць, займаюцца, але я все ж таки веру, што больш можа кансалідацыя з'явіцца, і летам можа музыкі нешта пачнуць. Прынамсі больш пазітыўна гэта ўсё выйдзе на канект асабісты потым. Будуць больш цаніць увагу асабістую, таму што раней мы сабе маглі сустрэцца з музыкамі штодзённа, сёння мы ўжо так не можам, і будзем больш цаніць наш час і кожнага нас асабіста. Ну вот тут уже витала у нас мысль, так сказать, о том, что все-таки в конце концов придется делать концерт «Музыканты в помощь музыкантам». Такой же онлайн-стрим, только уже в помощь музыкантам. Если все это дело затянется, как насчет вас? Мы подтримаем, конечно, абсолютно, на 1000%. У вас есть, я знаю, что до Беларуси технологии, хотя это ПВТ страна, как он заявляет наш лидер, но до нее обычно технологии поздновато доходят, и поэтому Zoom сейчас очень мало кто пользуется. Но мы подумаем, может быть, за месяц мы, так сказать, опросим всех музыкантов, и у кого-то получится сделать вот такой вот стрим прямо из дома. Может быть, какая-то группа это сможет сделать, 1, 2, 3, неважно. Да. Ну, вы же работаете в разных проектах. Сколько у тебя проектов? 9 проектов у одного музыканта, вы можете себе представить. И все сейчас на стопе, да? Абсолютно. Вот Петр первый. Спасибо, братан, всегда рад помочь. Спасибо. Назар, у тебя сколько? Ой, я не знаю. Сбился со счета, да? Ну, нет, на самом деле, немало, но, к сожалению... И тоже все на стопе, да? Все стоит, да. Ну вот, видите, как получается, что люди, как говорится, остались без штанов, но тем не менее стараются каким-то образом помогать нашим врачам бороться против того, что происходит вокруг, помогать вам, люди. И мы надеемся все, что вы будете помогать вместе с нами. Не забывайте заглядывать на экран вниз, там все находятся реквизиты. Да, и напомню, что телефон, который указан на экране, вы можете отправлять плюсик, вам будет выслана ссылка, и вы сможете выйти в прямой эфир вместе с нами и поговорить с музыкантами, поговорить с людьми, которых мы приглашаем. Не стесняйтесь, отправляйте свои контакты. Спасибо. А мы переходим на концертную площадку, где нас уже ждет Олег Хоменко. Палац. Я вас чую. Прывітанне, шановнае гаспадарства, сябры. Я вас чую, но не бачу, таму вельмі складана гаварыць. Ну, думаю, што гэта невялікая праблема. Я разам з гэтай ініцыятывай я хацеў бы паспяваць сёння, пагаварыць некаторыя думкі, прагаварыць, узгадаць, напэўна, разам з песняй важныя каштоўнасці для жыцця, для беларусаў, для усялякіх падзей і далучыцца, запрасіць усіх далучыцца да гэтай ініцыятывы. Спадзяюся на падтрымку.
Чужидзелкі, як ягадкі, як ружовы квят. А мне моя шпаліна завязала свят. А я еду ва Украину жонку шукать. А я еду в Украину жонку шукать. Всю країну я об'їхав, жонки не знайшов. Та й з поворотом я обратно к Шепелині я перейшов. Заправляйте, хлопці, коні, коні ворона. Догоняйте моє лето, лето молоде. Як догнали моє лето на новом мосте, верните еще моє лето до меня в гости. А як нам же вернутися до тебе в гости? Треба ж было шнавать и ты молодости. Песня, якую я зараз хочу сыграць, гэта песня не сапраўдная народная, гэта песня аўтарская, яна мае назву «Птушка». Гэта песня на словы светлай памяці Анатолія Сыса. Ён так і пісаў у гэтай, калі пісаў гэты верш, напісаў з народнага. Але мы гаварылі пра гэты верш, і ён узгадываў аб тым, што сапраўды і я гэта ведаў яшчэ з размоваў з адрознымі носьбітамі фальклору, аб тым, што была такая традыцыя. Это нават не традыцыя, а такі забабон. Забабон быў звязаны з тым, калі вось сыны пайшлі, сын пайшоў гуляць, недзе нагуляўся, недзе нецвярозы вяртаецца да хаты і увечары ці ўначы грукае, каб яму адчынілі дзверь. Дык маці дзверы не адчыняла. І ведаеце, тут вот ёсць такая паралель. Яна не адчыняла не з тае прычыны, што не хацела, каб ён увайшоў у хату. Яна не хацела, каб ён прынёс вось нейкія вірусы. Я, канешне, сумна жартую, каб ён не прынёс нейкія чорныя рэчы уначы. І чакала, пакуль не ўзыдзе сонца, калі ўжо ачысціцца чалавек цераз сонца, тады толькі было дазваляльна ўваходзіць у хату. Такім чынам, уначы дзверь магла быць зачыненая нават для сына. І вось гэтыя сімвалы, яны былі пакладзены ў гэты твор. Твор мае назву «Птушка», і ён будзе сёння дарэчы, я хачу яго зараз прапанаваць. У чароце птушка ночевала,
галоку скрелечка поклала. А як же ж мені ночку началося? Не пуская в хату меня мать. В озері вяночка. Ночка, ночка, охрести моего сыночка. У джароте птушка ночевала. Под головку с крылечка поклала. Лю. Дякую. Песня, яка зараз прогучыць, ізноў аўтарская. Ну і, канешне, гэта такі зусім сучасны фальклор. Зусім сучасны фальклор з рознымі, напэўна, вобразамі. Але я б сказаў, што гэта сучасная балада. Гэта наш апошні сінгл палацаўскі. Хто не бачыў кліп, лірык-відэа, калі ласка, таксама пашукайце ў сеціве, бо мы ганарымся гэтай працай. Ну, а зараз я паспрабую акустычна гэта зрабіць, паўтарыць, канешне, у такім іншым варыянце. Там шмат ад розных вобразаў, і песня умоўна сумная. Она умоўна сумная з тае прычыны, што, можа быць, там камусьці і сляза з'явіцца. Гэта тыя ад дабрыні ці ад суперажывання, якога нам зараз не хапае. Напэўна, вось у гэтай песні штосьці такое ёсць. І таму вельмі хачу я сёння выканаць, калі ласка, коцік бомж.
Жыў-быў кот, быў ён шэры, толькі лапкі. Лапкі, царапкі, тапкі, у яго былі перлы. Коцік быў лагодны, зусім не шкодны, мыр-мыр-мыр, маркотны. Калі галодны, выжыў ён у кустах пад плотам. Бабы Тані усе дражнілі: бомж, бомж. Ён казаў ім: я дваранін. Жартаваў, усіх любіў, шкадаваў. Нават быў адзін сабака, ён з ім сябраваў. А яшчэ любіў залезці на дах, каб пабачыць неба, млечны шлях. Там высоко, где облаки малюют надей корабли. Небесные ласки там высоко, зорный путь. Спачувае всім, кому паліць. Ён дорыць казкі, неяк было, нешта стала, як зіма усіх дастала. Было вобмаль, стала мала, коціку пашанцавала. Палічылі разам, далі прэмію, зарплату. Тады ж нейкі гаспадар взяў яго да хаты. Гаспадар быў той вусаты, лысы цельнік паласаты, не худы і не пузаты, калі вып'е, дуркуваты. Але ж ён ката таго не любіў, бульбаю карміў, трошкі біў. Але коцік быў яму так удзячны, мець уласны закуток гэтак дужа ж смачна, бо там высоко, дзе облакі малююць надзей каравлі. Небесныя ласкі там высоко, зорный котик спачувае всім, кому баліць. Ён дорыць казкі, скончылася сумнавата, можа так не трэба. Гаспадар памёр знянацку, узяла яго глеба. Коцік шчыра сумаваў, сумленна і годна, а потым сам сышоў на неба, бо ён быў свабодны. Дякую. Наступную песню, якую я зараз хочу сыграць, гэта песня, яна на мяжы лета і вясны. У шэсця, якраз 6-й тыдзень пасля Вялікадня, шастак, у 6-й тыдзень. І ў гэты час узнясення Господа і старажытнае свята перад сёмухай, перад 7-м тыднем сёмуха. На 7-м тыдні якраз развітанне з вясною і умоўная сустрэча лета, таму што яна таксама з месяцным яшчэ там звязана календаром. Ну і звычайна трапляюць на гэты момант. І хоць у гэты час ужо даўно, як прыляцелі ластаўкі, але
Тут узгадваецца і ластаўка, і пятроўскія святы, якія значна пазней аж пасля купаля. І тут такія вобразы, яны важныя, яны вобразы перанараджэння альбо ачышчэння. І, напэўна, песня «Прыляцела ластаўка» мусіць прагучаць сёння. Я яе з задавальненнем праспяваю, калі ласка. Летом На гары стаяў горад мой, пад гарой гучаў голас твой. Хто Пятрову ночку не спець, той не будзе жыта ж вазіць. А хто з вас не выспаўся на Петрова ноченьку, на Петрова ноченьку, з пригожим малойчиком. А Петрова ночка мала, а де моя дівка була, слухала зязюльчини співи, у лісі ті високі древи. А хто з вас не виспався на Петрова ноченьку, на Петрова ноченьку, з пригожим малойчиком. Прилетела ластовка. Дякую. Песня, якую я зараз хочу сыграць. І гэта песня, яна по-рознаму завецца, яна аўтарская, мы так і не вызначыліся ў палацы, як яе называць. Калі я ствараў, то я назвалася «Шэрая поўсць», потым назвалі «Воўк», потым яшчэ там нейкія варыянты, кожны заве по-рознаму. Гэты твор, у ім вельмі шмат сімволікі. Вось як у этой песні, што прилетела ластаўка, дзе твоя дзеўка была? Слухала зязюльчыны спевы, і это размова пра Пятроўскую ноч. Оно, конечно, цяпер цяжка зразумець, нейкія такія словы аб нічым быццам-то. На петроўскія святы зязюля перастае куваць. А вот зараз
Усе толькі і слухаюць дзядзюлю. І гэта ж трэба, каб бы толькі грошы былі ў кармане, калі выходзіш, калі першы раз пачуў дзядзюлю ці пабачыў бацяна, бусла, калі пабачыў, то трэба, каб у кішэні хоць трошкі грошай было. Это такі таксама забабон на дабрабыт, які вельмі важны для беларусаў. І вось калі на Пятроўскую ночку недзе твая дзеўка слухала зязюльчыны спевы, дзе ў лесе, дзе высокія дрэвы, гэта вызначае, што яна невядома ўвогуле дзе была. Такі вось, это цікавы вобраз, вельмі цікавы. Дык вось у песні «Шэрая поўсць» гаварыла мамачка аб тым, што дзіцятка, ты ж не пі з чаркі першую кроплю. Ведаеце, гэта не балцкі. У нас вельмі шмат балцкай міфалогіі, але гэта славянская міфалогія. Гэта славянская міфалогія аб тым, што перад тым, як сабе, дык трошкі продкам, і перад тым, як выпіваць чарачку, то трэба ўзгадаць дзядоў і кропельку адліць. Адліць на падлогу, і гэта такі ахвярадаўства, да, гэта ахвяра. Гэта ахвяра аб тым, што мы памятаем усіх памерлых, шануем іх памяць. І вот там яшчэ шмат іншых такіх вобразаў. Жыў як на Парнасе воўк. Гэта, між іншым, такая міфалогія і беларуская, і грэцкая. На Парнасе воўк, гэта цяпер не шмат хто ведае. Быў такі персанаж, гэта кароль злодзеяў. І ён жыў на Парнасе, пераўтвараўся ў ваўка. Ну, а воўк, ведаеце, тактэм ваўка ў Беларусі доўгі час быў дастаткова шануемы. Нават лічыцца, што Ўсяслаў Чарадзей меў татэмічную выяву ваўка. Ну, канешне, гэта міфалогія такая больш казачная, чым праўдзівая, бо яна не даказана. Але вось на Парнасе багі дазвалялі гэтаму злодзею красці, і толькі яму. І вось гэтыя, тое, што людзі крадуць, і чаму бывае у нас ведаюць, што крадуць, а могуць гэта дараваць. То яна таксама вот такая старажытная, ведаеце, міфалогія, якая, канешне, цяпер непрымальна, але ў любым выпадку гэтыя карані, яны такія ўстойлівыя, што могуць заставацца ў людзей на вельмі працяглы тэрмін. Можа, яшчэ і застануцца і ў 21 стагоддзі. Ну, тут трэба разбірацца, што мы возьмем з мінулага, што мы памяняем. У любым выпадку, у гэтай песні вельмі шмат сімволікі, ну, але лепш яе праспяваць, а ўжо тады там, калі пытанні якія-небудзь будуць, тады ўжо штосьці распавядаць. А ў прынцыпе, канешне, важна было б спяваць не тлумачачы, а аб тым, што ты хочаш данесці. Каб усё ж такі спадзявацца на тое, што слухач, глядач, яны разумнейшыя за цябе. І гэта правільна, і не трэба думаць, што трэба даваць народу тое, што ён хоча, а хоча ён нешта простага. Не простага мы хочам. Мы хочам усяго таго, што нас спрыяе нашаму жыццю. Напэўна, да, гэтыя словы, напэўна, зараз было б таксама важна узгадаць. Свайму сыну, дзіцятка, ты не пі
жа шчарачкі, першыя ты кропелькі, оберни мядочек свой, отлидол он спокой, передая хлярочку про землю на небочка. Сын мамку не слухаўся, жыў як на парнасе воўк, ды глытаў як з холаду, чаго прагнуў з моладу. Шэры поўсцю натаіўся, пра дзядоўства як забыўся, ды ўсё думаў, як памерці з каменем на сэрцы. А зямелька ж не даруе, калі ёй не ахляруеш. Ад кахання ды ад плёну, да яшчэ з паклонам. Але помсты не зачепіць, яна проста не прыкмеціць і не прыме, і не возьме веснавога променя. Говорила мамочка. Дякую. Сёння я яшчэ хочу сыграць шмат песень, але, напэўна, я трошки падбіраў такія песні. Ведаеце, і вясёлы, і, можа быць, тыя, якія адчуваю, нейкія, можа быць, яны сумныя. Насамрэч, сумных песень, тым больш народных, іх не існуе. Яны такія, як малітвы. Вось, калі ты читаешь молитву, а у тебя на сердце радость, так молитва радостная. Калі сум, то яна сумная. Гэта ўсё, канешне, песня залежыць моцна ад уласнага настрою. Таму нярэдка ў старых песень беларускіх у іх няма трэцяй ступені, якая вызначае звычайна мажорная ці мінорная. Хто ведае музыку, то, напэўна, яна вельмі часта пабудавана на вот такіх квартах, квінтах, калі вы самі сабе робіце свой асаблівы настрой. Але таму, ну, вось песні вельмі адрозныя па настрою. Я хацеў бы сёння прапанаваць. І песня «Роздум». Песня «Роздум», якая напісана як таксама як сучасны фальклор. Гэта кавер. Гэта кавер на песню Лявона Артуровича Вольскага. Гэта песня мяне некалі зачапіла, я крыху яе перарабіў, папрасіў Лявона такі дазвол, тым больш, што я яе спяваў. Лявон яе рэдка спявае.
я спяваў светлай памяці Александр Кулінкович со сваім гуртом. І ну вось час ад часу у сяброўскім асяроддзі я гэтую песню спяваю, таму праспяваю сёння. Марскі чалавек. І рэк, і азёраў мы маем зашмат, а мора няма, акіяну няма. Як мне дык нічога, а быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. Ён тут нарадзіўся і вырас ён тут, але ж у карабельны пайшоў інстытут. Усе акіяны і моры скарыў, і вось на радзіму вярнуўся стары. Хадзіў ён, хістаўся па роднай зямлі, нябыта па хісткім ідзе караблі, а мора не бачыў, балела душа, гарэлкай тушыў ён пякельны пажар. Вось так і памёр між азёраў і рэк тутэйшы, але ўжо марскі чалавек, ляжыць у сваёй беларускай зямлі, у апошнім драўляным сваім караблі. Ён ноччу устае і на неба глядзіць. Мо дожджык ідзе, можа ветрась трымціць, і болей не хоча салёнай вады. Зямля, што крывёю залілі браты. Дякую. Да, сапраўды, гэта ж столькі крыві, столькі слёз, а мора няма, акіяну няма. Ну, не хочам салёнай вады, хочам рухацца наперад, хочам падтрымліваць тых, каму зараз цяжка. Это вельмі важна. Ведаеце, кажуць, ну што вы там сабярэце? Ну што там, ну па 3, па 5 рублей людзі вось дашлюць. Ну і як там што? Акцыя, сама акцыя. Самае тое, што нашыя лекары, нашыя ўрачы проста будуць ведаць, што мы памятаем, мы кожны дзень узгадваем, мы ведаем іх подзвіг. Мы вельмі шануем тое, што яны робяць. Вось гэтае адчуванне таго, што грамадства разам. Вось яно вельмі дарагое. І гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна. Таму, калі можна, распаўсюдзьце, калі ласка, вось гэты зварот аб дапамогі лекарам, медыцыне, ведаеце, дзеля таго, каб ізноў паўтарыць, што мы народ, мы грамадства, і гэта вельмі важна. Зараз
Зараз я хочу праспяваць песню, якая мае назву «Добра песня». Не добрая, а менавіта добра песня. Там толькі некалькі радкоў, якія узяты з фальклора. Яна так трохі перапісана. Это створаная песня, такі сучасны contemporary folk. Вось. Ну, у любым выпадку, ці пайду я да сяброў, ці не пайду я да сяброў. Я ўжо яе спяваў у асяроддзі і спяваў там «Не пайду да сяброў, хай ім будзе лягчэй». Гэта я мяняў словы гэтага твору. Ну, тут не народная песня, тут можна мяняць гэтыя словы. Менавіта такую ў сувязі з ізаляцыяй, самаізаляцыяй, якую, у прынцыпе, ладзіць грамадства. Зараз вось гэтую засцярогу ад навалы, перадусім, канешне, ладзіць грамадства, што вельмі важна. Добра песня. На дорозі полоня бачу, и глотка пивою я пью. Сёння мою настрой гарячий. Ой-ой-ой, песню спою. Добру песню. Водар хмелю настроем одурить. Ветер шэрае зробіць чарней. Калі сябры сюды не заходять, пойду до сяброў, хай ім будзе ямачэй. Даруйте мне, мои анёлы, развеселую думку мою. Подкажите мне, мои анёлы, як спяваць, я вам спяю. Таямница шчырай не бывае, сціпласць праўды не дае. Кто ніколі вольна не гуляе, той ніколі ж не спяе добру песню. Водар хмелю усё злагодзіць. Вечер зоры прымусіць міргаць. Трэба слухаць, што людзі гавораць. Тады ж разам захочам спяваць добрую песню. Даруйте мне, мои анёлы, развеселую думку мою. Подкажите мне, мои анёлы, як спяваць, и я вам спяю. Таямница шчырай не бывае, сціпласць праўды не дае. Кто ніколі вольна не гуляе, той ніколі ж не спяе добру песню.
хуліганів трохи. Ну, напэўна, наступны твор, я хацеў яго праспяваць. Насамрэч, гэты твор, ён так ці інакш усё ж такі звязаны з вайною. Магчыма, не толькі з перамогай, а з тым, што сапраўды прыносіць любая навала, ці то хвароба, ці то вайна. Ведаеце, ў гэты час звычайна усё самае лепшае, што ёсць у людзях, яно актывізуецца. Актывізуецца і тое, што самае горшае. Калі ёсць героі, то, канешне, заўсёды з'яўляюцца антыгероі. Калі ёсць людзі неверагоднага подзвігу, то ёсць людзі неверагодных здрадаў, жахаў, людзі, якіх героямі ніяк не назавеш. І вось проста гэта актывізацыя ўсяго самага лепшага і самага горшага. Вось у такія памежныя часы выпрабаванняў яна... Пра гэта трэба памятаць. Пра гэта памятаць трэба заўсёды. І таму шануем герою. Таму не... Ведаеце, зараз не трэба гаварыць, вот як вы там на тых, хто баязлівец, на тых, хто кудысьці не пайшоў у першыя шэрагі там барацьбы з той жа навалай, з тым жа вірусам. Калі баязліўцы сапраўды, можа быць, не могуць на это вырашыцца. Ведаеце, трэба не заахвочваць, трэба проста ізноў гаварыць: мы разам. І тады самыя простыя, самыя сціплыя людзі пераўтвараюцца ў герояў. Калі яны ведаюць, што яны рызыкуюць, калі яны ведаюць, што яны змагаюцца, і за імі стаяць людзі, якія падтрымаюць, якія, калі што, прыйдуць і працягнуць гэтую справу. Ведаеце, такая рэч заахвочвае. Яна сапраўды робіць людзей людзьмі. Песня праваджала маці сына. Песню, якую, дарэчы, спявалі яшчэ ў 19 стагоддзі беларусы. Ну, гэта, можна сказаць, што кавер. Гэта некалькі радкоў, якія давялося знайсці у дакументах. А потым перарабіў я гэты твор у песню, і песня атрымалася аўтарская. Ну, у любым выпадку я яе прысвячаю тым жаўнерам, салдатам Беларусі. Ведаеце, яны на вайне не спяваюць пра вайну. На вайне спяваюць пра маці, пра некую прыгажосць, пра некую весялосць, таму што там столькі жахаў, што вось некі патрыятызм, вось гэта яно ўсё ненатуральнае. А натуральна зноў звяртацца да самых высакародных сімвалаў, да самага вясёлага, самага такога вось шчырага і самага важнага. І таму маці, канешне, вобраз, які для кожнага чалавека вельмі важны, праважала маці сына. Чырвань ягада горкая праваджала маці сына. Чырвань ягада горкая А як цяжка ж так рабіць. Чырвань ягада горкая, але так павінна быць.
Червонь ягода горкая провожала мать и сына. Червонь ягода горкая, ой, лёли колено, лёли колено, червонь ягода горкая, ой, лёли колено, лёли колено, червонь ягода горкая. Дякую. Яшчэ хіт, да, можна сказаць, што хіт гурта «Палац», які дастаткова вядомы, і мы ганарымся гэтым творам, у якім вельмі шмат сімвалаў. Гэта сімвалы, а я не заўсёды распавядаў гэта, ну, маючы тут дамову аб тым, што трошачкі я не цягну час. Мне дазволілі крыху больш праспяваць сёння. Там ёсць тыя дзеясловы, якія ніхто не можа вывучыць, ну, калі спяваюць за сталом, ніхто не можа вывучыць у паслядоўнасць. Знайшоў, а далей гукаў, жадаў, чакаў, шукаў. Гэта 3-4 дзеяслова, якія пачынаюцца менавіта ў альфабетным парадку. Якраз так, як па... Таму што, ну, ёсць такая міфалогія аб тым, што кожная літара у азбуке, у альфабеце, яна вымалёўвае каштоўнасці. Азм есть Бог, бука, веды, дабро, глагол. Ну, карацей, усе каштоўнасці, яны вось так у такім парадку, як яны ў альфабеце. І з тае прычыны там усе дзеясловы стаяць вось якраз у гэтым парадку. А астатнія, ну да, гэта шмат сімволікі важнай для Беларусі, і яны такія крыху містычныя, але гэта ўсё ж такі песня аб тым, што ўсё вяртаецца на колы свае, аб тым, што сусвет цыклічны. Толькі кожны раз, калі мы праходзім выпрабаванні, кожны раз ізноў мы робімся іншымі. Сусвет ужо не будзе такім, якім быў ён да вось гэтай навалы віруснай. Ён зменіцца. І вельмі хацелася, каб ён змяніўся ў лепшы бок. Ну, хай будзем спадзявацца. Кола грукатала. Як русалка карагод збірала. Знайшоў, можа не гукаў, можа не жадаў таго,
Знайшов, може, не чекав, може, не шукав того. Думки той, що як у мора глибіня, мари той, що як польот анёла вишиня, але не ляці високо, не кранай глибоко. Швейцара розповідала, як железо кров осінь шукала. Знайшов, може, не гукав, може, не жадав того. Знайшов, може, не чекав, може, не шукав того. Думки той, що як у мора глибіня, а мари той, що як польот анёла вишиня, але ти ляці високо і кранай глибоко. Ха! Дякую, дякую. Фольклорная песня, но не... Это уже песня фольклорная, але уже конца 19-го, початку, больш-менш сучасный фольклор. Это уже початок 20-го стагоддзя. Весельная такая песня, на веселях мужчыны спевали. Ну да, у мужчынскім варыянце. Там яны падчас гэтай песні і весяляцца, і нават і плачуць. Ну так гэта эмацыянальныя такія моманты, якія заўсёды разам з намі і у любое свята. Бо свята гэта ж не толькі весялосць там ці тыя салюты. Свята тое, што свято. Тое, што святое, тое, што вельмі важнае, тое, што застаецца ў памяці. І таму песня можа быць камусьці падасца сумнай, но насамрэч яна там мае такія вобразы, дзе і жарцікі прыхаваны таксама. Песня мае назву «Стаіць вярба». Я хачу яе выканаць яшчэ. Стоять верба около наце села, а на той вербе три кветочки. Под той вербой сестры лесу, а три тёки, три молодчики. Один каже,
А я Олесю люблю, я с Олесею по пиво пойду. Другие кажем, а я Алену люблю, я с Аленою у конопли пойду. Третье кажет, я Арену люблю, я с Ариною у церкву пойду. Стоять верба в конце село, на той вербе три кветочки. Щиро дякую. Я разом з вами долучаюся до всіх тих, хто хвяраваў хоць якую-небудзь капейчыну. Сімвалічна, няхай хоць сімвалічна, таму што гэта акт нашага яднання, і ён, безумоўна, надзвычайна важны. Бывайце здаровы, жывіце багата. Безумоўна, надзвычайна. Перадзе як мінімум 6 гадзінаў. А зараз пра тое, чаму трэба дапамагаць беларускім медыкам, мы пагаворым праз Zoom сувязь з адным з каардынатараў кампаніі Buy COVID-19 дапамога беларускім медыкам Андрэем Стрыжаком. Добрый дзень, Андрэй, вы нас чуеце? Так, вельмі добра чую, Зміцер. Адзінае, што я цябе бачу дрэнна. Ну, бачу цябе прыблізна за 5 хвілін до таго, як ты зараз кажаш. Так што, калі я так само не падвісаю, як ты, то давай размаўляць. Ну, я цябе бачу добра, і галоўнае, каб мы чулі адзін аднаго, а з відэатрансляцыяй ўжо як-небудзь змірымся з тым, што ёсць. Андрэй, на сённяшні дзень, вот мы зараз былі у нас у гасцях, у эфіры розныя валанцёры, каардынатары кампаніі Buy COVID-19 дапамога медыкам. Размова шла пра тое, колькі вашай кампаніі зроблена і куды чаго адпраўлена. Вось не далі, як учора ты даваў чарговую справаздачу. Можаш зараз людзям у эфіры адсправаздачыцца за зробленае? Ну, я могу сказать только то, что у нас было на этих слайдах, бо мы каждый день не робим таких справоздач. За 45 дней нашей працы мы собрали больше за $250 тысяч и купили на эти гроши больше за 250 тысяч одинок сродков обороны и аппаратуры, которые были поставлены в 165 поставок, которые пошли по всей краине. На моей сторонце, на сторонце в Фейсбуку Buy COVID-19 «Ком допомога медикам у Беларуси» можно поглядеть детальную
прафесійную справаздачу, колькі тысячаў розных рэчаў мы паставілі нашим медыкам. І гэта каласальная колькасць, і гэта каласальныя аб'ёмы, маштабы, і яны магчымыя толькі дзякуючы таму, што беларусы вельмі шырока далучыліся да гэтай кампаніі. Хтосьці грашыма, а хтосьці сваім працоўным часам, нервамі і кампетэнцыямі, якія проста шалёны ўзровень зараз маюць, і рознага кшталту задачы з зорачкамі, якія стаяць перад нашай кампаніяй, вырашаецца дзякуючы таму, што лепшыя профі, лепшыя валанцёры ў гэтай кампаніі працуюць. Вы распачалі, адкрылі дакладней такую форму у сябе на старонцы, праз якую лекары, там, кіраўнікі розных, галоўныя дактары розных медычных устаноў могуць пісаць, звяртацца і апісваць, паведамляць, чаго ім не хапае, каб вы дапамаглі. Ці шмат зваротаў было, таму што з аднаго боку я ведаю, што, скажем так, асцерагаюцца некаторыя дактары, скажем так, паказваць пра нейкія патрэбы, казаць, агучваць нейкія патрэбы. З другого боку, улады крычаць, што ў нас ж усяго хапае, усім забяспечаныя. Наколькі ўсё ж такі дактары звяртаюцца і пішуць? На дадзены момант мы працуем над мапай візуалізацыі, якая з'явіцца рэальна на пачатку наступнага тыдня. Можна будзе паглядзець у інтэрактыўным фармаце, патыкаць, скажем так, у кожны з раёнаў, паглядзець, хто і пра што звяртаецца да нас. На дадзены момант гэта больш за 1600 заявак, якія прыходзяць ад розных устаноў медычных, і гэта розныя людзі іх запаўняюць, пачынаючы ад медсёстраў і скончваючы кіраўнікамі медычных частак тых ці іншых шпіталёў. Гэтая мапа амаль што поўная па ўсёй краіне, што Віцебскі рэгіён вядзе сваю такую асабістую форму, таму не здзіўляйцеся, што на гэтай мапе, якая з'явіцца неўзабаве, будзе вельмі мала заявак ад Віцебска, заявак там каласальная колькасць, проста яны ідуць праз іншую валанцёрскую структуру, якая таксама з намі супрацоўнічае. Гэта першы момант. Другі момант, якім бы я хацеў таксама падзяліцца сёння зараз з слухачамі нашага онлайн-марафона Беларусь Live Aid, гэта тое, што мы запусцілі у тэставым рэжыме ўвесь гэты тыдзень працавала нашая гарачая лінія псіхалагічнай дапамогі для медыкаў. З панядзелка яна распачынае сваю паўнавартасную працу, і кожны медык Беларусі можа тэлефанаваць на кароткі нумар 7197 з вэлкома званок бясплатны і атрымаць псіхалагічную дапамогу ад нашай каманды валанцёраў, якую мы набралі і падрыхтавалі. Дарэчы, да, у нас у эфіры быў кіраўнік гэтага накірунку вашай дзейнасці, псіхолог з вельмі такім гучным прозвішчам, хто хоча пацікавіцца. Тым не менш, калі распачыналі, думалі, што можа быць медыкам патрэбна псіхалагічная дапамога, мы ўсё падрыхтуем, калі трэба будзе, то будуць звяртацца. Ці можна ўжо сёння казаць пра тое, што сапраўды медыкам, якія фактычна на першай лініі фронта змагання з каранавірусам знаходзяцца, дапамога гэта псіхалагічная патрэбна? Так, безумоўна, гэта псіхалагічная дапамога патрэбна, хаця б проста выгаварацца з калегамі, якія разумеюць, пра што ідзе гутарка. Гэта вельмі важна, бо часта чалавек, які выходзіць з аператыўнай, выходзіць з бруднай зоны шпіталя, ён трапляе ў гэты тылавы, спакойны мір, які не хоча глядзець на тое, што ёсць пагрозы. Людзі, у якім ходзяць на масавыя мерапрыемствы, не носяць маскі, адзін ад аднаго не дыстанцыююцца, ходзяць на парад, альбо там, не ведаю, едуць на шашлыкі вялікімі групамі, то у чалавека, канешне, ёсць псіхалагічны дысананс. Тут ён ратуе жыцця такім жа самым, якія не хацелі верыць у каранавірус, а тут ён трапляе ў свет, якім гэты каранавірус нібыта таксама не існуе. Але ён існуе, і нічога з гэтым не паробіш. І кожны ёсць пад гэтай пагрозай. Вось гэты псіхалагічны дысананс, ён вельмі праблематычны для лекараў. Я думаю, што наша псіхалагічная служба будзе мець шмат зваротаў, толькі ад панядзелка мы робім шырокі анонс, і я думаю, што гэта прыцягне ўвагу, прыцягне да нас станкі медыкаў.
Кажуць, што неабходныя вот такія ініцыятывы дабрачынныя, валанцёры, таму што калі здараецца нешта нечаканае, сур'ёзнае і з пагрозай да жыцця, ну, дзяржаўная машына пакуль зрэагуе, пакуль пачне працаваць, а дапамога патрэбна цяпер і зараз, то валанцёры робяць тое, што, ну, па ідэі павінна рабіць дзяржава, ну, але пакуль павярнулася. Час прайшоў. Ужо колькі тыдняў працуе ваша ініцыятыва. Можа быць, дзяржаўная машына ўжо нарэшце там раскруціла свае махавікі, і ўжо вам ваша праца не асабліва і патрэбна. Дзяржава ўжо нарэшце можа сама спраўляцца з тым, з чым і абавязана спраўляцца. Пакуль мы атрымліваем запыты на дапамогу, пакуль мы можам рэагаваць, пакуль у нас ёсць што выводзіць са склады, мы будзем працаваць. Таму што калі казаць пра дзяржаву, якая павінна нешта рабіць, я заўсёды праводжу паралель з сітуацыяй пажара. Ёсць спецыяльная пажарная служба, якая атрымлівае грошы, якая на заробках, і яна павінна тушыць пажар. Але калі у вас загарэлася хата, то вы не будзеце чакаць, пакуль нехта прыедзе і яе патушыць. Пачнеце нешта рабіць самі. Таму вось грамадзянская супольнасць паступіла таксама, як і чалавек, якога гарыць хата, якому трэба нешта затушыць, взяць ведро, паклікаць суседзяў і гэта рабіць. Безумоўна, тое, што мы робім зараз, гэта толькі падмацоўка таго, што павінна рабіць дзяржава. Мы вельмі спадзяемся, што вось сёння 46-й дзень працы нашай кампаніі. Мы папрацуем яшчэ прыблізна 2 тыдні, і ўжо можна будзе глядзець, што вось можна выдыхаць і паціху ўжо збіраць дакументы і канчатковую справаздачу. Асабіста я для сябе паставіў такую псіхалагічную марачку, што 23 чэрвеня на свой дзень народзінаў я здыму стужачку Байкавіт-19 са сваёй аватаркі ў Фейсбуку і зраблю канчатковую справаздачу. Але як будзе ў жыцці, паглядзім. Скажи мне, может быть, такое немного неприемное пытанне, тым не менш. Вот дзяржава любіць адпомсціць тым, хто ўзяў на сябе ініцыятыву і зрабіў тое, што павінна рабіць яна і за што потым павінны дзякаваць ёй, а не некім там валанцёрам. Ты не думаеш, што вот калі гэта ўсё закончыцца, вам гэта ўсё прыгадаюць яшчэ і адпомсціць? Ну, Зміцер, слухай, гэта ж наша нацыянальная традыцыя узнагарошваць непрычасных і караць невінных. Таму як бы мы ж жывем у гэтай краіне, ведаем, дзе мы жывем і гатовыя да такога сцэнара, але ж ну ўсё-такі спадзяемся на лепшае, бо чалавек рыхтуецца да горшага, спадзяецца да лепшага. Так што ўсе сцэнары, якія магчымыя ў нашай краіне, мы пралічылі і па магчымасці сябе перастрахавалі, дзе маглі. Канешне, ад усяго не перастрахуешся. Ад метэарыта і ад таго, што можа здарыцца ў Беларусі, страхоўкі няма, на жаль. Андрей, я ведаю, што ёсць такое сярод людзей меркаванне, што ўсе гэтыя гуманітарныя праекты, там зборы грошай, яны ўсе робяцца толькі для таго, каб тыя, хто распачаў гэтыя зборы грошай, самі маглі сабе там нейкі новы дом пабудаваць, ремонт зрабіць, машыну прыкупіць. Ну вот, сколько зарабіў на гэтым усім? Ну, мы ўжо размаўлялі пра гэта з Кацяй Марковскай, з Андрэем паказалі размер нашых заробкаў, і я, і Андрэй Ткачоў, і ўсе валанцёры, якія працуюць у гэтай кампаніі, зарабілі роўна 0 рублёў. І гэта наша пастаянная стаўка, і мы вырашылі зарабіць так, што ніхто ніякіх грошай у кампаніі не атрымлівае. Але асаблівасць гэтай кампаніі ў тым, што мы ці не ўпершыню пачалі дыскусію публічную пра тое, што валанцёры таксама патрабуюць падтрымкі. Яна не абавязкова павінна быць фінансавай. Бо як бы праца за грошы – гэта праца за грошы. Тут хутчэй ідзе мова пра тое, што, напрыклад, можна валанцёрам папоўніць рахунак мабільніка, валанцёрам можна прывезці топлівныя сертыфікаты. Нешта, што пакрывае выдаткі людзей, якія ўвесь свой час, шмат хто з нас зараз згубіў працу і ўвогуле працуе на поўную стаўку у валанцёрскай кампаніі Байкавіт-19, то можна падтрымаць такім чынам. Тым больш, ўсё роўна, як бы гэта падтрымка той самай дзейнасці, якой мы займаемся, бо гэтыя грошы на тэлефон, яны ўсё роўна ідуць на званкі. Гэтае топліва, якое па топлівных сертыфікатах, ўсё роўна ідзе на той, каб мы адвазілі гэтыя рэчы ў шпіталі. Так што, калі вярнуцца да твайго пытання, то зароблена 0 рублёў 0 копеек. Ну і адпаведна, як я ўжо сказаў, справаздача пра ўсё, куды пайшлі сабраныя грошы, каму адвезеныя, былі набытыя за гэтыя грошы неабходныя рэчы, яна ёсць. І зараз вось мы паказваем яшчэ раз, глядзіце унізе пад вот нашымі з Андрэем тварамі ўсе рэквізіты, куды можна пералічваць грошы. Але ты, Андрэй, вот проста скажы людзям, навошта яны, ну как бы ім трэба гэта зрабіць, нешта пералічыць, неяк падтрымаць.
Сёння як ніколі важна падтрымаць нашых медыкаў, бо чым больш медыкаў будзе абаронены, чым больш у іх будзе сродкаў абароны, тым больш шансаў, што наша сістэма аховы здароўя вытрывае гэту каранавірусную атаку. Чым больш медыкі будуць хварэць, тым менш шансаў вылікавацца тым, хто можа трапіць на гэтыя шпітальныя ложкі. І пытанне не толькі ў тых, хто каранавірусам хварэе, пытанне яшчэ і ў людзей, якія могуць трапіць туды з хваробамі сардэчна-судзеннай сістэмы, з інсультамі, інфарктамі, з нейкімі анкалагічнымі захворваннямі. Калі будзе шмат медыкаў у страю, калі яны будуць здаровыя, то і мы з вами будзем здаровыя. Кожны рубель, кожны даляр, кожны канадскі даляр, злоты, еўра, якія зараз прыходзяць на нашы рахункі, гэта маленькая цаглінка у той сцяне, якую мы зараз будуем, каб абараніць нашых медыкаў. І таму я вельмі ўдзячны ўсім нашым ахвярадаўцам, вельмі ўдзячны ўсім валанцёрам, музыкам, якія сёння прымаюць удзел у музычным марафоне Беларусь Live Aid, за тое, што мы разам з вами будуем гэтую нашу абарону і мацуем нашыя магчымасці ў барацьбе з каранавірусам. Дзякуй вялікі, Андрэй. Ну а я просто хацеў бы яшчэ дадаць, што сёння не той час, калі можна затрымліваць медыкаў, калі гэта не карупцыйнае нейкае там злачынства, а просто выказванне свайго меркавання нейкімі там сродкамі, якія не падабаюцца дзяржаве. Дзякуй вялікі, Андрэй Стрыжак, коаардынатар кампаніі Бай-Ковід-19 дапамога медыкам Беларусі. Мы працягваем, і зараз я запрашу да нас далучыцца да размовы Олега Хоменко, які толькі што скончыў свой выступ. Олег, так, мы, спадзяюся, памесцімся. Ну, зараз Стрыжака адключаць. Так, дзякуй вялікі. Олег, традыцыйнае пытанне... Ой, ён уже адключыўся, але перавітанне, я думаю, пабачыць, таму што глядзіць наш стрым. Олег, а вот зараз раскажы нам, навошта вырашана было, вот, нягледзячы на тое, што ты зараз у самаізаляцыі, выйсці з яе, прыйсці сюды і ўзяць удзел у гэтым марафоне? Важна акцыя. Акцыя гэта салідарнасць. Гэта перадусім салідарнасць таго, што мы не проста схаваліся ці заляваліся, а тым, што мы кожную хвіліначку памятаем, хто зараз у першых шэрагах барацьбы з навалай, і аб тым, што мы вельмі шануем іх подзвіг, што мы вельмі паважаем тое, што яны робяць, і гэта трэба рабіць. Гэта трэба рабіць, прычым гэта трэба рабіць усім публічным людзям. Параўноўвалі наша сённяшняе мерапрыемства з канцэртам, які ладзілі учора ў Палацы Рэспублікі, ці дзе ён там быў з нагоды Дня перамогі, які мы крытыкавалі таксама, ну і не толькі мы, шмат хто крытыкаваў, што не той час, калі ладзіць такія канцэрты з гледачамі і гэтак далей. І маўляў, чым вы вот адрозніваецеся, ладзячы таксама такое вось сваё мерапрыемства? Чым мы адрозніваемся? Гэта мерапрыемства ад учорашняга. Ну, яны шануюць загінулых, мы шануем тых, хто будзе жыць. Пэўна, і тое важна. Але важна таксама, што ўсё ж такі людзі ці самастойна прыйшлі, ці ўсё ж такі людзі прыйшлі са спадзяваннем на якія-небудзь там прэферэнцыі. І, канешне, і я, і моя сям'я ўчора, і пазаўчора, і 8-9 мы ўзгадывалі тых, хто загінуў, і сярод нашых родных, і сярод тых, хто загінуў часы той навалы. Але, канешне, тая навала нас навучыла, як правільна жыць сёння, як узгадваць, якія рэчы найбольш важныя. Дзе гераізм? Таму што нярэдка гераізм гэта адваротны бок якога-небудзь здрадніцтва, якога-небудзь злачынства. Калі б не было злачынства, то гераізм быў бы не патрэбны. І вось гэтыя моманты вельмі важна абмяркоўваць у святочныя дні. Я ведаю, што ты вельмі шмат ездзіў розныя такія вандроўкі па Беларусі, калі збіраў розныя фальклорныя песні, вывучаў беларусаў. Можна сказаць, што ў беларусах дзесьці на генетычным узроўні закладзеная такая здольнасць да самаарганізацыі і дапамогі адзін аднаму падчас складаных сітуацый? Ну, ёсць нават такое адметнае слово «талака». Яго цяжка перакласці на іншыя мовы. Бо талакой сабрацца і вырашыць нават якое-небудзь проста пытанне, якую бульбу пасеяць. Пасадзіць бульбу і тое талакой збіраліся, а ўжо
якую церкву будаваць, шлях які-небудзь аднавіць. Ну, якая-небудзь рэч недобрая здарылася ў вёсцы, вёска збіралася талакою і ўсё вырашала. Таму іншая справа, што, канешне, былі часы, калі ўсіх раз'ядналі, усе трошачкі баяліся гэтага рабіць. Ну, аднаўляць найлепшыя традыцыі, аднаўляць найлепшае, шанаваць найлепшае, што ёсць у беларусаў, это важна. Таму у традыцыі беларусаў дапамагаць адзін аднаму ў такіх складаных сітуацыях, якой зараз знаходзімся ўсе мы. І найперш медыкі, якія на пярэднім флангу, на пярэднім лініі змагання з этой пандэміяй каранавіруса. А медыкам трэба таксама дапамога. Вы можаце дапамагчы ім, пералічыўшы сродкі, па тых вось спасылачках, якія бачыце ўнізе пад нашай трансляцыяй. Дзякуй, Олег. Музыкі робяць, што могуць, каб спрычыніцца да гэтай акцыі сваёй творчасцю. Дзякуй. А мы працягваем наш марафон. Ангус. Друзья мои, еще раз напоминаю, что телефон, который указан внизу, это способ связи с нами, выход на прямой эфир. Вы отправляете свой плюсик, нам отправляют ваш номер, мы даем вам звонок, и вы уходите в эфир, задаете вопросы музыкантам, задаете вопросы людям, которые приходят к нам. Можете мне задавать вопросы, можете задавать ведущему Еврорадио Дмитрию Лукашуку. Это на начало каждого часа 15 минут мы ждем вас в прямой эфир. А сейчас мы переходим на концертную площадку. Нас ждет группа «Артефакт». Есть, говорят, есть. О, всем привет, мы в эфире, с вами группа «Артефакт». Рады, что мы можем поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Доброе дело делаем, причем, что нам всегда по кайфу выступать. Сегодня еще хотелось бы сделать одно объявление, немножко в сторону. Хочется, потому что мы закрыты границей, мы не можем увидеться. Хочу поздравить свою сестру с днем рождения, я надеюсь, она сейчас смотрит. Для нее звучит первая песня. Come on, rock your body. Come on, baby. Cha-cha. Well, this is the story about the different girl I know. And you can find the same girl all around the world. Say L-O-O-K. And you'll see that I can't explain what's her name. G-I-R-L. Little girl in fairy tale, and she the same. But one day, if I have been goodbye, words will mess in your head. Style, she will make you feel big. Goodbye. One day if I go, one day if I bet she's a little girl who tries to change the world. She must be great. When I got her, baby, she's a little girl, and she doesn't believe in the things she said and everything at all, just to give her, so you can play it out. This stupid girl just cannot depend on you. Beautiful face, so you will never find true. Altogether now, she will tell a lie, she will make you cry. She will tell a lie, she will make you cry. She will tell a lie, she will make you cry. She will tell a lie, she will make you cry. One day, if I have been goodbye, words will mess in your head. You style. She will make you feel big. When I got her, baby, she's a little girl, and she doesn't believe in the things she said.
everything you should say and acting it out. Just together, you can play now. Спасибо! С вами группа «Артефакт». Песня «Little Girl» называлась. Следующая песенка танцевальная, поэтому берите телефон, кто смотрит по телефону, в руки, танцуйте с нами под этот бит. Бит в самом правильном темпе. 99 ударов в минуту. Так и называется песня. 99. Поехали. Там еще надо подпевать. Сейчас вокруг жгак, это очень просто. Теперь вы. Слышу из телефона. Чё? One, two, three, four. One, two, three, fire! Спасибо. Переходим к серьезной музыке.
плечи супруги. Mama, you can join the party. Get ready for the rock show. Get ready for the rock show. Get ready, hear the rock show. Get ready now, yeah. Фири, соло, гитара. Get ready for the rock show. Get ready, hear the rock show. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready now. Спасибо! Сейчас много в интернете можно найти мемов, где врачей представляют в образе супергероев. Это правильно? Абсолютно. Это герой, который среди нас. И для них звучит эта песня, для всех, кто супер. Стоп, стоп, стоп. В разнос пошли уже, все, летит. Техника не выдерживает напора рок-н-ролльщиков. One, two, one. Mama time, mama get it first. Super ball and super first. My bottom's all the time to be a superhero. Like a silent but I've seen in the mirror. I'm a guy that get it first. I'm on the feet, on the pretty brush. No, I'm a time when I'm flying around this planet. Even try to run away, but I will get it. I'm a Superman. Be a Superman. I'm a Superman. I'm a Superman. Say, oh, 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 oh. Never stop, I will never give up. Get on my way, I'm super fast, super strong. I can leap from the train, and I can fly faster than a speeding bullet. My super vision can destroy the DNA comet. I'm on the top of the universe. It's super fun, it's super fun. I'm super hot and I could be your super lover. You'd be surprised when you will see what's on the cover. I'm a Superman. Be a Superman. I'm a Superman. I'm a Superman. Yeah. Oh, 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 oh. I'm a Superman. I'm a Superman. Yeah, I'm a Superman. I'm a Superman. Спасибо большое. Давайте поможем справиться
с этой неприятностью, которая случилась вместе. Переходите по всем ссылочкам. Донатьте, пожалуйста. Донатьте. Жертвуйте. Типа, модное слово. Денежку. Конечно, денежку. Просто. Не надо даже из дома выходить. Что делать? Написал, отправил. Сделал доброе дело. Немножко лирики. It's not for a story. Don't know how to go. Made a step in the wrong path. Lost my wonderland. Woke up on my bed tree. Realized what I'm looking for. Touched out with a comma. Brought me down to my knees. That's what truly happened. That is what love is. Oh, spinning in a circle of love. Never know who's gonna hurt. Never know what's coming up. Anyway, you cannot stop. Spinning in a circle of blood. Never know, but still got a home. Never know what's coming up. Stop. Back to the story. Let me talk about a girl. Told her not to worry. Wish I could feel the wrong thing I've done. She left me in the shadow. Now I'm in love with a girl. Step out of the circle. Whatever it's still but it's called. One thing I'm sure of. Story got to go on. Whoa, spinning in a circle of love. Never know who's gonna hurt. Never know what's coming up. Anyways, you can't stop. Spinning in a circle of love. Never know I've still got a home. Never know what's coming up. Anyways, one never stop. Whoa, spinning in a circle of love. Never know who's gonna hurt. Never know what's coming up. Anyways, you can't stop. Spinning in a circle of love. Never know, but still got a hope. Never know what's coming up. Anyways, one never stops. Never stops. Spinning in a circle of love. Вот такая немножко грустная история, но люди любят погрустить. Вот хлебом не корми, дай погрустить. Мы не очень любим, поэтому у нас большая часть репертуара позитивная. Хотя некоторые говорят, что это проблема. Вот слишком веселая музыка, так нельзя. Что? Новиночка. Песня про то, что нужно оставаться собой в любой ситуации, как бы сложно ни было. It's hard to do anyway, begging you, even pray. Stay yourself anyway, stay yourself anyway. It's hard to do anyway, begging you, even pray. Stay yourself anyway, stay yourself anyway. It's hard to do anyway, begging you, even pray. Stay yourself anyway, stay yourself anyway. You can't have to be who you are, not a beaters. Some monsters, women by love, and the miners. Again and again and again, that you want to keep it in your step. You're playing the game, the ball to the goal, that you cannot understand. It's hard to do, anyway. I'm begging you, even pray. Stay yourself anyway. Stay yourself anyway. It's hard to do, anyway. I'm begging you.
still. It's hard to, and again and again and again. They all want to keep it in your stand. You play the game and you're born to the bone, but you can't have time to stand. It's hard to do, but anyway, begging you, even pray. Stay yourself anyway. Stay yourself anyway. It's hard to do, but anyway, begging you, even pray. Stay yourself anyway. Stay yourself anyway. It's hard to do, but anyway, I'm begging you, even pray. Stay yourself anyway. Stay yourself anyway. It's hard to do, but anyway, I'm begging you, even pray. Stay yourself anyway. Stay yourself. Следующая песня называется «History». Just a little child, all that I wanna break free, never get higher. Better than space, far number one on the sun. Look into my eyes, what do you see? Just another aching heart, the one I play, same old part. He's another aching heart, the one I play, same old part. We can go back to the past, looking at the tailor and the past. Just give it up and do the best, do the best. We can go back to the past, leave it all history. History will last. Day after day, time after time, just staying alive. Would you prefer stay in the dark? I gotta close your eye. Would you prefer stay in the dark? I gonna close your eye. Would you prefer stay in the dark? Is it not an aching high? Wanna play the same old part? Just another aching high. Wanna play the same old part? We can go back to the past, looking at the tailor at the back. Keep it up and do the best, do the best. We can go back to the past, leave it all history. History will last. History
Спасибо, история пишем мы, и она продолжается, и от нас зависит, какая она будет. She used to be a good girl, used to smile and laugh, never left her lonely, never left her sad. Wherever she's going, always had a friend. Whatever she's asking for, gets on the plate. Without a everywhere I look, I can see her eyes. The world's getting cold, lost our paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world is getting cold, we lost our paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world is getting cold, we lost our paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world is getting cold, we lost our paradise. We used to be happy, used to be in love. We played like a children, and the world was not enough. We crossed all the lines that should not be crossed. Play with the fire, and everything got burned. We found a paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world's getting cold, we lost our paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world is getting cold, we lost our paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world is getting cold, we lost our paradise. Everywhere I look, I can see her eyes. The world is getting cold, we lost our paradise. Paradise. Lost our paradise. Lost our paradise. Спасибо. You like it. Happens every day when you walk, when you breathe this way. You can run, you can hide, but you can't deny that you like it. Baby, you're a big problem child in right or life. I'm a big problem child, and the world is mine. Like it. It's happening every day when you breathe, when you walk away. You can ride, but you can't.
the world is mine. Во имя рок-н-ролла! Эй! And the world is mine. У нас тут жарко, у нас тут классно. Надеюсь, у вас тоже. Надеюсь, вы в добром здравии. Чувствуете себя хорошо и готовы помогать тем, кому это нужно. А сейчас это нужно именно этим людям в белых халатах. Врачам. Эта песня прощальная. Мы уступим сцену совсем скоро следующей команде. С удовольствием превратимся в зрителей. All alone, left me all alone. What the hell is going on? Don't know where's my home. Far away, my baby's far away. Makes me crying all the time, but I can't let her stay. Say goodbye, goodbye, baby. Now you can fly, baby. Think I will find a way to leave without you. Goodbye, goodbye, baby. Maybe next time, maybe I'll make you stay. Far away, my baby's far away. Makes me crying all the time, but I can't let her stay. All alone, she left me all alone. What the hell is going on? I don't know where's my home. Say goodbye, goodbye, baby. Now you can fly, baby. Think I will find a way to leave without you. Goodbye, goodbye, baby. Maybe next time, maybe I'll make you stay.
Спасибо большое. С вами была группа «Артефакт». Очень надеемся скоро увидеться вживую, по-настоящему с вами пообщаться, оторваться. Ждем. Пожалуйста, заходите по ссылке, оставляйте донейты. Все как положено. Все, пока. Скончила свой выступ група «Артефакт», а наш марафон, музычны дабрачынны марафон «Беларусь Life Aid COVID-19» працягваецца, і мы працягваем такім вось чынам заклікаць вас пералічваць грошы на дапамогу беларускім медыкам. Ведаеце, я вот вельмі часта апошнім часам бачу, як па вуліцах Мінска, да і не толькі Мінска, вельмі часцей, чым звычайна, лётаюць туды-сюды машыны хуткай дапамогі. Гэта медыкі імкнуцца нам на дапамогу, але і самім медыкам таксама трэба дапамога, патрэбныя розныя рэспіратары, костюмы обороны, оборончыя сродкі. Потому что, на жаль, так склалася ситуация, не ўсяго хапае, не паўсюль могуць усё давесці. Таму і ладзім мы вось з ініцыятывы бара «Полугар» пры дапамозе Еўрарадыё і Медыакьюб такую акцыю, каб сабраць грошы, вам даць магчымасць паслухаць ваши любімыя гурты, і не плаціце за квіткі, але такім чынам, пералічыўшы пэўныя грошы, вы далучаецеся да кампаніі па падтрымцы беларускіх медыкаў. Ангус, вот якія адчуванні? Ты арганізатар, фактычна, можна сказаць, рухавік усяго гэта мерапрыемства, і палова нашага марафону ўжо прайшло. Якія адчуванні? Честно говоря, опыт проведения такого мероприятия у меня впервые, то есть онлайном я никогда не занимался, и когда за это брался, вообще не знал, во что я ввязываюсь на самом деле, и очень сильные волнения были до сегодняшнего дня, и была задержка с эфиром и так далее, то есть, мандраж был, но вот сейчас, когда уже все пошло, в принципе, как по маслу, конвейер налажен, и музыканты вовремя приходят, вовремя выходят на сцену, люди приходят к нам в гости, то есть процесс пошел, как говорится, уже немного у меня отлегло от сердца, все в порядке, я перестал волноваться, вот, и единственное, теперь нам добиться большей активности от населения, потому что видно, что идет активность небольшая, не то что небольшая, уже все больше и больше, уже на 3 часа Вострижак написал, что было около 1500 рублей было собрано. Вот. И мы надеемся, что к вечеру народ подтянется со своих огородов, там, я не знаю, где они сейчас находятся, на даче кто-то поехал, кто-то в лес поехал и так далее. К вечеру уже людей будет побольше, и мы надеемся, что активность будет повыше. Ребята, не забывайте, что вы, поддерживая врачей, вы поддерживаете сами себя. То есть вы сами себя обезопасиваете от того, что вдруг, не дай бог, кто-то из вас заболеет и попадет в больницу. Вот у меня несколько человек знакомых лежат с различными заболеваниями и так далее, но кроме ковида есть еще другие заболевания, и люди попадают с разными, с переломами, там, я не знаю, сердечными приступами и так далее. Это тоже все наши врачи. Поэтому нужно немножко поактивнее себя вести и участвовать и поддерживать вот по этим ссылкам, которые вы сейчас видите, да, переходить по ссылке и нажимать на кнопки, которые вам удобны, через которые вы можете помочь организации Buy COVID-19 какими-то средствами для того, чтобы были закуплены в достаточном количестве средства защиты.
Ну вось у нас у гасцях ужо былі прадстаўнікі кампаніі «Байковід-19» дапамога медыкам Беларусі. Той жа самы каардынатар кампаніі Андрэй Стрыжак расказваў, што за апошні месяц, ну можа крыху больш, было сабрана $250 000, і ўсе да капейкі гэтыя грошы пайшлі менавіта на патрэбы беларускіх медыкаў, каб іх забяспечыць усім неабходным. Мне вот, Ангус, яшчэ цікавы такі момант. Мы зараз заклікаем людзей, каб яны не шкадавалі на такую добрую справу грошай. А вот мне просто цікава, ты калі пачаў ужо прадумваць, хто будзе браць удзел у гэтым марафоне і камусьці тэлефанаваў, былі такія людзі, музыкі, якія казалі: ну, заплаціце нам грошы, тады мы ў такім дабрачынным мерапрыемстве паўдзельнічаем. Ну, нет, таких ответов у нас не было. Единственное, что несколько коллективов отказались по разным абсолютно причинам. Кто-то сказал, мы просто не хотим, кто-то был в отъезде, кто-то вообще находится там в другом, ну, там, городе где-то далеко, и им тяжело ехать, и они там заняты и так далее. То есть такие финансовой составляющей не было в отказах. Именно только потому, что было неудобно, то есть не было времени, потому что все это было сделано спонтанно, буквально за, ты сам знаешь, за 1,5 недели. Времени было крайне мало на самом деле, и теперь я уже знаю, что это нужно будет готовить, если мы что-то будем делать подобное, то это нужно готовить как минимум за месяц, а то и больше даже, может быть даже 1,5 месяца, потому что даже в том случае, если группы, вот как сейчас происходит, находятся в самоизоляции, некоторые музыканты, то все равно им какие-то планы нужно строить и выбирать какое-то время для того, чтобы своевременно прийти. Но, к счастью, вот довольно организованно музыканты приехали на саундчек в пятницу, все прошло довольно гладко, с небольшими, конечно, задержками, но это всегда так происходит. Не бывает никогда ни саундчеков, ни концертов не бывает практически гладких, всегда какие-то задержки, накладки и так далее. Но у нас было все минимально, что касается артистов. Вот. И сейчас, как я уже говорил, вот примерно со 2-й или с 3-й группы уже на нас приходят артисты регулярно и вовремя, и мы, в общем, пошли по накатанной. А вот цікавы момант. Все ж таки, это была твоя ідэя, і ты да яе прыйшоў да вот, уладальніка гэтага клуба, гэтай установы, ці ўсё ж таки установы, там, де уладальнік сказаў, вот, Ангус, прыдумай што-нибудь, вот, каб вот, медыкам трэба дапамагчы. Ці было такое, вот ты прыходзіш і говориш: шеф, ёсць такая ідэя, і шеф так: ой, гэта дорага ў стане, можаце, варта нам этим займацца. Нет, было как раз таки, мы сидели на диване, я говорю, давай замутим вот такой вот прямой эфир, сделаем марафон, концерт онлайн, поддержку сбора средств. Он спросил сразу, кто будет собирать, я ему сказал, что есть организация, которая этим занимается, и мы через нее сможем, люди смогут переводить какие-то средства, и там есть отчетность и так далее. Он сказал, окей, давай, делай. Ну, мы все ведаем, что, скажем, координаторы кампании «Байковід-19» дапамога медыкам Беларусі, гэта такія вядомыя людзі, грамадскія актывісты, як Андрэй Стрыжак, Антон Матолька, Андрэй Ткачоў, людзі вядомыя. І арганізацыя ўжо как бы сябе зарэкамендавала. Тым не менш, вот вы, як ініцыятары такога мерапрыемства, будете потым кантраляваць, бо грошы ідуць там на іх розныя разліковыя рахункі, там, куды патрацілі, на што пайшлі грошы? Ну, хотелось бы, конечно, какую-то отчетность минимальную увидеть, то есть если это в свободном доступе, мы бы с удовольствием посмотрели активность, статистику по активности людей, например, сегодня в прямом эфире, или это кто-то будет смотреть завтра в записи и так далее в течение недели. Нам это интересно, потому что мы все-таки хотим знать, зря мы это делаем или... Ну, я знаю, что не зря, 100%, но насколько все-таки граждане у нас сознательные, и насколько они идут на то, чтобы помогать, и насколько они понимают, что они... Как я уже сказал, помогая врачам, помогают сами себе. Вот. Но такого, чтобы мы там затребовали какие-то данные или какую-то информацию, такого, конечно, нету. Ну, дякую вялікі. І я думаю, што для у працяг мы запросім
нашага гостя, лідера гурта «Артефакт». Данила, калі ласка, давайте до нас. Ангус ретировался. Я думал, ты проведешь интервью. Мы с ним обо всем уже поговорили. Да, вы ему все рассказали. Расскажите зараз нашим глядачам, чему все ж таки «Артефакт» вырашили долучиться до этой компании? Ну, все просто. Во-первых, мы любим свое дело, мы любим играть. Мы, естественно, засиделись немножко без выступлений. Честно, месяц прошел впустую для нас в этом плане, но у нас накопились как бы и песни новые, наши авторские, которые тоже всегда приятно представить людям, поделиться, и все это идет под замечательной эгидой, поэтому как-то грех было не использовать. Але все ж таки аргументация для удзелу, якая была самая галоўная. Я ведаю, что некоторые там кажут, что вот у мяне знаёмы захварэў, я ведаю, як ім медыкі гэтым знаёмым дапамагалі, вылечылі там ці лечаць зараз, і мы ведаем, что у медыкаў ёсць патрэба, і таму трэба дапамагчы. Ці вы просто ведаеце, якая тут ситуация, обстановка, і такая вырашылі праявіць сваю грамадзянскую актыўнасць? Вроде бы все живы-здоровы, ну хотя вот очень рады, что недавно наш боевой товарищ, старший товарищ Андрей Козловский вылечился от коронавируса, и скоро надеемся увидеться с ним на площадках, снова с его звенящей гитарой и бодрым духом всегда. Бачыце, мы нават маем тут гісторыю поспеха, як это называецца. Чалавек, музыкант, вылікаваўся ад каранавіруса, вылікаваўся найперш дзякуючы таму, што яго вылікавалі наши беларускія медыкі. І нашим беларускім медыкам патрэбная дапамога таксама. І мы зараз робім усё. Ну, им трэба не грошики, им трэба, да, для того, каб показывать вам дапамогу, им трэба все, каб яны самі былі абаронены і гэтак далей. Для этого мы збіраем гэтыя грошы. Дабрачынная акция «Беларусь Live Aid» мы працягваем. И, Данила, вот вы сказали про то, что паспелі за гэты час написать некалькі песень. Безумоўна, живые концерты, живые зносіны з публікай, гэта вельмі важна. Але ці не скарыстацца таким момантам, каб зараз, вот, может быть, не доходили руки, не было часу там сесть, записать новый альбом, там, ці придумать новые песни, аранжировки новые. А зараз, ну, вот час есть, вот раз мы и за гэты час скончится пандемия, а «Артефакт» выходит, и там двойный альбом выйдет. Да, на самом деле все стараемся использовать максимально с пользой. Как известно, в такие кризисные времена кризис, иероглиф кризис, он сам имеет два значения. Одно значение кризис, второе возможность. То есть это как инь и янь, они всегда, эта медаль имеет вторую сторону. Человек еще в иероглифах разбирается. Ну да, я не был в Китае в этом году, все в порядке, но такую информацию знаю. В общем, очень надеемся, что мы не зря здесь были, что вы проявите свое участие тоже в этой кампании замечательной, и очень надеемся скоро увидеться с вами в клубах, на концертных площадках. Вот. А пока что в интернете. Так, ну и по традиции, Ангус, где ты пропал? Ён повинен назвать нам наступного гостя. Так, ну, значится, Данила. Конечно. Камеру и так. Итак, с пафосом. Замечательная команда с безупречным грувом и мощным напором. Tomorrow Too Late на сцене продолжает наш марафон.
На 9. Да. Нет. Чек, чек. Ну, у меня одна барахлит, походу, да? Мне только один. Я не считал. 9. Чё? Не, да дай мне просто один блок, я думаю, что он поможет мне. Ну что, мы начинаем, да? Сейчас. По команде? Может, мы пока сейчас быстро кусочек что-нибудь сыграем, чтобы проверим баланс? Уже все? Ну что, мы начинаем, да? Окей. Привет, мы Tomorrow Too Late, я Джим Вин, и мы начинаем наше выступление. Спасибо. Интересно, сколько нас людей там смотрит, слушает. Generation, they always
nature. We're moving forward to survive. Ooh, 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 ooh. Is the life is what we want? Ooh, 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 ooh. Is the life is what we want? The sun is rising. It is time we go to sleep. Are we vampires? We don't need a blood, only energy. Ooh, 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 ooh. Is the life is what we want? Ooh, 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 ooh. Is the life is what we want? Ooh, 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 ooh. Is the life is what we want? Ooh, 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 ooh. Is the life is what we want? Следующая песня называется Levitation. Она из нашего нового альбома, который выйдет в этом месяце. 20 мая у нас онлайн. Ну, в смысле, презентация. Презентация в том смысле, что альбом выходит на всех площадках. Да, а презентация вот она должна была быть, но пока что она отменяется, но мы ее обязательно сделаем.
dream about again. When the world to love is say on the ground and fly away with you. When the world to love is say on the ground and fly away with you. I can turn the day into night. I can turn the dark into light. Yes, into light. I can levitate up to the sky. Make me feel that I can fly. Yes, I can fly. Я прям чувствую, ребята, ваш жар через камеры. Очень жаркая публика. Следующая песня называется «Insane». Прям как текущие нынешние времена, такие же сумасшедшие, как и текст следующей песни. I feel insane, I lost count of days. Seems I can't stop feeling pain. Demons keep on eating me. When I find the light, my eyes will ignite. I'm kinda with this fight, and demons vanish in the night. Seems I broke my wings. I need to fly again. How to fix it? It seems I
rain, I lost count of days. Seems I can't stop feeling pain. Demons keep on eating me. What I find to lie, my eyes will ignite. Gonna win this fight, and demons vanishing. Na 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 na, 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 Спасибо. Следующая песня Moth, мотылек, про самое создание, которое живет одним днем, наслаждается им. Окей, мы готовы? Сорян, давай.
shadows on the wall. Gone outside, dancing. Call my name, light a flame. Help me to not lose the game. Call my name. Dial attention to make my heart beat faster. I need your help to escape like another disaster. Call my name, light the flame. Help me to not lose the game. Call my name once again. Call my name, light the flame. Help me to not lose the game. Call my name. Call my name, light the flame. Help me to not lose the game. Call my name once again. Call my name, light the flame. Help me to not lose the game. Call my name once again. Следующая песня называется «Фильтр». Фильтр. Давайте профильтруем эту гребаную болезнь. Everything that she used to tell me, everything that she always want me to do. I'm going to filter, I'm going to filter right now. Everything that she used to teach me, everything that she always want me to know. I'm going to filter, I'm going to filter right now. Yeah, it's like I'm in a groove. You know what to do, whatever you do. It's like I'm in a groove. You know what to do, whatever you do. Everything that she used to show me, everything that she always want me to see. You're at the filter, you're at the filter right now. Everything that she used to show me, everything that she always want me to see. Go at the filter, go at the filter right now. It's like I'm in a groove. You know what to do, whatever you do. It's like I'm in a groove. You know what to do, whatever you do.
whatever you do. It's like having a flu. You know what to do, whatever you. It's like having a flu. You know what to do, whatever you do. It's like having a flu. You know what to do, whatever you do. Ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. Последняя песня у нас сегодня называется Paradise. Я надеюсь, это то место, где все мы когда-нибудь окажемся, но надеюсь, очень-очень не скоро. Спасибо всем, кто нас смотрит. Always wanted to escape, always looking for some more, searching for a better place, somewhere where I'll be alone. Breathing smoke through a mirror place, forgetting where I belong. Always cry for someone else, always crawling forward, searching for a better place, somewhere where I belong. Took a life, listen to the snake, living for nothing but a fantasy. I shook the cash, running all that chains, by the pool, something I never seen. Now every time I close my eyes, I'm so blind, so tight to paradise. Always lifting out of space, always drifting all alone, living in a dreamscape. Sour that I know, freedom rushes to that place, despite our trust and cool. Always scattered on my way, but it always had its stones. Life is like a sudden rain, inside I'll be edible. Took it back, listen to the same, living for nothing but a fantasy. I shook the cash, running all that shines, but the pool, something I never seen. Now every time I close my eyes, I'm so blind, so tight to paradise.
Спасибо. І мы працягваем наш музычны марафон. Ужо людзі троху стаміліся. Я маю на ўвазе вось нас з Ангусам найперш, таму што тут ужо ад 12 гадзіны, да, но тым не менш мы працягваем не толькі музычны марафон, працягваем размовы з нашымі гасцямі і працягваем вас заклікаць не толькі слухаць добрую музыку, але і глядзець на спасылачкі, на тыя рэквізіты, якія указаны унізе пад нашими трансляцыямі, каб дапамагчы пералічыць пэўныя сродкі на дапамогу беларускім лекарам. Ізноўку да нас далучаецца Надя Лютчык, прадстаўнік ініцыятывы «Buy COVID-19. Дапамога лекарам Беларусі». Ізноўку прывітанне. Надя, вось вы сёння былі о 12 гадзіне, ну мы только на пачатку, да, на самом пачатку нашага эфира, і зараз напрыканцы, вот цягам дня, что вы поспели зрабіць? Ой, слушайте, сегодня очень много дел. Я сегодня провела половину дня на складе, где мы распределяли примерно тонну спанбонда, потом, значит, пытались навести порядок с документами, потом я писала всякие инструкции коллегам в психологическую помощь. В общем, много дел. Вот люди далекие от медицины, ну, скажем, вот такие звычайные дачники, як мы с Ангусом. Калі слово спанбонд, это вот, ну, градки накрыть. Да. А у медицине для чего он выкористовывается? И спанбондом можно пошить, во-первых, маски, во-вторых, нарукавники, бахилы, костюмы защитные, комбинезоны, халаты. Ну, в общем, много-много всего. Шапочки. Из разной плотности спанбонд, у него есть разная плотность. Ну, знаете, одним слоем вы накрываете или двумя слоями накрываете. Здесь то же самое. Условно, из одного слоя шапочка, а из двух слоев уже бахилы. Поэтому разно, в зависимости от плотности, из спанбонда можно пошить всякое. Вот я сегодня распределяла, что из какого спанбонда, куда поедет, в какой регион. Вот. Ну и в каком регионе самая напруженная ситуация со спанбондом? Везде одинаково напряженная ситуация со спанбондом. Вопрос в том, что, например, гомельские, брестские, витебские мастерицы самые мастерицы, поэтому выгоднее туда отправить большую часть и потом у них чуть-чуть забирать, если нужно, для других регионов.
Вы адпраўляеце туды, там гэтыя майстрыцы нешта з гэтага там робяць, шыюць, потом ізноўку дасылаюць вам, і вы ўжо ізноўку ці яны там у сябе размяркоўваюць? Не совсем. Понятно, что большая часть остается в регионе и распределяется по региональным городам, но какая-то часть, если, например, региону столько не нужно, конечно же, идет дальше. Например, из Витебска в Могилев, или из Гомеля в Брест, или из Бреста в Гродно. Ну, понимаете. Не обязательно в Минск обратно отсылать. Такое адчуванне, Ангут, што ты хочаш задаць пытанне. Да, мне интересно, есть ли информация уже на этот час, какая активность у нас по нашему стриму? Есть какая-то информация? Была какая-то информация примерно часа полтора-два назад. Что-то капает на наши иностранные, ну, типа от диаспоры. О поступлении по белорусским счетам это лучше мы расскажем еще через час. Ну да, сапраўды нашу трансляцыю глядзяць не толькі ў Беларусі, але і за межамі, далучаюцца актыўна беларуская дыаспара, таму што ведаюць, што дапамога беларускім медыкам неабходная, а вот гэтыя людзі, это тыя, якія гэтую дапамогу зараз і аказваюць. Скажите, вот откуль берутся силы для того, как вот, ну, выходный день, такое доброе надворье, здаецца, поехали на шашлыки, градки под спанбондом накрыть, каб бурачки добрые там. Если есть дача, если дачи нету, то едешь на склад и распределяешь спанбонд. Вот вы зараз договоритесь до того, что вот вам просто нема чем заняться, тому вы занялись волонтерством. Но на самом деле лично мне очень тяжело сидеть без дела. Я человек очень деятельный, и я когда приехала из своего Киева сюда к маме, я, конечно, случайно попала во всю эту движуху по причине того, что мне было скучно. Я это сказала утром и повторю сейчас. Женщина я деятельная, и волонтерство как нельзя лучше помогает реализовать всю вот эту неуемную энергию. А так бы мама страдала, понимаете? Я бы ей уже полдома разобрала и пересобрала обратно. Причем за столище пришли запцатки, непотребные. Ці шмат таких людей, як вы? Вот тыя волонтеры, про якіх вы казалі нам раніцай, што каля 3000 па ўсёй Беларусі, яны вот усе такія вот, якім вот просто не сядзіцца на месцы, і таму вот яны займаюцца гэтай справай, ці вот якія прычыны рухаюць людзьмі? Ну, на мой взгляд, в волонтерство идут люди с активной гражданской позицией и, в принципе, с активной жизненной позицией. То есть это те, кому на месте не сидится и которые хотят быть максимально полезными и для людей вокруг, и для общества в целом. Поэтому, да, нас таких много. Ну, я так думаю, что у такой ситуации, ну, у любым выпадку, чым больш актыўных людзей, яно тым лепш. Не будем чакаць, пакуль прыйдзе нейкія там тэхнікі, лямпачку ў пад'ездзе нам памяняе, зробім гэта самі. Але вот у такой сітуацыі актыўнасць людзей, безумоўна, вельмі важная, таму што не будзем мы актыўныя, ну, будуць чакаць медыкі дапамогі, яна, можа быць, і прыйдзе, але калі, але вот людзі гэта зробяць хутчэй. У вас вот увогуле колькі часу праходзіць, ёсць нейкая заяўка, нам вот трэба гэта, колькі вам трэба на раскачку, на здабыццё, на дастаўку, якая лагістыка? Ну, всегда по-разному, но мы стараемся, скажем так, стратегически оценивать ситуацию. Если мы понимаем, что это регион, скажем так, с хорошими главврачами, либо с хорошими, ну, скажем так, у них есть возможность у Минздрава что-то попросить, мы там чуть меньше вмешиваемся, мы просто там, например, даем возможность там тому же Минздраву, говорим, что типа, ребята, вот давайте вы туда как-то отправите, они такие, да, класс, отправим. А там, где, к сожалению, мы понимаем, что помощь дойдет не совсем быстро, там мы стараемся уже сами оперативно реагировать. Обычно от момента поступления заявки до ее реализации проходит в зависимости от разных обстоятельств, от нескольких часов, скажем так, до нескольких дней, может быть, ну, неделя максимум, если там чего-то конкретного нету. Вот. Ну, из серии там попросила больница, например,
2000 пар бахил, а мы им 2000 не можем на завтра привезти 200. Если они согласны, значит мы привозим. А бывает так, что говорят, нет, мы подождем. И мы тогда говорим, хорошо, привезем через неделю 500. И они тогда соглашаются, потому что 500 лучше, чем 200, и лучше, чем ничего. Вот, поэтому, по-разному, очень бывает по-разному. Вот вы уже казали про тое, што людзі актыўна далучаюцца, хтосьці ідзе ў валанцёры, хтосьці шые маскі, хтосьці адвозіць, хтосьці дапамагае грашыма. Нагадваю, вось там вот унізе пад нашымі вот торсамі ёсць усе спасылачкі, па якіх можна зайсці і пералічыць грошы, але тым не менш вот таких актыўных людзей вот шмат. Вы можете параўноўваць, вот вы кажаце, я прыехала з Кіева, там же вот кажуць, што грамадзянская супольнасць вельмі такая актыўная. Вот наша грамадзянская супольнасць, яна актыўная, і ввогуле яна ёсць ці няма ў нас? Есть, конечно, и она активная. Сейчас это как в анекдоте, да, у меня был план, и я ему следовала. У нас, конечно же, есть гражданское общество, и оно активное, потому что если бы было, наоборот, не было бы всей этой движухи. Оно иначе не может быть, мне кажется. Но все равно вся вот эта история с ковидом, она супер уникальна, на мой взгляд, для Беларуси, потому что я за все свои многие годы жизни здесь никогда еще не видела, чтобы люди так взяли и объединились и безропотно вообще вокруг одной идеи что-то постоянно делали. А у вас ёсць какая-нибудь, я не ведаю, там, вот что это за человек? То есть вот вы приходит до вас человек, а вы проверяете его, а раптом он какой-нибудь неблагонадейный, ці там абсолютно без розницы, кто это, там, студент, какой-нибудь там с тракторного завода, ці журналист пришел, ці чиновник какой-нибудь пришел после работы, как сесть и маски шить. Я не знаю, видите, я же в кино работаю, и поэтому я всегда работаю с людьми. У меня, наверное, радар на плохих людей хорошо настроен. Пока что я ни разу не ошиблась, и так как я за последний месяц большое количество людей привела в компанию, так получилось, что я их интервьюировала при первой, скажем так, итерации, и потом мы финально уже решали, что да, этот человек будет работать с нами. Пока что все очень ровненько. Наверное, это просто чуйка внутренняя. Ну вот вы с одного боку кажете, что я просто таки человек активный, не могу сидеть на месте, вот поэтому я взяла и занялась этой справой, потому что вот, аккуратно на и трэба. Але вот в глубине души где-то есть такие сподевания, что коли это все закончится, мы это все переможем, мне вот, Наде Людчик, поставить бюст какой-нибудь там в сквере, мне в этом самом, у парку где-нибудь на ускрайку Минску, грамоту хоть гоноровую, коли дадуть. Не трэба вам такого? Не надо, я отлично себя. Мне наоборот, мне главное, чтобы не пришли, понимаете? Да, мне славы не нужно, если честно. Я здесь только потому, что Стрижак попросил. Слушайте, Стрижак — это некий небеспечный человек. Зводить людей со шляху. И Ткачев. Ткачев — это ввогуле страшный человек. Вот глядели, это самое, как-то фильм называется «Война престолов», да? Да. Вот Ткачев — это ж вот один из главных героев там. Нет, да. Да. Памятаете, некий там вождь племен неких там этих кочевников? Да, Джеймсон Момоа зовут этого вождя, или Андрей Ткачев по-белорусски. Я соглашусь. Вот только такие люди, вот как Надя, как Ткачев, как той же самый небеспечный для женщин Стрижак. Не только... Тихо, не выдавайте все его таямницы. Мы, конечно, веселимся, потому что, может быть, у меня работа такая, а вот Надя, она крыху... У меня истерическая да, уже. Яна на нервах, але справа-то сур'ёзная. Я нагадаю, что паводле афіцыйнай информации Министерства аховы здоровья на сёння 23 тысячи человек захворели, 131 человек от коронавируса помер, 6,5 тысяч человек
былі выратаваныя і вылікаваліся, але іх вылечылі нашы беларускія медыкі, тыя медыкі, якім неабходна таксама дапамога. Каб яны больш паспяхова нас лекавалі, ім трэба дапамагчы. І вось каб ім дапамагчы, можна пералічыць грошы. Спрычыніцеся, не будьце абыякавымі людзьмі. Музыканты стараюцца для вас, выконваюць свае лепшыя песні, прыходзяць вось і працуюць, выконваюць, не гледзячы на добрае надвор'е і выходны дзень, волонтеры кампаній. Потому что дачи нет. Тихо, не говорите так. Волонтеры компании Buy COVID-19, допомога медикам Беларусі. Мы хотели запросить яшчэ до нас у гості. Так, Надя хутенька, карыстаючыся момантам, уцякае. Так. Добрый день. І вось музыкі, якія толькі што скончылі свой выступ, радавалі вас сваімі кампазіцыямі. Давай трошку сюды бліжэй. Традыцыйнае пытанне. Я ведаю, хто вас сюды паклікаў, але што вас сюды паклікала? Чаму сюды прыйшлі? На этот вопрос ответит Серега. Серега? Спасибо. Ну, смотрите, музыка сегодня всех людей, которые сидят дома, объединяет. Мы стараемся этих людей объединять, несмотря на то, что собрать людей, как это обычно бывает в зал, сейчас нет такой возможности. Плюс вся эта ситуация с пандемией, вся эта ситуация с вирусом сейчас очень, скажем так, тяжелое время для всех нас, в принципе, музыкантов в том числе. Ну, единственное, что хочу сказать в целом, что это хороший повод задуматься. Вот сейчас вот все в изоляциях, кроме нас тут всех с вами, задуматься и покопаться в самом себе, насколько родные нам сейчас люди, близкие и прочее. Вот. И в целом, что, скажем так, врачи сейчас находятся такой на передовой, можно сказать, с самой природой. Они воюют с ней. Это можно так назвать. Поэтому им большое уважение. Ну, может быть, не с природой, коли улічыць, коли верыць, что коронавирус это такая штучная створенная субстанция, не природой народженная, то тут не с природой воюют. Ну, в любом случае, на текущий момент, если бы кто-то, скажем, или мы уже на эту тему начали говорить, знали, что это не сотворила не природа, мы бы воевали с ними. Так как мы уже боремся, по сути, с этой вещью, а врачи реально сейчас на фронте, и надо их поддерживать всеми возможными средствами, в том числе и музыкой. Слушайте, ну вот ситуация такая, коли вот упершыню, в принципе, все белорусские музыки пачалі выходзіць у такие с онлайн-концертами, выступаючы, играючы концерты перед пустым зале. И вот якія адчуванні, вот як вы привыкли-то, коли публіка рэагуе, вы ім сваю энергетыку, яны вам сваю энергетыку, и один от одного подзаражаются, а тут вы тут стараетесь, а там пустота и тишиня. Я скажу, что в любом случае мы все выкладывались и выкладываемся на сцене, будь то один человек, 150 тысяч, неважно. То есть мы знаем, что нас смотрят, мы знаем, что нас слышат, пускай пару ребят, операторов, и были теми самыми двумя людьми, для которых мы все это исполнили вживую, для всех остальных ушли в онлайн. Все хорошо, все нормально. Ну, а увогуле збираецеся, рэпетыцыі ладзіце, может быть, новую программу рыхтуеце? Да, сейчас самое время поработать как раз над этим, собираемся. Ну да, сейчас собираемся реже, чем обычно, но вот сейчас мы выпускаем альбом, в этом месяце он выходит, в конце месяца 20 числа. А планировали мы вообще изначально это делать ближе к осени, чтобы сделать презентацию, чтобы какой-то тур сделать, организовать. Вот. Но решили, раз такая ситуация, то почему не сделать сейчас презентацию, и пускай люди слушают нас дома, в наушниках, слушают и просто наслаждаются нашим творчеством. Вы хочаце сказаць, што ваш новы альбом не трэба будзе ісці нейкую музычную краму, набываць CD, ці там плаціць грошы там нейкім іншым чынам, яго можна будзе спампаваць дзе-то з інтэрнэта бясплатна і атрымліваць бясплатную асалоду?
Ну, я вообще не знаю, кто сейчас покупает какие-то диски, вообще не представляю. Как бы все это будет доступно, как обычно, на всех площадках цифровых. Все это будет Spotify, Яндекс и прочее. Все это там будет доступно. Все, дякую вялікі. І Ангус, дзе ты бегаеш, калі ласка, ідзі сюды. Дякую вам за выступ, за цудоўную музыку і падтрымку нашага марафона. Мы з музыкамі яшчэ раз звяртаемся да ўсіх вас. Пералічвайце грошы. Все, інфармацыя неабходная ўнізе. Ну и зараз. Ну, мы переходим на концертную площадку, и нас ждет с вами «Петля пристрастия». Нет пока. Эу. Добрый вечер, мы группа «Петля пристрастия». Рады присоединиться к этому мероприятию и помочь людям, которым хуже, чем нам.
пойти, выпустить пар, залить керосина, пожар, пожар, идеал, идеал. Любовь — это хлор, как кто-то сказал. Любовь — это хлор, как кто-то сказал. Держался за шар и не удержал. Скатился с подставки. Идеал, идеал, руками развел, плечами пожал. Любовь — это хлор, как кто-то сказал. 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 Завядшие розы, совсем не печаль, душевная борза, уже не печаль. Хуяк идеал, руками развел, плечами пожал, руками развел, плечами пожал. Немного попробовал, больше не стал. Любовь — это хлор, как кто-то сказал. 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 Любовь — это хлор. 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 Следующая песня «Небо молот». Небо молот, земля наковальня, время сверло. Календарные сутки вращаются, как жернова. Обычное существование всего-то делов.
Ты снова права, ты вечно права. Пойду в магазин, куплю нам поесть. Пока я вхожу, качни что-нибудь, веселую жесть. Тебе интересно и мне интересно, и под одеялом тепло. Небо, молот, земля, наковальня, время сверло. 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 Показания счетчика, сколько всего натекло. Старание мухи уйти сквозь двойное стекло. День сурка и вся тошнотворная эта ботва. Надежда однажды увидеть с тобой острова. Пойду в магазин, куплю нам поесть. Пока я вхожу, качни что-нибудь, веселую жесть. Интересно и мне интересно, и под одеялом тепло. Небо, молот, земля, наковальня, время сверло. 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 Время сверло. Небо, молот, земля, наковальня, 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 время сверло. Мы сегодня исполняем одна за другой наши самые грустные, глубокие песни. Они вполне созвучны теме и времени. Вот, мы решили, что их можно сыграть все вместе. Мы никогда так не делали.
Мне кажется, что так словами не скажешь, можно только спеть. Шестизначно, будто ноль, неподвижно, будто бег, будто внутренняя боль, вызывающая смерть. Вертикальный горизонт, разрушительный гештальт, растворимый ливнем зон. Все прекрасно, как мне жаль. Похоже на шутки добитого зрения, сниму-ка по-быстрому на телефон серую радугу, серая радуга, оксюморон. Проблема. В ком? Серая радуга, о, серая радуга. Оксюморон. Спасибо еще раз. Сыпьте ваши денежки на благое дело. Они сейчас необходимы, как никогда. И для верующих, и для неверующих. Это хороший стимул для того, чтобы впоследствии считать себя, в общем, неплохими людьми.
Сознание умеет показывать фокус, умеет ломиться в забитый автобус и быть в этот миг далеко-далеко. Я пытается сменить моно на стерео, но на своем стоит и улыбается оно. Объехал твою остановку автобус, он тоже умеет показывать фокус, увозит тебя не туда далеко. Я пытается сменить моно на стерео, но на своем стоит и улыбается оно. На своем стоит и улыбается оно. Я пытается сменить моно на стерео, но на своем стоит и улыбается.
Истощился запас умения брать верх над собой. Истощился запас умения брать верх над собой. Тянет внутри не смертельно, но и не смешно. Тянет внутри, гнется дугой, тянет внутри, гнется дугой перспектива во время погони за ней. Перекошенный диктор заверил меня. За год тут станет гораздо теплей. Выбрать сомнения, тут не о чем думать. За год тут станет гораздо теплей. 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 Плечами, ощупывая кожу рукой. Пожимаю плечами, в ней, кажется, был кто-то другой. В кольцах зимы не смертельно, но и не смешно. Стержень спины гнется дугой, стержень спины гнется дугой перспектива во время прощания с ней. Перекошенный диктор заверил меня. За год тут станет гораздо теплей. Выбрось сомнения, тут не о чем думать. За год тут станет гораздо теплей. За год тут станет гораздо теплей. За год тут станет гораздо теплей. За год тут станет гораздо теплей.
голышом. Эксперимент. Развернул свой вымпел, признак пламенного шоу. И в этот момент твой танец запомнился весельчакам. Тебя уведут с танцплощадки с ухом к ладони, но пока не опомнились от столбняка, был смысл в прекрасном припадке. Эпилектроник завтра проделает тоже на этом же месте. Стало плохо, выпил, завершил самоподжог. Эксперимент. Шерсть клоками вздыбил, получилось хорошо. И в этот момент твой танец запомнился весельчакам. Тебя уведут с танцплощадки с ухом к ладони, но пока не опомнились от столбняка, был смысл в прекрасном припадке. Эпилектроник завтра проделает тоже на этом же месте. Не вижу никакого телефона. Так, венчуй. Гильотинку прет, механизм не смазан салом плащ. Марат не накормит тебя, пожалеть ее. Гильотинку жалко стало шар, я вытолкнул в лузу, любя,
я бы пошел под эти ножи. Но какой в этом толк? И вдруг меня ждет зубная дыра, а не небеса. Ведь главное вовремя выжать из клетки обезьяну, обезьяну. Главное вовремя выжать из клетки обезьяну. Важно, чтоб в клетку носили колбаски и не поднимали крик, как зачавший ребенка старик, как верблюд, проскользнувший в ушко. Байдарку прет, байдарку кормят ноги плоть благородных девиц институт. Пожалеть ее и не быть таким убогим, не ждать, когда байдарку убьют. Я бы пошел под эти ножи, но какой в этом толк? И вдруг меня ждет зубная дыра, а не небеса. Ведь главное вовремя выжать из клетки обезьяну, обезьяну. Главное вовремя выжать из клетки обезьяну. Важно, чтоб в клетку носили колбаски, не поднимали крик, как зачавший ребенка старик, как верблюд, проскользнувший в ушко. Гильотинку прет, гильотинку прет, гильотинку прет, и я бы пошел под эти ножи. Но какой в этом толк? Я бы пошел под эти ножи. Но какой в этом толк? Я бы пошел под эти ножи. Но какой в этом Спасибо, дорогие друзья, спасибо всем, кто нас смотрел, и спасибо людям, которые организовали это. И берегите ваших близких и дальних родственников, и людей, к которым вы не имеете отношения, которые к вам тоже не имеют отношения, потому что, в конце концов, ничего, как выяснилось, не стоит выеденного яйца по сравнению с человеческой жизнью. Спасибо, всего доброго.
Наш марафон працягваецца і толькі што скончыў выступ гурт «Петля прыстрасця». Пасля хтосьці з петлі падыдзе да нас пагаварыць. Я нагадаю, што мы ўсё гэта робім і ўсё гэта ладзім. Бар «Палугар», Еўрарадыё і ўсе астатнія, і найперш кампанія «Бай COVID-19» дапамога медыкам Беларусі дзеля таго, каб сабраць яшчэ сродкі, на якія будуць набытыя тое, што неабходна нашым беларускім медыкам. Побач са мной зараз знаходіцца вось валанцёрка кампаніі «Бай COVID-19» дапамога медыкам Беларусі, Тоня Бенецкая. І, Тоня, вот я читаю подказки такие у меня есть, что вы занимаетесь праца с закупками и с донорами, и с бизнесом. Вот закупки зразумела, бизнес зразумела, а с донорами гэта что маецца на увазе? Не то, что я думаю, медицинское такое нечто там, ці что? Добрый день всем. Нет, на самом деле доноры — это не доноры, какие вы могли подумать в медицинском смысле слова, да. Доноры — это в том числе и поставщики, и те люди, которые бизнесы, мы их называем как и бизнесы, так иногда и доноры, которые готовы закупать, готовы платить, готовы перечислять деньги на счета некоммерческих организаций, с которыми мы работаем дальше для закупки СИЗов для медиков, СИЗов и аппаратуры. Ну, увогуле, мы уже неаднаразова закраналі гэтую тэму. Ўсё ж таки цікава ваше меркаванне як чалавека, які вот наўпрост з беларускімі донарамі і беларускім бізнесам працуе. Наколькі актыўна беларускі бізнес адгукаецца на вашыя просьбы дапамагчы нешта там набыць ці пералічыць грошы? Увогуле, як эта схема працуе? Вы кагосьці шукаеце, ці наадварот вас шукаюць бізнесмены, каб вот хто, каму даць грошы, каб гэтыя людзі набылі тое, што неабходна нашим медыкам? На мое удивление, за все эти 45 дней работы мы видели всевозможные разные способы. То есть люди, которые приходят именно бизнесы, большие бизнесы, средние бизнесы, мелкие бизнесы, говорят о том, что да, вот у нас есть 5, 10, 15, 20 тысяч какая-то сумма денег, и мы хотим что-то купить. Скажите, что? Есть люди, которые приходят и говорят: дайте нам, помогите там найти расчетный счет, например, больницы, мы перечислим деньги напрямую больнице, то есть средства напрямую больнице, и больница пускай, любое учреждение здравоохранения, пускай как бы оно само решает, что им нужно. Есть такие компании, с которыми, да, работали, выходили напрямую, потому что знали, что ранее они принимали участие в разных других волонтерских инициативах, да, они активно помогают. Предлагали презентацию по бизнесу и рассказывали, кто мы, что мы делаем, что мы предлагаем, какие мы предлагаем условия работы с нами, какие мы предлагаем возможности, да, то есть не только там найти, где купить, да, но и в том числе помочь рассказать, где средства, те или иные средства наиболее необходимы. Вот, поэтому схемы работы очень разные. Отвечая на первый вопрос, насколько активно участвуют бизнесы, я на самом деле очень удивлена. Я очень удивлена, насколько в Беларуси оказывается очень много социально ответственных компаний, социально ответственных бизнесов, которые готовы даже в такое сложное время, даже понимая, что при отсутствии какого-то своего прямого заработка, перечислять средства, либо помогать там готовить еду, предоставлять транспорт, предоставлять то, что они могут делать, да, то есть непосредственно бесплатно для волонтерства и для медиков. То есть, это потрясающе, на самом деле, очень удивительно. Сапраўды, зараз даволі складаная сітуацыя для бізнеса, пачынаючы з таго, што вот закрытыя межы і, можа быць, там где-то перарваліся сувязі са сваімі партнёрамі замежнымі, немагчыма прадаваць сваю прадукцыю. Можа быць, не так добра людзі зараз жывуць, ці наадварот эканомяць, і таму, можа быць, менш тавараў набываюць. Бізнесу даволі складана. І ў гэтай сітуацыі, аказваецца, вот мы думалі, што бізнесмены не толькі про сябе, про сваю кішэню думаюць, а вот выглядае, што ўсё не так. Вот, вы сказали, што даволі актыўна, але даволі актыўна гэта такое, размытае тлумачэнне, можа быць, там десяткі, сотні, тысячы розных бізнесменаў да вас звяртаюцца.
Я, наверное, не подготовилась немножко, да, не посчитала, какое количество точно, но я думаю, что это точно больше 50 разных компаний, по крайней мере, с которыми мы поработали. Таксама вельмі такая значная лічба, як мінімум 50 розных кампаній, прычым рознага ўзроўню. Яшчэ адзін момант, вот вы займаецеся закупкамі. Напрыклад, прыходзіць там заяўка ці просьба з нейкай медычнай установы, што вот нам неабходна тое і тое. Наколькі лёгка сёння, калі гэта ўсім патрэбна, знайсці тое, што вот неабходна ў першую чаргу? Как раз сегодня мы обсуждали на координационном собрании с нашими волонтерами, координаторами о том, что сейчас стало гораздо проще. То есть мы начинали работать в самую жару, когда резко не стало ничего, когда появились очаги, когда появились первые очаги, которые необходимо было гасить, я имею в виду с поставками там СИЗов, с поставками оборудования и всего остального. Искали, где только могли найти. То есть я сама ездила там по строительным магазинам, искала очки для медиков, выгребали перчатки по хорошим ценам, выгребали, как только какие-то респираторы появлялись, там буквально по 100, по 500 штук выгребали. Поставок не было, как вы знаете, там была долгая история с Китаем, ничего не летало, ничего не приходило, и, скажем так, еще там 3-4 недели назад, когда мы только начинали, даже месяц, наверное, назад, да, когда мы только начинали работать с Китаем, было очень сложно найти, очень сложно перевести. Сейчас становится гораздо проще, потому что потихоньку открывают границы, и я так думаю, что, и, в принципе, все бизнесы понимают о том, что, в общем-то, наверное, пора убирать этот локдаун хотя бы на СИЗы, хотя бы на медоборудование, и найти сейчас становится гораздо проще, да. Я неаднаразова чуў такое, што вот пэўныя бізнесы карыстаюцца сітуацыяй, каб зарабіць на бядзе людзей, на бядзе краін сабе як мага болей грошай. Вы, вот, калі, скажем, ёсць магчымасць такая, вот, ёсць у продажы там ці дзе-небудзь з'явіліся там, ну, неабходныя вам рэчы, кошт такі, і вы кажаце, людзі, ну, это ж толькі не каштуе, яно каштуе ўсё дзешавей, навошта драць 3 шкуры, вы ж самі ўсё разумееце. Да, у нас есть несколько таких поставщиков, которые дают нам просто за минимальную наценку, минимально возможную наценку. Хотя, да, они могли бы сейчас продать это в 10, 15, 20 раз дороже, да, потому что на входе, например, это стоит единичку, а продать сейчас это можно легко и за 10, и за 15, и за 20 рублей. Но, тем не менее, да, у нас есть люди, есть бизнесы в Беларуси, и спасибо, что они есть, они помогают нам, они понимают ситуацию, нам это привозят буквально, отдают по закупке, то есть без наценки. Мы стараемся всегда, как только мы что-то находим, мы всегда стараемся сделать минимальную цену. Я ведаю, што валанцёры кампаніі Buy COVID-19 дапамога медыкам Беларусі працуюць, ну, фактычна 24 гадзіны, 7 дзён на суткі. Адкуль сілы бяруцца? Ну, мы активно поддерживаем друг друга. У нас сложилась очень крутая команда, которая, на самом деле, ребята замечают, когда там кому-то из членов команды пора отдохнуть, да, кто уже начинает немножко сильнее уставать, чем все остальные, тогда мы на самом деле просто разговариваем с ребятами и говорим: слушай, ну вот, Сережа, пора тебе немножко денек, наверное, выключиться, да, не участвуй в чатах вообще, то есть твои обязанности мы на кого-нибудь другого переложим, потому что, в принципе, все взаимозаменяемые в команде, вот за эти там 1,5 месяца все стали взаимозаменяемые в команде. И просто выключаем людей хотя бы на сутки для того, чтобы они не принимали участие в ежедневной работе и просто отдохнули, да. А ваша сям'я, там, ваши там бацькі, там, можа быць, іншыя людзі, можа быць, нават сябры, якія не займаюцца валанцёрствам, не кажуць вам: боже мой, Тоня, ну на што это табе трэба? Не, ну ладно, там, схадзіла разок, зрабіла нешта там, ну вот, ачысціла сваё сумленне і ўсё, а не тое, што вот суткамі напралёт этим займацца. Я услышала очень разные мнения по поводу деятельности меня в этой инициативе, да, деятельности координатором. Вся эта история, которая происходит уже почти последние 2 месяца, да, она очень сильно разделила людей, очень сильно дала понять, кто что из себя представляет. Даже в личном окружении, да, очень сильно стало понятно, какие жизненные ценности у какого человека. И, наверное, спасибо за это этой волонтерской инициативе, потому что, скажем так, круг общения очень подкорректировался.
Ну і зараз на заканчэнне нашай размовы мы не адзін раз сказалі падчас нашага эфіру і ўвогуле там размоў, што калі ласка там унізе пад нашай трансляцыяй указаныя ўсе магчымыя рахункі, накірункі, куды можна пералічваць грошы. Чалавек сядзіць, слухае нас, там что-то там ці рабіць кішэні свой гаманец і думае, адкрываць, не адкрываць. Вось ваш аргумент. Звярніцеся да гэтага чалавека, каб, можа быць, пераканаць яго. Ребят, это нужно всем и в первую очередь каждому из нас. Поэтому мы будем рады любой помощи, как любой копейки через молу-молу, так и от большого бизнеса. Я нагадаю яшчэ раз, што ўсе грошы сабраныя з дапамогай вось гэтага музычнага марафона, арганізаваная Палугар-клубам, Еўрарадыё, Медіакьюбам і кампаніяй Байковід-19 дапамогай медыкам Беларусі, пойдуць менавіта на тое, каб набыць усё самае неабходнае для медыкаў. Ну, найперш, сродкі абароны. Разумееце, што вот зараз вы здаровы, ездзіце на дачу, сустракаецеся з сябрамі, але ніхто не застрахаваны. І заўтра, можа быць, вам давядзецца звярнуцца па дапамогу ў шпіталь, лікарню. Вы прыйдзеце, а дапамагчы няма каму, таму што медыкам у свой час не дапамаглі. Таму, калі ласка, адгукніцеся і праявіце сваю такую вось неабыякавасць, скажем так. Дзякуй, Тоня Бенецкая, за тое, што вы робіце. І зараз вось, Ангус, ты нам приведешь? Да, я приведу Илью, лидера-вокалиста группы «Петля пристрастия». Илья Черепко-Самохвалов. Да, вот так вот, да. Ну, расскажи, как ты себя ощущаешь сегодня? Ну, в общем, неплохо. Ну, я, в общем, себя неплохо ощущаю часто. Мне кажется, что условия сейчас несколько странноватые. Я думаю, что люди, которым сейчас лет 20, думают, что наступил конец света. Ну, есть люди и поопытней. Они видели и персональный конец света, и еще парочку-тройку тотальных. И тех, которых не случилось, и которые произошли, недекларируемые как конец света. Но, тем не менее, ситуация непростая, она беспрецедентная. Неизвестно, что с миром будет дальше. Но это всего лишь жизнь, и не нужно сводить с ней счеты, раз, это в первую очередь, а во-вторых, нужно понимать, что в конце концов это все пройдет, и это будет экспириенс, и, в общем-то, нет худа без добра. Но насколько сильно на вас ситуация повлияла, я имею в виду на саму группу? В творческом плане? Ну, у нас отменился весь наш, как и у всех, мы в этом случае не исключение, у нас отменилась весенняя гастроль полностью. Мы не получили живой человеческой энергии, как вы понимаете, мы энергетические вампиры, и нам без этого немного плохо. Но, тем не менее, понимаем, что ситуация требует этого, поэтому мы пьем консервированную кровь и едим галеты. Ничего, все будет класс, и не только у нас. Как-то будет вот эта ситуация, которая сейчас происходит, отражаться в следующих новых песнях? Наверняка. Она же не происходит по заказу, она является следствием пережитого тобой опыта. Какие-то события. Да. Ну, ты просто берешь и в определенный момент являешься репродуктором того, что произошло. И даже бессознательно. Ну, то есть декларируешь ситуацию, через себя проводишь. Ты проводишь через себя, но даже иногда даже не осознаешь, что ты в данный момент продекларировал конкретно вот это. И огромное количество людей вдруг поймет, что это об этом. Даже если ты не понял, но в этом это очень долгая тема, она... Ну да, потемки человеческой души очень сложные. Дело даже не в душе, а в том, что так или иначе музыканты работают в эмоциональной плоскости, а эмоция
она суть погрешность. Музыкант не всегда... Неконтролируемый. Это не писатель и не философ. Он живет эмоцией, он может ее выдать таким образом, что его, например, страх примут за храбрость. Он спел про попугая, все подумают, что он спел про ворону. И все равно эмоционально результат будет достигнут. Что можно сказать по поводу сегодняшней площадки? Мы ее позиционировали перед открытием как многофункциональную площадку, то есть там различные действия должны происходить. И, в общем-то, официального открытия еще не было. И вот сегодняшний концерт – это первый вообще опыт на этой площадке. Ну, для дебюта это неплохо. Остальное я комментировать не буду. В общем, мы вот отыграли. Мне кажется, все хорошо. Ну да, по крайней мере, я сидел в зале, мне показалось, что я был на нормальном живом концерте с публикой. Живой концерт с публикой — это все-таки конечно, себе ли не знать. Конечно, это другое, но тем не менее эмоции все равно зашкаливали, и это ощущалось очень сильно всеми фибрами. Илья, два таких питання. Перше, от коли Ангус потелефонував і сказав, от робимо таку акцію, яка була перша емоція? Ми ж зоркі, що тут нас тут безплатно запрошують проіграти? Ці от що, які були думки, які аргументи за супроть? Во-первых, я там... Может, мы и зорки, но уж точно не супер зорки пока что. Вот. Ну, и зорка, между зоркой и подонком знак равенства давайте не будем ставить. Еще раз, ситуация предполагала, что нужно помочь в ситуации, когда ты можешь помочь. Вот. И все время мастурбировать на собственный статус – это большое свинство. И поэтому мы чаще всего вот этой мастурбацией пренебрегаем, если речь идет о вещах, которые достойны этого. В конце концов, у нас неплохая подготовка. Мы в течение лет 8 в мае как раз все время устраиваем благотворительные концерты в пользу людей с особенностями развития. Определенные интернаты, мы собираем на них деньги, так что для нас это не в нове, и мы с удовольствием будем продолжать это делать дальше. Зараз вельмі шмат таких вот розных краундфандингаў, дзе людзі там збіраюць на то, на іншыя грошы, і я ведаю, што часам чалавек вот праглядае, там трапляецца яму, вот на гэта збіраюць грошы, вот на гэта збіраюць грошы, і вот куды пералічыць, гэта чисто такое эмацыянальнае рашэнне. Вот это мне блізка, вот это вот закранула. Вот калі мы кажам пра сённяшні наш марафон, на якую б эмоцыю ты параіў вот націснуць, каб людзі зразумелі, што вот гэта ініцыятыва, вот тое, што гэта прапаноўваецца зрабіць, дапамагчы медыкам, гэта тое, што варта менавіта сёння і патрэбна. Честно говоря, этот вопрос меня ставит в тупик. На какую эмоцию нужно нажать для того, чтобы... Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но есть в человеке такой особенный предел, он возникает пьяным на поминках. Когда от трупа избавились, все подвыпили, и наступает облегчение. И в этот момент часто, не всегда, иногда происходит безобразие, а иногда происходит понимание того, что мы все в круге жизни. И мы в какой-то момент, все люди оказываются очень коротко, это ненадолго, это искусственное чувство, но оно, тем не менее, очень сильное, о том, что мы все, нам никто не поможет, кроме нас самих. И смерть, она рядом всегда, и поэтому экзистенциализм – это гуманизм. А гуманизм предполагает активность. Не просто я добрый человек, а человек, который может помочь людям, хотя, возможно, это идет
ну, как-то идет не то слово, но происходит не совсем так, как человек запланировал свое время, и придется отдать какие-то силы, которые человек планировал потратить на другое. Ну, это отчасти немного как война. Вот вельмі такія добрыя і важныя словы прагучалі. Ніхто нам не дапаможа, апроч нас саміх. Калі кожны з нас зробіць нешта сваю частку, то усе разам мы дапаможам самим нам. Толькі разам, вот это вот слово беларускае талака, разам талакой справімся з любой бядой, з любой навалай. І таму зараз нам трэба усім разам дапамагчы беларускім медыкам, каб яны дапамаглі нам справіцца з гэтай бядой. Дзякуй вялікі, Илья. Спасибо большое, Илья. Очень приятно было пообщаться. Ну, друзья, я напоминаю, что внизу экрана у нас все реквизиты компании Buy COVID-19, куда, если вы перейдете, вы увидите там кнопочки, на которые можно нажать и перечислить разными способами какие-то средства для того, чтобы помочь нашим врачам. Вот. Телефон, который указан, вы можете присылать плюсики для того, чтобы выйти в прямой эфир с нами. Ну а на концертной площадке нас ждет группа The Silicon.
вечер, друзья. С вами сегодня будет группа «Силикон» на этой сцене продолжать этот марафон. Спасибо, что нас позвали поддержать. Так что жертвуйте свои денежки, не жалейте ничего, все будет хорошо. Мы играем серф-рок, инструментальная музыка, музыка в стиле фильма Квентина Тарантино. «Night in Rancho». Спасибо, друзья. Следующую композицию посвящаем всем мексиканцам.
Спасибо, друзья. Буря в пустыне.
Спасибо, друзья. Напоминаем, с вами группа «Силикон». С нами сегодня музыкальный марафон в поддержку наших замечательных врачей. Злой серф.
Спасибо, друзья. Раз, два, три. Оу! Следующую песенку посвящаем всем тем, кто хочет. Бросим все сомнения, спросим вдохновение, будем жить на полный стол. Если дождь слякоть, если хочешь плакать, если хочешь, чтобы зло, мы нарисуем этот мир, и он окажется другим, и ты забудешь, где живет бродяга дождь. Давай построим самолет, он нас с тобою унесет, а если хочешь, будет летом Новый год. Хочешь, на гитаре я тебе сыграю, как душа моя поет. Мы закроем двери, только просто верь мне, ну, а дальше как пойдет. Мы нарисуем этот мир, и он окажется другим, и ты забудешь, где живет бродяга дождь. Давай построим самолет, он нас с тобою унесет, а если хочешь, будет летом Новый год. Мы нарисуем этот мир, и он окажется другим, и ты забудешь, где живет бродяга дождь. Давай построим самолет, он нас с тобою унесет, а если хочешь, будет летом Новый год. Мы нарисуем этот мир, и он окажется другим, и ты забудешь, где живет бродяга дождь. Давай построим самолет, он нас с тобою унесет, а если хочешь, будет летом Новый год. А если хочешь, будет летом Новый год. Спасибо, друзья. Танцуйте вместе с нами, нам это очень приятно. А я иду по улице, пусть даже небо хмурится, и вспоминаю сложные аккорды всевозможные. Танцую рок-н-ролл дождя, мне без него никак нельзя, ведь ты мое спасение, сплошное потрясение. Танцуй со мной и под дождем, и под луной, и даже если сильный ветер будет просто неземной. Танцуй со мной, давай останемся вдвоем, давай не будем расставаться, давай растаем под дождем. В витринах отражает трамваи неуклюжие, а в сердце появляются слова такие нужные, и все мои опасения сплошное потрясение. Come on! Танцуй со мной и под дождем, и под луной, и даже если сильный ветер будет просто неземной. Танцуй со мной, давай останемся вдвоем, давай не будем расставаться, давай растаем под дождем.
танцуй со мной. И под дождем, и под луной. И даже если сильный ветер будет просто неземной, танцуй со мной. Давай останемся вдвоем, давай не будем расставаться, давай растаем под дождем, танцуй со мной. И под дождем, и под луной. И даже если сильный ветер будет просто неземной, танцуй со мной. Давай останемся вдвоем, давай не будем расставаться, давай растаем под дождем. Спасибо, друзья. Come on, everybody, rock and roll. Come on, everybody, let's get together tonight. I got some money in my jeans, so they're really gonna spend it right. I've been doing my home, walk on the clock. It knows the house and sees the walk around. Ooh, come on, everybody. Come on, come on. My baby number one, but gonna be fishy or full. It's a Cosby, shaking from my bed, it's sleeping on the floor. When your hair's and music you can see still. If your brother won't drugs then it's still. Ooh, come on everybody. Come on, come on. Got to put the gun outside. If my folk come on home, my friends are gonna have my hide. So the normal who's for a victor, now running around with the usual. Who cares? Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, come on. Come on, everybody. Come on, come on. Come on, everybody. Come on, come on. Oh yeah. Спасибо. Ну и вот 9 мая умер еще одна легенда рок-н-ролла Литл Ричард, так что вспомним его песню. Это был великий человек, можно сказать, один из тех, кто придумал рок-н-ролл. You got me small, sure like the ball. You got me small, sure like the ball. When your king is rolling, can hear your mama call. From the early in the morning to the early night, when you got me small, rocking in the house of blue light. You got me small, sure.
better watch your step. If I need my mama, mama, if they watch my papa, say, darling, Miss Molly, I sure like the ball. And your king is rolling, and mama gone. You got it, Miss Molly, sure like the ball. You got it, Miss Molly, sure like the ball. And your king is rolling, and mama call. Going to the coin, going to bed, Marie. What the partner kiss me, make me tiddly lily. You got it, Miss Molly, sure like the ball. And your king is rolling, and mama call. You got it, Miss Molly, you sure like the ball. You got it, Miss Molly,
Спасибо, друзья. С вами была группа «Силикон», Surf Rock, Минск. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за вашу доброту. Спасибо. Могу, потому что беларускія медыкі таксама патрабуюць дапамогі для того, каб яны маглі нам аказваць адпаведную дапамогу. Вось зараз ізноўку на нашым экране з'явіліся усе магчымыя рэквізіты, куды зайсці, па якой спасылцы, як далучыцца, і мы працягваем наш марафон музычны. Толькі што закончыў свой выступ гурт «Силикон». Наперадзе яшчэ выступы два гурта, «Панска моц» і гурт «Торнадо». Зараз удзельнікі гурту «Силикон» падыйдуць да нас, каб мы маглі пагаварыць. Я яшчэ раз хочу нагадаць, што паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, якая была апублікаваная раніцай яшчэ на іх афіцыйным тэлеграм-канале, на сёння 23 тысячи человек захворели коронавирусом. 131 человек памёр у выніку захворвання коронавирусом. Безумоўна, да вечара маглі гэтыя лічбы змяніцца, і на вялікі жаль не ў лепшы бок не ідзе пакуль што неяк на змяншэнне гэта пандэмія, але медыкі робяць усё магчымае для того, каб нейкім чынам справіцца з гэтай бядой, якая напаткала Беларусь. Тым не менш, нам трэба усім разам нешта рабіць для того, каб справіцца з пандэміяй коронавіруса. На першым фронте, на першым плане, безумоўна, гэта беларускія медыкі. Не адзін раз ужо гучалі словы падзякі ім за тое, што яны робяць, за тое, што яны не апускаюць рукі, за тое, што яны рызыкуюць, ратуючы нас. Мы дзячым ім таксама. Да нашых падзяк далучаюцца уся наша каманда, якая сёння працуе, працягвае працаваць над гэтым марафонам. А
Гэта ў першую чаргу Палугар бар, у памяшканні якога сёння мы знаходзімся, Еўрарадыё, праз сеткі якога транслюецца гэтая сённяшняя наша імпрэза, таксама Медыа Кьюб, якія хлопцы, якія самааддана працуюць з намі вось з самай раніцы і ладзяць выдатную трансляцыю. Ну і асобную падзяку хочацца сказаць усім тым, хто задзейнічаны ў ініцыятыве Buy COVID-19, дапамога медыкам Беларусі. Па ўсёй Беларусі, як сёння казалі, каля 3000 чалавек займаюцца валанцёрствам. А гэта і знаходзяць нейкія неабходныя медыкам сродкі абароны, выкупляюць іх, пакуюць, фармуюць заказы, потым адвозяць туды, дзе найперш гэта ўсё неабходна. Гэтыя людзі, можна, конечно, зараз называць самыя гучныя імёны, тыя, хто распачынаў, тыя, хто каардынуе гэтую кампанію да сёння, Антон Матолька, Андрэй Стрыжак, Андрэй Ткачоў і гэтак далей, але я б не хацеў акцэнтаваць увагу на гэтых трох людзях, там 4 ці 5, таму што, як я ўжо сказаў, каля 3000 валанцёраў. Але такая валанцёрская арганізацыя не адна па ўсёй Беларусі. Беларусы аб'ядналіся і спрабуюць, як заўважыў слушна Олег Хаменко сёння у нас тут вот падчас размовы, талакой справіцца з гэтай бядой. Вы таксама можете далучыцца да гэтай талакі, хаця б тым, каб пералічыць грошы, якія пойдуць на дапамогу медыкам Беларусі. А зараз вось да нас далучацца хлопцы з гурту «Силикон». Добрый дзень, дзякуй вялікі, што адгукнуліся на нашу прапанову, на просьбу Ангуса взяць удзел у гэтым канцэрце. Былі нейкія сумневы, прыходзіць, не прыходзіць. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што бясплатна не плацяць, а хаця б з-за таго, што, ну, нібыта небяспечна, самаізаляцыя, а тут ўсё ж такі, хоць мы і робім усё, што магчымае для таго, каб ізалявацца адзін ад аднаго, але ўсё ж такі ёсць рызыка. Нет, не было у меня никаких сомнений, чтобы сюда прийти. Благое дело, почему нет, поиграть, помочь людям. Я как бы, ну, этого не боюсь, в общем. Як вы думаете, все ж таки з дапамогай сваіх песен, сваёй музыкі зможаце падштурхнуць людзей, каб яны адгукнуліся і пачалі дапамагаць медыкам пералічваць грошы? Константин. Конечно, а как же? Мы же для этого сюда и пришли, чтобы оживить обстановку в эфире, чтобы подтолкнуть людей делать добрые дела. Может быть, у вас кто-нибудь, потому что сегодня была такая вот дивная ситуация, мне хлопцы с артефакта, здаецца, рассказали, что их знакомый гитарист вылечился, захворел и вылечился от коронавируса. Ну, не адразу, не на наступны дзень, але давялося пазмагацца медыкам за яго жыццё. Можа быць, у вас ёсць нейкія знаёмыя, якія зараз, ну, так как бы у такім невызначаным стане, і такім чынам вось сваім удзелам у гэтым мерапрыемстве вы таксама как бы... Да, у нас есть знакомый, это Алексей, гитарист, он хорошо знаком меломанам по участию в группе Аддис Абеба, Botanic Project. Он сейчас находится в больнице с двухсторонним пневмонией, именно вот от коронавируса. Выходили с ним на связь, сейчас он в хорошем состоянии, ну, бодрячком, бодрится. Он человек веселый, позитивный, поэтому... Да, мы пожелаем ему здоровья. Он хорошо, все справится. Да. Ну, во-первых, спасибо, ребята, за то, что участвовали с нами. А во-вторых, они еще нам помогали технически, слегонца. Вот, поэтому, ну, я думаю, что это не последний задел, и мы будем еще дальше продолжать эту тему, не обязательно связанную, я надеюсь, не связанную с коронавирусом, что эта история очень быстро пройдет, и мы все вернемся в нормальную жизнь.
дай бог, чтобы это быстрее произошло. Но вот я у всех музыкантов спрашиваю, как вам наша площадка, как ощущение? Отличная площадка. Понравилось? Мне понравилось, да. Как по звуку? Хорошо можно играть, очень все хорошо. Ну вот вы сегодня играли чисто на мониторах. У меня такое впечатление было, что вы в панораме звучали. Прям плотный такой звучок был хороший. Прям бодренько так начали, лупанули часок такого серфа отличнейшего. Мне кажется, что вы взбодрили нашу всю аудиторию. Да, спасибо вам большое, звук отличный. От рук все зависит. Да, ну Какая разница, какие мониторы? у нас это понятно. инструментов немного, поэтому Да. все хорошо слышно. Да, чем меньше человек на сцене, тем лучше звук звучит. Да, как говорит один мой знакомый музыкант, на одного зарплата делится удобней. Ну, какие у вас планы на вот ближайшее будущее? Как по вам вот это на вас повлияла ситуация? Планы у нас грандиозные. Выпускаем новый альбом, выпустили клип, синглы. Скоро альбом выйдет? Альбом скоро выйдет. Мы уже думаем, на каких площадках его разместить, поэтому планы, как у всех музыкантов. Конечно, подкосило немножко, именно больше морально, чем физически все в норме, в общем. Да, ну и концертов нет, ждем. Ну вот, возможно, мы здесь замутим какую-то вашу презентацию онлайн, опять же. Поговорим, подумаем, может быть, так и придется сделать, потому что концертные площадки для нас сейчас закрыты, и приходится как-то выкручиваться из ситуации, правильно? Правильно. А на какое время планируется альбом? Игорь, скажи ты что-нибудь. Лето-осень. Конец лета, начало осени. Конец лета, окей, то есть плюс-минус месяц, да? Плюс-минус 2 месяца. Ну, этого года. Да, этого, конечно. А то сейчас все выступления, все фестивали перенеслись на 21 год. Вот. Ну, отлично, значит, будем ждать от вас нового альбома. Спасибо. Публики у вас хватает. До речі, ось може бути таку пораду дадите людям. От нема концертів, як ми вже сказали. Хтось любив тусануться, сходити на концерт, там яшчэ нейкія такія мерапрыемствы. Зараз люди больш думаюць пра захаванне здароўя, самаізаляцыю і гэтак далей. А калі Я заметил на параде. Ну, По телевизору, что люди думают. Было нормально людей. ну, большасць людзей ўсё ж таки думае пра тое, як захаваць здароўе, і часам там пачынаюцца такія смуры, там нейкі настрой не вельмі добры. Як перажыць гэта, захаваць настрой, не смур ніякі не ўпасці? Я думаю, надо просто жить, заниматься своим делом. Если кому-то посадили на карантин, есть возможность сделать то, что ты мечтал всю жизнь сделать. Вот я думаю так. Надо заняться какими-то позитивными вещами, которые в это время просто поддержат тебя морально. Может быть, посмотреть какие-то веселые фильмы, и пересмотреть что-нибудь, послушать музыку, почитать книги. Не читать просто весь день эти плохие новости по интернету. Не читать просто. Да, возьмите вот книжку Бахаревича «Собаки Европы». Она толстая, надолго хопить. Да. Занимайтесь сексом с любимой женщиной, пейте пиво и смотрите хорошее кино. С одной. Бо, як сказав Олександр Григорович... О, сколько здоровья. Не, як сказав Олександр Григорович, потерпи месяц, вот с другой не целуйся, хопит с одной. Ну что, Ангус? Спасибо, ребята, спасибо большое за то, что пришли, поучаствовали. Спасибо. Будем ждать от вас музыки. Ну, а я, ребята, напоминаю, что вот здесь вот внизу экрана все реквизиты компании Buy COVID-19. Переходите по ссылке, шлепайте в любую кнопку, которая вам удобна, перечисляйте средства, кто сколько может. У нас 9 миллионов, почти 10. Если каждый отправит хотя бы по рублю, за себя, за свою бабушку, за дедушку или там за дочку маленькую и так далее, то мы уже наберем достаточное количество денег, чтобы побороть эту страшную болезнь. Ну, а сейчас мы переходим на концертную сцену, и нас ждет группа «Панска Моц».
Панская мод, сейчас для вас тут поиграем. Слушайте и не болейте. Улучшай свое настроение, ритм, танцы, приключения, бой. Утром, днем и вечером здесь больше делать нечего. Скажи, когда твоя улыбка выдаст тебя. 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 Улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Это сон, где вымыслы, сомнения, там не будет продолжения мир, и в нем поет движение всех, подарит наслаждение. Скажи, когда твоя улыбка выдаст тебя. 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 Улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Скажи, когда твоя 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 улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Улыбка выдаст тебя. Всем товарищам посвящается. Новый опыт, интересно. Скидываем денежки, не стесняемся, дело полезное. Товарищ, будь веселее.
лишь улыбнусь. Ночь в глазах сверкает, отступит грусть, только солнце встанет, я вновь ложусь. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка, радио Мэй. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка, радио Мэй. У меня есть все, если лучше поищешь. Смотри далеко и поднимайся выше. Дышу глубоко, удивляюсь днями, как быстро друг другу мы стали тенями. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка, радио Мэй. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка, радио Мэй. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка, радио Мэй. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка. Веселей, вот твоя таблетка, радио Мэй. Эй, товарищ, будь веселей, вот твоя таблетка. Спасибо. Как дела у вас тут, ребята? Мы вот любим гитары настраивать, а вы что любите? Пишите в комментариях, что вы думаете о происходящем в данный момент. Да, то, что меня любят, спасибо, очень приятно. Спасибо организаторам за то, что организовали такое большое дело. Все же сейчас собрать средства на что-то, это большое искусство, мне кажется. Пусть же искусство поможет собрать эти средства. А это то, что мы думаем про коронавирус. Сейчас вы послушаете. Душами болит дерьмовый, стала тень дерьма. Ты живешь одна, и душами болит дерьмовый, стала тень. Стала тень дерьма, стала тень дерьма, стала тень дерьма, стала тень дерьма, стала тень дерьма. Ты живешь одна. Голова не болит, дерьмовый, стала тень дерьма. Ты живешь одна, голова не
Голова болит, дерьмовый сталактит дерьма, ведь ты живешь одна. Голова болит, дерьмовый сталактит. Ведь ты живешь одна. Голова болит, дерьмовый сталактит дерьма, ведь ты живешь одна. И душа болит, дерьмовый сталактит дерьма, ведь ты живешь одна. Голова болит, дерьмовый сталактит дерьма, ведь ты живешь одна. И душа сталактит дерьма, сталактит дерьма, сталактит добра, сталактит добра. Спасибо. Немного романтики, мистической загадочности никому не помешает в наше сложное время. Доволен всем и все, уже давно довольно мной. Голодный каждый день, я как могу ползу наверх. Добираюсь до вершин, не спеша. Из веревок и картин лестница. Вниз, где весело. Глаза все твои реки. Добираюсь до вершин, не спеша. Счастливый и мой дом, земля. Вниз, где весна. Глаза все твои реки, видя лишь я, как ты прекрасна. Вниз, где весна. Взлетаю я.
Называется она «Самый тонкий карандаш». У нас совершенно недавно вышел новый EP. Она оттуда. Все, пожалуйста, ознакомьтесь, послушайте, поделитесь мнением. Нам это очень важно. Спасибо. Временный. Ошибки мне не чужды, не чужды, поверь. И очень весело смеяться. Здесь нет воды, здесь нет еды, увы. Но в этой жизни можно разобраться. Временный мир, временный лоск, временный ты, временный мозг, временный ты, временный мозг, временный ты, временный я, временный друг, временный курс, временный дом, и все в нем верно, и все здесь верно. Теряя вновь не найти, поверь. Найдешь, не будешь улыбаться. И вот опять на полпути готов спокойно сдаться. Временный мир, временный лоск, временный ты, временный мозг, временный ты, временный мозг, временный ты, временный я, временный друг, временный культ, временный дом, и все в нем вверх дном, и все здесь вверх дном. Временный мир, временный лоск, временный ты, временный мозг, временный ты, временный мозг, временный ты, временный я, временный друг, временный культ, временный дом, и все в нем верно. И все здесь верно. Спасибо. Не забываем обрабатывать руки антисептиками, душу прочими прелестями. И хватит улетать от своих проблем, как делает герой следующей песни. Улетаю.
себя от всего того, что превращает в прах. В четырех стенах невозможно ждать, закрывай глаза. Живешь во снах, ты живешь во снах, ты живешь во снах. Третья ночь. Я улетаю, ты улетаешь, все улетают, мы улетаем. Я улетаю, ты улетаешь, все улетают, все улетают. Третья ночь без сна, третья ночь без сна, третья ночь без сна. Вижу блеск в глазах, но она пуста, ночь твоя без сна. Словно изнутри, из твоей груди бьется мощный страх. Третья ночь без сна, лес и темнота, ты живешь во снах, во снах. Ты живешь во снах, ты живешь во снах, ты живешь во снах. Третья ночь. Я улетаю, ты улетаешь, все улетают, все улетают. Я улетаю, ты улетаешь, мы улетаем, мы улетаем. Я улетаю, ты улетаешь, все улетают, все улетают. Я улетаю, ты улетаешь, мы улетаем, мы улетаем. Спасибо. Кто что про волчков вообще думает? Это жидковато как-то, не? Как настроение, кто-нибудь скажет? Тут есть пару людей, они вот в странных позах ходят туда-сюда, чтобы вы могли себе представить наш бэкстейдж, что у нас тут происходит. Люди с камерами, все знакомые, всех приятно видеть. Да, как на допросе. Мы сейчас экзамен сдаем, экзамен честности перед вами, зрители, привет. Следующая песня называется «Кто ты, серый волчок?» В моем мире больше нет никого, кроме тех, кто проникновенно верит в любовь. Но что я смогу дать взамен? Знаешь, что если вдруг упаду, то стану никем. Ты серый волчок, думаешь, зверь, ты в лапах лососачок. Мне жаль, поверь. Кто ты, серый волчок, думаешь, зверь, ты в лапах лососачок. Мне жаль, поверь. Я сбиваюсь с пути, потому что он есть. Мы — это крылья целого мира. Дай нам взлететь! Пока это все, о чем следует знать. Да и кто мы такие? Мы ведь боимся взять и понять, кто ты, серый волчок. Думаешь, зверь, ты в лапах злососачок. Мне жаль, поверь. Кто ты, серый волчок? Думаешь, зверь, ты в лапах злососачок. Мне жаль, поверь.
мне жаль, поверь. Кто ты, серый волчок? Думаешь, зверь? Ты в лапах злостача. Мне жаль, поверь. Кто ты, серый волчок? Думаешь, зверь? Ты в лапах злостача. Мне жаль, поверь. Кто ты, серый волчок? Думаешь, зверь? Ты в лапах злостача. Мне жаль, поверь. Мне жаль, поверь. Спасибо. Так, подождите. Это все хорошо. Я хочу представить ребят, которые сейчас тут для вас играют, песни поют. Это Ярослав Томилов. Ох, благодарю вас. Этот человек мотивирует меня делать музыку. Да, он к тому же врач, так что он с вами вместе тут страдает. Подкиньте денег всем, всем подкиньте денег. Этот прекрасный мистер Ян Ярош. Ищите на просторах интернетов. У нас все получится. О, а человек ритм. Прекрасный Андрей Коротченко. Ищите на просторах интернета человека, который подписан как Монолав. У меня вот монобровь, а у него Монолав. Давайте ценить и любить искусство, которое нас окружает. А тех, кто его не ценит, просто не будем слушать. А следующая песня «Работать». Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Добродушный злодей, безопасно стабильный путь. Я встаю, чтобы отработать затем механический ад. Вдохнуть до смерти, беспредметный творец, зато нет никаких проблем. Ощущение, что подписанный чек переносит меня в Эдем. Механизмом принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу при помощи рекламы и пиара. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Поскольку мне денег хватает на месяц, я должен работать до самой до смерти. Жизнь наполнена сожалениями, станет какова цена. Открывая одну дверь, закрываются следом все. Это самообман. Но если ты влюблен, значит не было и не будет больше таких, как сейчас, времен.
Спасибо, с вами была Паньска МОЗ. Не скупитесь на средства, они на самом деле нужны нашим врачам, нашей стране, нашему искусству и нашему будущему. Всем добра и отличного настроения. Паньска МОЗ, ищите на просторах. Мы вас любим. До свидания.
Конечно. Социальная... Вітаем усіх, хто долучыўся до нас, і тых таксама, хто цягам гэтых 10 гадзінаў быў падчас гэтага марафона разам з намі. Толькі што са сцэны сышоў гурт «Панска моц», які таксама долучыўся до нашага мікрафона і до нашай просьбы пералічваць грошы, каб можна было сабраць неабходныя сродкі і на дапамогу беларускім медыкам. Не адзін раз мы казалі пра тое, што зараз, на жаль, такая сітуацыя, што калі раптам з кім здарыцца нешта непрыемнае, то мы пабяжым да медыкаў. Медыкі зараз на пярэднім флангу, на пярэднім фронте, яны будуць ратаваць нашае жыццё, а каб было каму ратаваць, ім трэба дапамагчы сёння. І таму мы збіраем грошы. Таму мы сабраліся сёння тут. І вось «Панска моц», чаму вы вырашылі долучыцца до гэтага марафону? Привет. Ну, дело в том, что непонятная ситуация коснулась не только врачей, не только заболевших, а всех вообще людей вокруг. Меня лично коснулась, тебя, думаю, коснулась, моих друзей коснулась, родственников тоже коснулась. Ситуация очень непонятная. А что маецца на увазе? Что, может быть, уже никто захворел? Да, у меня есть знакомые, которые заболели COVID-19, вот этим супервирусом. Не знаю, кому спасибо за него сказать. И как помогать этим людям на данный момент, я лично не знаю. Вот я здесь, если мое творчество, наше творчество может как-то помочь собрать какие-то средства врачам, пожалуйста, помогите. Все, что хочется сказать лично мне. Як вы лічыце, от беларусы ўвогуле здольныя неяк так прыціскаць кашылёк толькі да сябе, раскрыць его і дапамагчы іншым людям? Што іх можа да гэтага падштурхнуць? Мои друзья просто взяли и помогли мне финансово, морально, всячески как могли, когда знали, что я лишился работы на время. Я говорю сейчас лично за себя. Я думаю, что люди, которые могут помочь, они помогают. Те, кто не хотят помогать, это очень странные люди. Такая ситуация может коснуться каждого. Сегодня деньги — это что-то весомое, оно есть, а завтра оно бесценное, просто пустота. Так уже бывало в истории. Поэтому самое важное, что сейчас мы можем сохранять, это отличные человеческие отношения. Нету ничего дороже отличных человеческих отношений. Вось вы сказали про тое, што з працай ёсць пэўныя праблемы, а калі казаць вот музычным плане, то зараз ва ўсіх музыкантаў спыніліся канцэрты з-за зразумелай сітуацыі. Чым займаецеся? Вот як знаходзіце сябе? Вот мы сейчас и занимаемся музыкой, продолжаем ее делать, продолжаем ее сочинять и Пишем выпускать. песни, выпускаем альбомы. Вот 1 мая выпустили 4 песни карантинных как раз, потому что время карантина — это время, когда ты можешь побыть дома, ничто тебя не отвлекает, и написать песни. Они не связаны никак с болезнью, либо с вирусом, потому что я считаю, что все-таки искусство должно идти параллельно, но не заходить ни в политику, ни в какие-то такие вот эпидемиологические дела. Я вот зараз сядзеў, слухаў вашыя песні, вы такія романтыкі у песнях прынамсі, а у душы можа быць таксама романтыкі. А як романтыку чалавеку, які праз такія не ружовыя, а жоўтыя акуляры глядзіць на гэты свет, як яму перажыць такія непрыемныя моманты? Вот што б вы параілі? Уходить либо в себя, либо в свое творчество и планировать свое будущее. Когда ты его продолжишь планировать, я ответить не могу, но совет даю такой. Заниматься творчеством. Если твой образ жизни не позволяет тебе наслаждаться тем, что есть сейчас, попробуй что-то новенькое. Нужно быть просто оптимистом. Если пессимистично смотреть на мир, то он таким вокруг тебя и будет. Если ты смотришь на мир через желтые окуляры, то все становятся чуть добрее. И вот этот марафон — это тому показатель, когда довольно успешные белорусские группы, у которых есть другие дела, помимо того, чтобы там выступать вечером в клубах бесплатно,
Они приходят, объединяются и говорят, что, ребята, обратите внимание, есть проблема. И если мы вместе не скажем о ней, то нас, возможно, и не услышат. Ну што ж, наколькі я ведаю, цягам гэтага дня, цягам нашага марафона больш за 2000 рублёў было пералічанае на гэтыя патрэбы. Камусьці, можа быць, падасца, што, здаецца, невялікая сума, 2000 рублёў, але, выбачайце, гэта тыя грошы, якія чалавек адарваў ад сябе і вырашыў, што лепей я іх аддам на добрую справу. І таму кожны рубель, ён каштуе 10, таму што ён ад шчырага сэрца, як і музыкі зараз ігралі ад шчырага сэрца, каб дапамагчы усім нам, таму што мы дапамагаем медыкам, таму што хочам дапамагчы сабе. Гэта найперш. Дякую вялікі. Да, тут не важно, сколько собрали денег, а важно, что есть хотя бы 1 рубль на счету. Это значит, что мы было здесь не зря. оказались не Это зря. все не зря. Поэтому увидимся, услышимся. Есть совет у меня. Вот вы задали вопрос, мол, что делать в такое время? А займись своей семьей. Пообщайся с родителями, со своими бабушками, дедушками. Потому что все временные. Только аккуратно. Да. По телефоне. По Не телефоне, знаю, либо просто через балкон. это время, которое Я, надо кстати, через балкон посвятить приезжал. семье. Это время надо посвятить семье, потому что работа, прочие заботы, они тебя отвлекают от этого. Ты куда-то стараешься ползти, как я, мол, единица в этом мире. Я сейчас что-то могу, а без семьи ничего ты не можешь. Поэтому я советую сейчас всем заняться этим. Вельмі, дарэчы, добрая парада, таму што мы раней за гэтымі клопатамі, за нейкімі працамі, за нейкімі, можа быць, такімі гулямі, пайду-ка я на канцэрт схожу, ці там яшчэ куды-нибудь там з сябрамі на шашлыкі з'езджу, мы забывалі пра блізкіх людзей, бацькоў сваіх, бабуль, дзядуль, можа быць, нават сваю сям'ю, калі захацелася на футбол з сябрамі схадзіць. Зараз у вас ёсць магчымасць быць разам з сям'ёй, а бацькам сваім, бабулі, дзядулі, конечно, не трэба прыходзіць, зараз самаізаляцыя, гэта лепшы выхад, але ёсць тэлефоны, а можна сваіх старэйшых бацькоў, дзядуляк, бабуляк навучыць карыстацца рознымі сучаснымі прыладамі, прыбамбасамі. Да, там скайпы, мессенджеры, зум-канферэнцыю зладзіць, сабраць усіх сваякоў з усіх куткоў краіны. Спасибо еще ребятам, надо сказать, которые стоят по другую сторону камеры, потому что я понимаю, что они заряжены уже тут с 10 утра, скорее всего. Медиакуб, привет всем. Я хацеў сваю зараз прамову завершыць гэтымі словамі, але яны ад мяне ўжо гучалі, пачуць іх ад хлопцаў. Гэта, я думаю, больш прыемна. Медиакуб, Палугар-бар, Еўрарадыё і ініцыятыва Buy COVID-19, дапамога медыкам Беларусі. Мы ўсё робім для таго, каб мы ўсе адчулі сябе адной сям'ёй, адной моцнай беларускай нацыі, якая можа справіцца з усімі бедамі. Дзякуй вялікі, слухайце нас, пералічвайце грошы, усе рэквізіты ёсць унізе пад трансляцыяй. І на завяршэнне нашага сённяшняга амаль 12-гадзіннага марафона гурт «Торнадо». Ударым по металлу. Check, 1, 2, check.
Night black queen of darkness has covered town of dead men. Just lonely ribbons riding high in the sky. Satan spends the city fighter, the old cemetery by magic faces and the way this mist carpet. Nothing's more walking on to the never-ending zone. Never streaming with the same of their new victims. Black rains of doom is heading feast of rotting bones. War meeting heads of bodies, heavy man on throne. Death bounce for your flesh. Sky the devil waits for your soul. Smile up there, shatter the war. With blood, God of the smell. Breeze falling in the dark, far riding through the terrace. Eternal slain and buried. It was love. Cause this war from the grave, swearing no one will say. Everybody knows where blood is tasty. Mummified by this war, where no one distant go. And the evil rays on pressing deadly. Black breeze of doom is setting midst of running bones. All men and heads are foggy. Every man on ground. Death on swiftless. Sky the devil waits for your soul. Swear a blood, shatter the war. With blood, God of the smell. Добрый вечер, страна! Мы рады вас приветствовать на этом нескончаемом марафоне. Нам выпала честь его закрывать. И мы начинаем! Night black queen of darkness has found town of dead men. Just lonely ribbons riding high in the sky. Set us never setting by the little cemetery by hiding faces on the way they miss Godfrey. And the bow walking on to the never-ending zone. Never speaking with the scream of their new victims. Black breeze on doom is heading feast of rooting bones. Warming in his bodies, heavy men on ground. Death, I swear bless. God and devil waits for your soul. А мы продолжаем. Следующая песня из нашего грядущего EP. Она посвящена всем, кто ездит на двух колесах, кому сейчас хорошо на пустых дорогах. Песня посвящена байкерам. Still on the wheels!
century. You hear my voice still on the wheels, no break. Ride easy, won't get no rest. Still on the wheel, no fear. Take it easy, I'm on my road. Still on the wheel. Whoa. My star, my master, I'm rolling down, still on the wheels, you slow. I'm faster, I'm on my way, still on the wheel, right on. Full power, I'm rolling down, still on the wheels, I'm gone. My brother, you cannot stop, still on the wheel. Still on the wheels. Still on the wheels. Still on the wheels. Спасибо. Продолжаем. Water streaming from the dark, floating up from the mark. Dreadful wave has stolen inside. No ability to fight. We are open, I'm a born on a stage you will pay. To run from your better no way. Passion so cute running high. Don't make no fast move, no keep silent and die. Tears beautiful, there's late there so start. It's a hard shot. Once you're spoiled, then your fate is marked. It's a I'm a headache, I'm a headache. Shadow rising from the rock. Circling being has state of shock. Electric sensors heated up. Between his jaws, your final gap. Wiggling forwards, now she senses real to escape. To kill doesn't seem like a shame. Vision of you glad away. To sneak out, to drag down, to cash out the way. And the fate will turn and slap your face.
Indian church gets slaughtered every year just because that things are able to be magic, and because we're afraid they're gonna kill us. We got evolution! He can turn your heart into your soul. You're trapped in my bottomless hole. Thrashing in time with your heart. The ultimate killer will till you're apart. These are blessing, confident and dark. It's a hard shot, dancing deadly, it will bite your back. It's a hard shot, victim stand, will it leave the spark? It's a hard shot, course of vengeance, death is back on track. It's a hammer headache, ooh. Hammer-headed shark. Hammer-headed shark. Hammer-headed shark. Ooh. Yeah. Woo! Чекаємо, чекаємо. Ну не от короны. Итак, друзья, мы продолжаем наш лайвстрим. На сцене группа Торнадо. Следующая песня называется «Manowar».
Спасибо! Спасибо, друзья. Не забывайте нажать на кнопочку, которая у вас на экране снизу. Присылайте свои денежки нашим докторам, чтобы они держали нас здоровенькими и веселыми. Следующая песня называется Prison! No. Нет, другая сейчас будет. Back to the Plague. Marching in the streets, while those of the holy war lost their local blitz, waving flags and banners, holding down their streets, holding words of loyalty, show their skies their feet. The legions came up from the past. Now they are hopes are all unmasked. Forces always seen on their blood and drawing all the keys to the atomic blood. Back to the blood. Back to that another round of violence, another hate to kill. Rise of raging tolerance, a thought on bail on pills. For fear of substitution. Trigger on hardcore, a countdown to extinction, breaking up the law. Black legions came out from the past. Now their hosts are all unmasked. Red forces hoisting on their flag, the growing war and keeps in the atomic blood. Back to the blood. Back to the blood. Black legions came out from the past. Now their hearts are all unmasked. Grand forces hoisting on their flag and drawing all the kings to the atomic blood. Black legions came out from the past. Now their hearts are all unmasked. Grand forces hoisting on their blood and drawing all the kings to the atomic blood. Back to the 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 blood.
Вот теперь будет песня, которую я до этого объявил, Prison. Она была издана всего на одном носителе, на кассетке в Беларуси. Очень давно, в 98 году. Мы решили ее немножко реанимировать. Поехали, хлопцы. Two steps forward, two steps back. Chorus ribbon, I'm on my neck. Red sun charming, foreign wine. I am scared, I'm deadly tired. What has happened? Don't realize. Fortunes is before my eyes. One thing will not see in my head. Reason. Reason. One string will make my mind dead. Reason. 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 What's waiting me? Endless night. Will I ever see the light? Feel it just deep down. Kills my brain. Warm of horror. Thrills my way, rest is burning, side by side. I am scared, I'm deadly tired. One is zombie by the wall. What am I doing in that hole? One thing that in my head. Reason, reason. One thing that makes my mind dead. Reason, reason, reason. Chill my heart, my eyes closed, my mouth shut. I had no real life before. Yes, I want it anymore. There is no way to escape, but it's changing in my sight. I drink darkness, who tell me why? Who can help me to stay alive? One thing will not in my head. Reason, reason. One thing will make my mind dead. Reason, reason. One thing will not in my head. Reason, reason. One thing will make my mind dead. Reason, 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 reason.
reason. Спасибо. Ну и, наконец, наш хит всех времен и народов, песенку, которую знают практически все, вплоть до молодежи. Crazy Dynamite! Woo! All right. Listen, I was so neat, was written by my own. Fucking words and fucking music, fucking I was so searching all around. Together, here we go. My swag goes together around fucking world. Cause if it don't ride, we'll feel like a smell. We are red, we are white, we are crazy dynamite. We are red, we are white, we are crazy dynamite. We are red, we are white, we are crazy dynamite. Crazy dynamite. People together with me, fight to stop the enemy. Crash his head, break his spine. We are red dynamite. We must stay all together around fucking world. But if it don't rhyme, we'll feel fucking spell. We are red, we are white, we are crazy dynamite. You will listen, our song, it was written by my own. Fucking words and fucking music, fucking our show. Searching all around, together here we go. Must fly all together around fucking world. And if it don't rhyme, we don't feel fucking smell. We are red, we are white, we are crazy dynamite. Crazy dynamite, go! Crazy dynamite, go! Crazy dynamite, go! Crazy dynamite, go! Спасибо. И следующая песня — это наш кавер на известную группу The Sweet Ballroom Blitz. Маэстро, музыку.
Are you ready, Jasper? Yurik? Barmale? All right, fellas, let's go! It's been getting so hard, living with the things you do to me. I think we got it so right. I like to tell him everything I see. Whoa! I see a man on the back, he's spreading a crack, he raised his eyes to the sky. There's going in the corner who's everyone's thought she could kill you with a wink of her eye. Oh shit! It was electric, so sonic and hectic, and they all stopped breathing, 'cause they both stopped believing. Yeah, 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 yeah. And the man and the man said everyone is talking and turn to the ballroom, please. And the girl in the corner said, boy, I wanna you to turn to the ballroom, please. Ballroom, please. Ballroom, please. Ballroom, please. Ballroom, please. It's been getting so tight, touching nothing all I ever do. I've only thought it's over, and you appear as not over from you. No, that is the man in the back, his brain have a crack, he raised his eyes to the sky. There's going in the corners and never runs for, she could kill you with a wink of her eye. Oh, shit, it was like lightning. Everyone was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. Yeah, 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 yeah. And the man said, everyone said, let's turn to the ballroom, please. And the girl in the corner said, boy, I wanna one way to turn to the ballroom, please. Ballroom, please. It was like lightning, everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. Yeah, 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 yeah. And the man said, everyone attack and to the ballroom, please. And the girl in the corner said, boy, I wanna you to the ballroom, please. And the man said, everyone attack and to the ballroom, please. And the man in the corner said, boy, I wanna you to the ballroom, please. Ballroom, please. Ballroom, please. Ballroom, please. Ballroom, please. It's 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 ballroom, please. Yeah. Хватит бухать на сцене. Поехали. Ой.
Чек. Напоминаю, что с вами сегодня на сцене группа Торнадо! Kick it! You wake up like a school man, you don't wanna go. You ask your mom blues, but she still says no. Your mom's no glasses and no homework, but your teacher reads a glass like some kind of jerk. You gotta fight for your right to vote. Your mom is walking and she says no way. The evil wind smokes 2 bags a day. The living at home is such a drag. Now your mom threw away your best part of it. Burst it. You gotta fight for your right to vote. You gotta about this house if that's the clothes you're gonna wear. I'll kick you out my home if you don't cut the hair. Your mama says that she says, what that noise? Oh, mom, you just tell them that's a boozy noise. You gotta fight for your right to vote. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами все эти 12 часов. С вами была группа Торнадо. Увидимся еще. Всем рок и не болейте, берегите себя. До свидания.
Амаль 12 гадзінаў цягнуўся наш сённяшні музычны марафон, дабрачынны марафон Беларусь Life Aid COVID-19. Мы ладзілі яго, каб звярнуць вашу увагу на праблемы медыкаў, на тое, што ім патрэбна, і ўсё тое, што ім патрэбна, кампанія Buy COVID-19 дапамога медыкам Беларусі набудзе, скампануе і адвязе ўсім тым, каму што патрэбна для працы ў медычных установах, таму што час такі, не ўсё могуць адразу забяспечыць і ўсё здабыць. Мы працавалі, вы, спадзяюся, не проста слухалі і глядзелі, а пералічвалі грошы па тых спасылках, якія цягам усяго дня з'яўляліся пад нашай трансляцыяй. Наша трансляцыя застанецца ў запісу, можна будзе пераглядзець яе пазней, паслухаць тыя калектывы, якія спадабаліся па другім разе. Можа быць, кагосьці прапусцілі і таму паслухаць, і там заўважыце гэтыя спасылачкі, яны будуць актыўныя, ціскануў на пімпачку і грошыкі пералічыліся, а медыкі атрымалі дапамогу, якая ім так неабходная. А калі раптам, крый Божа, кразне вас нейкая хвароба, то медыкі будуць падрыхтаваныя і дапамогуць вам. Побач са мной стаіць чалавек, в прынцыпе, з ініцыятывы якога і атрымаўся увесь сённяшні такі супермарафон. Я думаю, што онлайн-марафон такой працягласці, такой насычанасці упершыню ладзіўся ў Беларусі. Ладзіўся дзякуючы бару «Полугар», у якім мы зараз знаходзімся, дзякуючы Еўрарадыё, дзякуючы Медыакюбу і дзякуючы Buy COVID-19 дапамога медыкам Беларусі. Ангус, ці задаволены ты тым, як усё прайшло? Ну, я уже говорил, что ожидалось, конечно, что будет намного хуже, будет какой-то бардак и беспорядок, будут какие-то осечки, но на удивление косяков было практически, очень мало совсем. Мы подтянулись в каких-то местах, и, мне кажется, все удалось. Ці думаў ты, што так вот я гляжу просто зараз па трансляцыі, толькі у Фейсбуку было праглядаў каля 5000, а это яшчэ ёсць і соцсеткі нашего одноклассника, ВКонтакте, YouTube, Twitter, ну і будуць людзі глядзець яшчэ і сёння там ноччу вярнуўшыся там з нейкай дачы, заўтра дні. Ці думаў ты, вот, што такая будзе раскрутка? Ну, вообще я рассчитывал на то, что у нас народ будет активно поддерживать этот марафон, потому что он целенаправленный на всю аудиторию нашей республики. Мы помогаем тем людям, которые пытаются нас спасти, защитить от той напасти, которая пришла к нам извне. И, в принципе, я доволен результатом. Дякую вялікі. Ну, хлопцам трэба сказаць пару слоў. Надзёшкін, скажы пару слоў і медыкам, і, можа быць, тым людзям, якія думаюць, трэба нам дапамагаць тым медыкам ці не трэба? Да, я думаю, повторю еще раз, и это не будет никакой тайны, что огромное спасибо и Ангусу, и руководству бара «Полугар» за этот марафон в помощь нашим медикам, потому что их нужно, грубо говоря, сейчас на руках носить. От них очень много зависит. Я надеюсь, что средства, которые будут собраны, пойдут именно на дело, и, в общем-то, ни одна копеечка не пропадет зря. Еще раз спасибо всем организаторам. Юра, хочешь что-то добавить? Бармалей? Ну и в заключение бы хотел сказать следующее. Все равно, спид или рак, грядущее пепел, прошлое мрак. Срази меня гром, если это не так. Непознанный Бог, который внутри, сам поставит точки над «и» в тот день, когда завершится твой жизненный путь. Все. Вось на такой пафосна-романтычнай ноце нечакана выявіўся паэт, но тым не менш
Дзякуй вялікі ўсім. Дзякуй яшчэ раз бару Палугар, дзякуй камандзе Еўрарадыё, камандзе Медыакьюб, усім тым, хто стаяў за камерамі, працаваў тут у бары, таму што 12 гадзінаў адпрацаваць без кавы, ну і нейкай лёгкай ежы было б даволі складана. Дзякуй валанцёрам кампаніі Бай COVID-19 дапамога медыкам Беларусі. Ну і, безумоўна, дзякуй нашым беларускім медыкам. Тое, што вы робіце, ратуе нас. А мы, пералічваючы грошы, я спадзяюся, уратуем вас, таму што будзе набытая на гэтыя грошы неабходная вам абарончая амуніцыя. Надзёжкін сказаў, што калі яны пойдуць, гэтыя грошы на патрэбы, сапраўды, яны пойдуць толькі туды і толькі на тое, што неабходна беларускім медыкам. Ніводная капейчына не патрапіць ні ў кішэню Ангусу, ні ў маю, ні стрыжыка, ні матолькі. Всё толькі на неабходнае медыкам. Мы справаздачымся для вас пазней. Ангус будзе трымаць пад кантролем, ён паабяцаў, сказаў, што раз я гэта арганізоўваў, ініцыяваў, то трэба будзе прасачыць, куды грошы пойдуць. Але мы верым, што ў такой сітуацыі складанай беларусы думаюць адзін пра аднаго, а не пра свае нейкія кішэнныя справы. Дзякуй вялікі ўсім, дзякуй.